شلون يمو قدر شو حاول يعني تصير شو هين دقايق افير حلتينا شو يعني السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Patates ama efir jiki siga дүйчүн бора башла. Пятница, суббота, воскресенье. СМС керлят прямой эфир. Ери? Так. Ой, да, وحافظ انستغرام. إبراهيم انستغرام حلقتين أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. تناوشقي تربيركتي دول ويا دا يحوصل تيك توك تتصريو الخيتسون تحقوا مش جيمشن دا الله ويبال قبول بيبويا شديتس أشتويشتيغ سون خوشتيغ ويدا خوشة خاتشن جواتلوشة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Выжри, ежери, насыра büyüsteküel. Так. مو بشلام الحمد لله ديكو دينو تعجي موكشو تشخلير دقة ينسل ديك ولعو إبراهيم يوتيوب قيبش تتسيا خاطر درس قباش قخوي истории бабдоши ю قباش قخويوسكي и бабдоша خيل همادو так Губаш Духоевский – это реальный исторический персонаж, который описывается в истории, который описывается в истории и зафиксирован он у личного писаря имама Шамиля Аль-Карахи, если я не ошибаюсь. Название книги я забыл, но он есть. Рассказывается, правда, там чуть-чуть переиначили они название, точнее, из-за чего произошел инцидент. Они говорят, что якобы он выкрал какого-то зумсоевца, что Губаш Кухоевский крал тех чеченцев, которые сделали байат имаму Шамилю, и из-за этого якобы имам Шамиль пошел, что к нему приходили, жаловались другие чеченцы, чтобы наказали Губаша Гухоевского. Вот по такой версии описывает, если я не ошибаюсь, приблизительно Аль-Карахи. На самом деле, как говорят источники, уже наши, и что является, конечно же, более правдивым, никаких зумсоевцев Губаш Гухоевский не крал, потому что этот край и зумсои являются исконным нохчетайпом, и Дженты, и Гухой, и все остальные нохчетайпы друг друга не крали и никого не убивали. В том плане, если не было какой-то кровной мести, будь это Губаш или хоть 10 раз Губаш, потому что тейповая система не позволяла эти инциденты. На самом деле речь идет о том, что информация была такая, что, как мы знаем, в последнюю очередь ислам, точнее, присягали имаму Шамилю горные части Чечни. То есть это старая древняя область Урзукети, Кистети, там, где проживают дальние кисты. Вот как раз-таки в этой области Губаш Гухоевский сказал, что он не будет прийти, или сподвижники имама Шамиля пришли и непосредственно сказали ему, что в горах Чечни есть чеченцы, которые не присягают тебе. И мало того, что так и добавили от себя, сказали, что Губаш Гухоевский возглавляет определенную большую часть горных чеченцев, кроме как своего тейпа, призывает их не присягать имаму Шамилю, пришлому Сюли, который является
и по статусу, и по значению меньше. Вот так доложили имаму Шамилю. Имам Шамиль вернулся, пришел уже туда непосредственно со своими найбами, после чего позвали Губаша Гухоевского. И во время разговора Губаша Гухоевского с имамом Шамилем, там был переводчик аварского происхождения, который знал чеченский и аварского языка. И во время перевода, когда ему сказали, что к тебе вот такие-то претензии, почему ты людей заставляешь не приходить, не делать мне байат, не позволяешь им примыкать к моим найбам. После этого Губаш Гухоевский сказал, что никого не заставляет и никому не говорил не присягать. Он лишь сказал, что он сам лично не будет присягать и делать байат. После чего переводчик перевел якобы имаму Шамилю перевод, искаженную версию. Он сказал, что не будет присягать. Не будет присягать. Прямо в лицо имаму Шамилю. После чего имам Шамиль якобы высказался и сказал в очень грубой форме, что ты неверующая собака, и вот умрешь такой же смертью. В этот момент, говорят, Губаш Гухоевский, когда ему перевели, сказали, что закон гостеприимства ему не позволяет. Если бы он не был гостем на его земле и у него дома, то он бы показал, кто есть собака. И в этот момент произошел инцидент. Найбы имама Шамиля, их было больше, они все напали, скрутили Губашу Гухоевского. В этот момент, когда скрутили его, имам Шамиль приказал выколоть ему глаза. Губашу Гухоевскому выкололи глаза, и в его же башне, у него же дома, закинули его. Вечер темнело, было на улице холодно, его закинули в кладовую в этом же доме. После чего Губаш Гухоевский, они разожгли костер, а ситуация была такая. Я вам рассказываю про Губаша Гухоевского, история так, как она есть. Губаш был ослеплен, связан и брошен в соседнюю комнату. В этом доме говорится, что имам Шамиль был простужен, слегка он болел. И получалось так. Лицевая сторона, гостевая постель и кровать была прямо напротив камина, где горел костер. Тепло отдавало. И эта гостевая кровать, обычно куда гость ложится, она была чуть дальше. А другая, которая была рядом, кровать, ближе к камину, я так правильно, или печке, находилась прямо рядом. И говорят, имам Шамиль, поскольку очень сильно простыл, постелили ему туда, поближе к печке. На место гостя лег непосредственно тот переводчик, который переводил с чеченского на аварский, его переводчик. Итого их было, в одной комнате их было то ли трое, то ли четверо, по рассказу. Остальные расположились уже в других местах, рядом лежащих. Но глубокой ночью, Губаш Гухоевский, говорят, был очень сильным, под 2 метра ростом. И когда он развязался, он, зная расположение своей кровати, зная расположение, где у него что лежит,
выйдя в соседнюю комнату, схватившись за кинжал, который у него висел на стене, темной ночью, когда уже померкли свечи, кроме от горящего костра печки ничего не было видно. Губаш Духоевский выскочил и одним ударом разрубил наполовину, по его пониманию, поскольку это была гостевая, самое, так сказать, лучшее место, разрубил переводчика пополам. Он думал, что там находится имам Шамиль. В этот момент, пока он сражался, он был слепой, уже ослеплен. Другие наибы напали, 2 наибов напали на него. И имам Шамиль, говорят, запрыгнул ему сзади на спину. В этот момент с оружием в руках Губаш Духоевский наносил удары. Поскольку есть информация, достоверная информация, говорят, что Губаш Духоевский нанес ему 14 ножевых ранений. Не уколочные, а нанесение. Как бы то ни было, больше всего 14 ножевых ранений сделал Губаш Духоевский. После этого заскочили остальные наибы. Он убил 2 наибов, которые были в этой комнате. И вот когда Шамиль кричал, в этот момент уже соседние забежали наибы, связали его и закинули уже, говорит, после этого закинули куда-то в яму или в подвал, зиндан, как в то время оно называлось. Потом утром его четвертовали, то есть разрубили на куски, и вот таким образом убили Губаша Духоевского. Вот эта история с разницей только у Аль-Карахи, того, что он говорил, что якобы он пришел по шариату наказать Губаша Духоевского, а на самом деле он пришел, потому что Губаш Духоевский не давал баят, и остальные авторитет. И вот таким образом из-за этого произошел инцидент в данной ситуации. И еще мне прислали ролик, где общественник, политический деятель, историк, краевед Муса Зурабов рассказывает о древней карте Ингушетии и об ингушских обществах. Меня попросили ответить на этот вопрос. Я отвечаю. Он начал перечислять об обществах там Галга, там ближние кисты, там Цоро и так далее и тому подобное. И во время, когда он рассказывает, что есть эта карта, и он говорит дальние кисты, как будто бы дальние кисты являются частью ингушей. Дальние кисты не имеют никакого отношения к ингушам в том плане, кроме того, как ингуши сами отсоединились от чеченцев в 17 веке, до этого дальние кисты никогда не были и не имеют никакого отношения к кистинцам, то есть, точнее, к ингушам. Ближние кисты это 1300 человек, дальние кисты это 18 тысяч человек. 18 тысяч кистинцев, дальних кистов, это исконно чисто чеченские тейпы. Зумсуай, Тумсуай, Чанти, Шаруай, Мелхи, Ирвай, Ахкай. То есть вот эти общества, которые проживали в этой области, Шатуа и так далее и тому подобное. Они не имеют отношения в каком плане, как не идентифицировались как ингуши и никогда не были им. Кроме как они знают, и мы все это говорим когда-то, что мы были одним народом с ингушами, потом ингуши отсоединились, а они не отсоединялись. И дальние кисты не имеют никакого отношения в том плане, вот как национальные или к этнониму ингуши никакого отношения. Они были, есть и остаются всегда чеченцы. Так что тот человек, который прислал мне этот ролик, якобы указывает, что дальние кисты являются ингушами, это неправда. Потому что многие из дальних кистов имеют намного древнее название своих тейпов, ныне тукумов некоторых, нежели чем даже само название ингуш или селение ангушт. Допустим, есть полевой материал о том, который говорит, я не утверждаю, что это достоверно, но это полевой материал, и он есть, что селение Ангушт непосредственно был основан одним из представителей тейпа Чанти. Опять же, я не утверждаю, что это все так, но я говорю о том, что даже само селение Ангушт не могло быть, потому что его основал Чанти. А Чанти тейп
это относится к дальним кистам. Фактически, получается, опять мы натыкаемся на то, что дальние кисты и название кистинцев дальних намного старше, чем название этнонима ингуш или же название тех же глигов, по идее. Вот так вот. Про Губашу Гухоевского я рассказал. К ближним кистам относятся вяппи, мы знаем это. Мы будем называть так, они всегда как назывались, вяппи в древности. Сейчас их часть называют фяппи, а часть называют, как называли всегда, вяппи. Вот вяппи, они остались исконно Нохчи-Тейпом, они проживают сегодня в Ауховском районе в Республике Дагестан. Ныне это Навалахский район или часть Казбековского района, так сказать. Надеюсь, я ответил. Давайте, задавайте вопросы. И если есть кто-то что-то добавить или свое что-то хочет по этим вопросам задать или рассказать, у нас в прямом эфире сейчас YouTube, Telegram, Instagram и, я так понял, TikTok тоже. Ибрахим сегодня молчит, хотя микрофон у него включен. Если у вас есть вопросы. Почему в мелхистинском говоре есть буква «Ф»? Ну, во-первых, дело в том, что не только в мелхистинском говоре есть буква «Ф», она есть в многих галанчурских диалектах, но взаимоотношения с ираноязычным населением у нас очень большое взаимодействие. То есть сегодня осетины, как многим кажется, которые, как называют себя, относят к осетинам, как будто бы они пришли в 18-19 веке. Нет, осетины, или иначе говоря, как их называют грузины, овсы, они есть в грузинских документах, 12 непосредственно по соседству с нами. И, как мы знаем, даже если Дарьярским ущельем владели потомки Акмерза или Вохкола, Волги, то мы знаем, что взаимоотношения непосредственно с осетинами у нас было. Использование буквы Т, Ф, ничего тут такого нету, как и использование некоторых тюркских или же персидских других букв, таких Ю, и так далее. Там, ну, вам об этом лингвисты больше рассказывают, поскольку те взаимодействия, взаимоотношения, валейкум ассалам, были соседними народами. Ну, допустим, в Чечне букву Ф, в остальной части, восточной части, можно сказать так, и в северной части, центральной части букву Ф использовать начали намного позже, нежели чем, допустим, в западной части нашей Родины. От того, что мелхи по соседству живут с хевсурами, там, допустим, или с осетинами, или там с другими грузинами, если они где-то использовали эту букву, это не дает права считать, что это является, что они являются другой национальности, конечно же. Мелхи – это часть ногчи народа, тухум. Некоторые тейп говорят, некоторые тухум, точно так же, как и тирвай, точно так же, как и ахки. И один из наших чеченских диалектов, древних диалектов, галанчурский диалект, они используют букву Ф, как и Орспай используют букву Ф, ничего такого тут нету. Это лишь показывает богатство нашего родного языка, нохчумат. Где-то используют, где-то не используют, где-то там на говорах, допустим, на теречном говоре чуть измененный говор, в Чеберлоевский, Шароевский, они совпадают, там ауховский диалект, акинский диалект, он тоже своеобразный, поэтому здесь ничего такого нету, это вполне нормальное, как говорится, соотношение в нашем языке. Başla. İnzah eylik. Хэш ватса, чого хависала, чего висхил. Ассалам алейкум, Ижри, пока он сейчас настраивает у себя звук. Ва алейкум ассалам. Ижри Башлам, где-то читал, что тухум не чеченское слово, как бы мать, например, акинцы без деления на тейпы.
Не понял я вопроса, Адам. Тухум слово не наше, это однозначно, мы это знаем. Оно и арабское, и тюркское. Впервые использовалось учеными, русскими учеными, если я не ошибаюсь, в Дагестане. Оттуда его перенесли на Чечню и начали использовать ближе к второй половине 19 века на население Чечни. Вообще тухум это обозначает часть или район чего-то. Султан, просто твой вопрос. Тухума ошло дуаша, это не наше, мы это знаем. Есть аналоги у нашего слова, это вар, верс, вар или димту, урарский. Димту это на урарско-хурийском, вар и верс это на нашем родном языке. Что касается тейп или тейп, его используют, или тип, его используют, вполне возможно, оно относится к хурийскому, урарско-хурийскому или к шумерскому слову. Оно используется и в латинском, и в английских языках. То есть и прямой смысл этого тейп или тип, оно... تقم ملخ حديش حجم حجني أتسيوغا تقم يوغا تيب ملخي دقيقي وعد وش تيب دق تيب دق в пространстве Ютубе بقنا بق خاطر دوق وش عميشر واش شاش مال غيستر وق تيبا نرى وقارت نرى وحاولق نو مال غيستع مال غيستع أشجار تيبا نش دوق تا مسا مال خي على إيش ما يتدق شيء تيب هما خلش нет, на самом деле есть мелхи, которые говорят, что вот эти названия, они названия записали по селам. То есть села, юрчуйте, я хотел. Шабер мелхи бубахта. Это ярчит, это ярчка, аж был мелхишна, и это линбахта. Из-за Ирвайшбах. Эрлай тоже не хотят быть тухум. Но они зафиксированы в научной среде как тухум. И терлоевцы, и, допустим, мелхистинцы. И те, но, несмотря на это, официально изменения документа в исторической, этнографической области нет такого изменения. То есть никто официально, все представители Ирва не собрались и не сказали, мы, Гемруай, Некруай и так далее и тому подобное, мы все являемся Эрлуай, пожалуйста, уберите название этих сел и называйте нас всех Эрлоевцами. Точнее, так, как они говорят, Ироевцами. Через Ирвай Оцар, Шаши. А вы Вахарчара Эрлуай Оцара. Эрбюхар был сверху. Вот поэтому они официально идут как Эрлуай, как Тухум. Мелхи идут как Тухум. И точно так же есть один из известнейших ученых и лингвистов, и историков, Ильяс Сигаури, вы знаете, один из главных мелхи, главный в плане научного мира, он в своей книге указывает четко, говорит, что мелхи это тухум. Хотя есть некоторые мелхи, которые не согласны. Я с ними внутри не спорю. Вполне возможно, что Ахмад Сулейманов, когда фиксировал их, возможно, он записал по селам, но и так сформировался название тухум. Тухум это, чтобы было понятно, тухум это не близко родственные, не кровные, не родственные. Это люди, проживающие в одной области из разных тейпов, которые объединены социально, то есть они ведут бизнес, политически, политически, то есть заключают договора, экономически, я вам сказал, бизнес ведут, военно-политически, то есть если вдруг кто-то нападает примерно на терлоевцев, Некруай, Гимруай, там остальные, я не буду всех перечислять, они все как единый Эрлуай, они должны были отражать. Вот это люди, проживающие в одном месте, в одном районе, их называли тухумами. Но в Дагестане оно чуть-чуть другое. Почему? В Дагестане одно село с другим селом не имело никакого отношения. У них разные языки, это разные народы. Но несмотря на это, они просто взяли эту модель и структуру тухума, перенесли на чеченцев. То есть чеченцы, которые проживают в Шатое, они называли шубутами. Шубутяне, шубутами. Те чеченцы, которые проживают в Мелхисте, они называются малхистинцы или мелхи. Те чеченцы, которые проживают у Арсклаймахка, они называют арскоевцами. Эхкой, лом эхкой. В чем? Мелхи – это и тухум, и тайп в одном.
А Лам-Экки не входит в Тухум. Есть Акинский Тухум, проживающий в Ауховском районе, а есть Лам-Экки. И там, и здесь, по сути, должны были быть все Экки. Но Лам-Экки говорят, мы не были Тухумом и не являемся. Мы тейп, большой тейп. Они правы. А вот Акинский Тухум, в который входит, кроме и акинцев самих, там самих акинцев, которые произошли из Лам-Экки, 9 или 10 тейпов, остальные 36 тейпов, они разные, они с Чеберлоя, с Нахчмахкоя, но все, кто в этой области проживает, там и Цуантрой, допустим, наш как Бойсов, Сайтив. Если его спрашивают, он говорит, что Эхкова, Эхкиду Олцачаш. Но Эхки Мухал, а Тейпан Цуантрахаш. Но все те, кто проживали в Ауховской области, называют себя Эхки. И поэтому получился Акинский Тухум, который, опять же, и Нохчмахква, там есть и Чеберлой, там есть и Шароевские тейпы. Их всего 46 или 47, если не извинилось. Они все зафиксированы, и мы их непосредственно опубликовали. Точно так же Панкийское ущелье. Там чуть ситуация другая, но, допустим, в Ауховском районе проживает 200 тысяч чеченцев. Без малого 200 тысяч чеченцев. Это Ауховский район. А в Панкийском ущелье в лучшие времена, если взять тех, кто уехал в Европу, проживает 20 тысяч кистинцев. Несмотря на это, кистинцы, все называющие себя кистинцы, а это Дишни, Мелхи, Ируай, Экки, Хачруай, Майстуай, они все вместе себя называют кистинцами. Хельдиаруай, они себя по отдельности не называют. Они говорят, мы все кистинцы. Хотя отцы основатели кистинцев, это один Хасух, Хасумала основал Джопала из майстинцев, а Дуиси основал Дишни, Дуи. Вот эти два человека основали все Панкийское ущелье. Получается так. Но несмотря на это, они все вместе себя, грубо говоря, как сказал Хасу Хангашвили, хотукомду бахцу. Кистуай хотукомду нохчи тукомду элер Хасу Хангашвили. Почему? Он тоже понимает, почему называют туком. Не из самого названия, что оно у нас было или не было, а само понятие, вот это понятие слова тухум обозначает люди, проживающие в одной области и друг другу не кровно родственные. Допустим, в Тейпе в основе своей духбеши гергербу. Цица, деши чуай, мях чуай, цантейпан хочу в основе своей цанцин на хлошку. Из-за этого некоторые тейпы не разрешают жениться на сестре из своего тейпа, потому что это получается кровосвящение. И из-за этого вырождение тейпа получается, то есть мы за другие тейпы не выдаем, только за свои тейпы выдаем. Есть и такие люди, такие тейпы. Их немного, в основе своей запрещено. И у Хасу Хангашвили тоже сказал, что у них тоже запрещено выходить замуж за свой же тейп, потому что в одном тейпе это одни кровнородственные друг другу фамилии. Поэтому Хасу сказал, такой же тухум является и Галгай. Изначально, он говорит об изначальной массе. То есть когда-то они были, вышли, и все, кто к ним приходил, кто с ними объединялся, потом они начали себя называть народом. Из-за этого некоторые наши люди, которые называют ингушей 10-м тухумом, основываясь на этом, говорят это. Конечно же, как сказал Абадиев, Идрис, он говорит, для нас это большой позор, мы не являемся тухумом и так далее и тому подобное. Почему? Потому что понимание Идриса Абадиева и таких людей, как он, Бузуртан и все остальное, это образом оскорбляет. Это люди, проживающие в этой области. Не больше и не меньше. И они друг другу могут быть некровно родственны. Как по сути и сам в дальнейшем Идрис рассказывает, что мы начали называть себя ингушами там, в 19 веке, другие начали там позже называть. Это как раз таки говорит, что они проживали в одной области, но они не были друг другу кровно родственны. Хотя, Аллаху алям, я не вмешиваюсь в эту историю за пределами нашего региона. Допустим, они используют слово шахар, а шахар не является ни чеченским словом, не является ни ингушским словом, не является. Хотя чеченский и ингушский это одно и то же на самом деле. Шахар это ираноязычное название. Поэтому с этого, конечно же,
нужно понимать использование слова тухум как термина, почему его используют. Наше ли оно? Нет, не наше. По одной из версий это арабское, по другой это тюркское. Хотя сейчас есть некоторые там люди, которые говорят током, ой, что на самом деле это наше измышление, у нас нету записано, зафиксированного факта. Как и Шахар, допустим. Шахар тоже не наше и не ингушское. От чего зависит расположение звезд на флаге Ичкерии? И почему вся Чечня в 91 году была названа Ичкерией? Ну, про это я уже рассказывал. Звезды, 9 звезд, это 9 тухумов. Дальше от них идут 10 тейпов. И каждая звезда, если я не ошибаюсь, 10-гранная была. Если я не ошибаюсь. Что обозначает, что это 9 тухумов и 10 тейпов, которые не входят в этот тухум. Конечно, сама задумка очень хорошая, великолепная была. Сейчас она другая. Сейчас на новом гербе колосья и 10 от колосьев такие отблески с 9-гранной звездой, чтобы было понятно. То есть там 9 граней, 9 тухумов и 10 колосьев от зерен, которые обозначают непосредственно, то есть вот такого формата. Нынешний герб, он тоже имеет символ обозначения, что-то обозначает, это не просто так. Но там, конечно, указана и наша звезда девятиконечная, да, и указано точно так же и колосья, что плодородная земля, нефть, башни, то есть все символы, атрибуты нашего народа там указаны. Поскольку мы являемся одной из страной башен, как указывал и Джабраил Юрьевич Чахкиев, у нас древние башни, у нас и нефть, у нас и плодородные земли, у нас 10 тейпов, 9 тухумов, вот таким образом. Область Ичкерия, но Ичкерия немножко исковерканное слово, Искерия, Искерк, Искеринский, Искерт на чеченский лад. Ну, уже по тюркизации начали называть Ичкерия. Это древняя область, который нынче называется после 19 века, начали называть, начиная там, грубо говоря, в документах со времен храмового Тамерлана, она называется область Ичкерия. Это область там, где нанесены 2 поражения царской России во времена имамата Кавказа, которая существовала. Это области Ичкеринские леса. И очень много сопротивления, боевых действий, уничтожения как кумыкских князей, как аварских нуцалов, как царских офицеров и генералов. После этого, конечно же, название было настолько нелюбезным, что попросили или уговорили, я не знаю, как правильно сказать, заменили его на слово, как говорится, нохч маххой. Ну, от этого. И у нас сегодня наш канал поддержал Алироевский Волк Аюб через YouTube. Алирой Аюб. Задана огромная благодарность за то, что поддержал наш эфир. Благодаря вашей поддержке мы существуем и мы работаем. Как вы поддерживаете, так больше мы и развиваемся. И проводим чаще эфиры, стримы для вас, для нашего общения, взаимодействия. Само собой, что на него делать, мы можем, конечно же, вам делать и отчеты. Но, однако, когда приходит донейшн и поддержка нашему каналу, я пытаюсь сразу вам сообщить. Дальше. Я имею в виду, например, самая большая звезда Нохч-Маххой и так далее. Почему так? Нет, там, я не думаю, что... Конечно, я знаю, почему подразумеваете вы. Но дело в том, что один среди этих тухумов является самым большим. То есть туда входит намного больше входит туда тейпов, чем другие тухумы. Некоторые тухумы вообще мало входят, такие как, допустим, Чанти тухум. Вот туда входит там 5 или 6 тейпов всего лишь, например. Вот в зависимости от этого вполне возможно. Дарго Веденского района кем основано и когда? Насчет Дарго, селение Даргоевское основано
чеченским тейпом Белготой. Оно основано белготоевцами, исконно чеченским тейпом. На чеченской его не основали. Когда пришел имам Шамиль, когда он был в Ахульге, когда его еще не было на свете, селение Делга, то есть возрожденное село, считается, что этому селению оно появилось после бубонной чумы, которая косила в Европе. Дальше, я думаю, вы можете посмотреть, какой это век. Дело в том, что в это время была чума, люди умирали. И вот это село Дерга, основателем коим является Белготой, считалось, что они вымерли. Что в это село никто не заходил, боясь заразиться. И через определенное время из этого села поднялся дым. Люди, которые жили в горах по соседству, увидели и назвали, сказали Беллашгойтен. Беллашгойтен. От этого появилось название «возрожденные после смерти». То есть люди возродились, мертвые люди возродились. Дерга, или селение Даргоевское, появилось именно в тот период, ближе к 16-му, некоторые говорят, 17 века. То есть имама Шамиля и в проекте не было, когда было это село. Вот такое вот непосредственно название селения. Сегодня появились некоторые нарницы, которые говорят якобы, что его даргинцы обоснованы. Нет. Со всем уважением к нашим даргинцам, соседям, но никакого отношения, кроме как совпадения букв, там нету. Так что вот так. Брат, про черкесов, которых братская Чечня, расскажи, брат. Не понял я вопроса, конечно. Башлам, расскажи про Алмак, как туда попали ингуши, кем себя считают чеченцы оттуда. Я не знаю, в Алмаке, что есть ингуши, я этого никогда не слышал. Каким образом в Алмаке есть ингуши? Это для меня что-то новое. Насчет Алмака вам расскажет больше Аминтиса. Я по наши земли заселялись какими-то тайпами, но некоторые считают, что Арслоевским нашим тухумом они были основаны. Поэтому некоторые, опять же, надо узнать, надо спросить. Я за соседние регионы я меньше всего говорю. Меня больше волнует своя родина. Вот. Ну, поскольку сегодня это соседний регион, а исторически кем оно основано, каким из первых тейпов, вам расскажет Аминтисай. У меня, ну, насколько я знаю, там Варспай, Анди, Эхки, наши тейпы, которые Чунгруай, вот такими чеченскими тейпами. В основном это область Гунуай, Дышни, вот такие тейпы как бы там. Ассаламу алейкум, какой тейп считается самым первым? На этот вопрос я не отвечу и считаю это глупо говорить. Первым тейпом был для прикола, конечно же. Нет, первый тейп, второй тейп, такого нету в понимании чеченской истории. Ассаламу алейкум, Башлам, расскажи про тейп Халхи. Откуда появился, в каком тухум. Уважаемые друзья, про тейпы, если я тейпы не написал, я об этом рассказывать в эфире не буду. Про тейпы я собираю информацию, публикую его. После этого только. Если я про тейп уже опубликовал, я могу рассказать. А те тейпы, которые вы называете, я еще не публиковал. Брат, про черкесов, которых Чечня приняла во время Кавказской войны, говорят, что некоторые черкесы влились в Чеченский район. Чеченский район неправильно, да, были мухаджиры, переселенные во время Кавказской войны, во времена Ушурмы. Их не так, конечно, много, но они есть, они полностью влились в чеченский народ. Никогда от них мы, как говорится, я собираю информацию, ни предательства. Всегда во время депортации, во время войн всегда были единым целым. Их не так, конечно, много, но они есть, они полностью влились общие, в чеченский народ. Все никогда от них мы, как говорится, не видели ни подлости, ни предательства. Всегда во время депортации, во время войн всегда были единым целым. И у нас сегодня замужем за чеченцами, чеченцы за ними. общее, единое, что нету свой, чужой. Такое
могу рассказать про адыгов, часть, по крайней мере, небольшая часть адыгов. Адыгов Черкесы и кабардинцы. Чеченцы за ними. Вот так. Я читал у Брэдли, что Дерга была крепость и защитная... часть, по крайней мере, небольшая часть адыгов. Адыги это черкесы и кабардинцы. Вот так. Я читал у Брэдли, что в Дерга была крепость и защитное сооружение, но когда шел Воронцов, Шамиль приказал уничтожить аул, чтобы он не достался. Я тут вырос, знаю, где 400 эпсош были убиты. Во-первых, ты говоришь о более позднем периоде. Ты меня спросил о более раннем периоде. Я тебе про ранний период рассказал. После того, что там было уничтожено, чтобы не досталось сожженные села, это делал имам Шамиль с точки зрения военной стратегии, это было в многих местах. Я не говорю, что это не так, опять же, но я говорю, что основателями селения являются чеченцы более раннего периода, там, 17-18 веков, или там даже до того, как пришел Шамиль. И основателями являются чеченцы. А что касается после, когда это селение было, или была какая-то крепость защитная, все это вполне возможно. Но ссылаясь, я хочу, чтобы вы понимали, Брэдли это 19 век, это времена, когда уже пришли на Кавказ европейские офицеры, генералы и такие высокие чины, которые фиксировали этот момент. А я говорю более о раннем периоде. Он минут 5-10 назад об этом говорил. Так, Султан, хауалашу, из телеграмма, если у вас есть вопросы, вы задавайте, а то что... Дагештел Ахмад Сулейманс, Шабин был Теацакар Тухцун. Эти тейпы имели свои родовые горы. Да. Вроде бы Астахьязин 7 с чем-то, или 60 чем-то тейп тудазин. Примерно из Ахмад Сулейман бин Болхам бани аш судик Болха бина дал Аллах дал вот сюда дикан бекам вот Султан хэш ватсон его интернет дикяц асхат хугат хэчвасо цой они имели свои родовые горы. Да. Я тебе поясню. Да, я могу тебе пояснить и объяснить. Но для начала там 100 с лишним тейпов, да, указано у него? У Ахмада Сулейманова. Изначально мы об этом... Хасун, я их зачитывал, они у меня есть. Я их зачитывал, показывал. Поясняю вам. Дело в том, что во времена, когда еще Ахмад Сулейманов фиксировал тейпы, не было еще дополнительных тейпов, которые сегодня начали себя называть тейпами. А это были гары или некой были. То есть гары это от фамилии отца, некой это те, которые переселились с одного места на другое. Нек бин нахбуй, цан юрта дабан, цан квашта дабан, киечана дабан шея. Это некой царах ол, а гарша это... تعالوا فاميلي دي حقوي وش ولا ترى دبيق بالاستيبا دبيق بالمولناخبري ترى حق يوتي شيء تيبان تيتو لقصنا حق يوتي. Так вот, поясняем вам, чтобы был, это и вкратце экскурс сделал. Так вот, об этом говорит и Сайпудин Натаев, об этом и говорят другие. У Мамакаева одно количество, у Натаева ныне современной этнографии, кандидат исторических наук, а у Сулейманова одно количество, у Берже другое количество, у Берже вообще 63 тейпа изначально, которые считаются чистыми чеченскими тейпами, масалла бахас, и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что научные изыскания по этому поводу многие были записаны только в середине 19 века, то есть когда начали экспансию царской России сюда. В некоторых местах они считают отдельными акинцев, шубутов, чеберлоевцев и так далее. Они считают их как отдельными народом. Потом уже, когда Берже пришел, он говорит, нет, произошла ошибка. Даже те же самые ингуши, это чеченоговорящие все. Они говорят на чеченском, это все один народ, по сути. Называют они себя по-разному, но не чеченцами, они называют себя нахчи. То есть шубуты, чеберлоевцы, шатоевцы, шароевцы и так далее и тому подобное. Все они являются одним народом.
Потом они, когда что говорят на разных диалектах, наречиях, но народ это все один и тот же. Проблема в том, что фиксация, некоторые наши говорят, что были тяпторы, что зафиксировали, на самом деле зафиксированы душун, язин душун, оли хаолхум, на дуя дать и захуша даязин, на тяптор, что я цараума дать. Самым древним фиксацией на документе, опять же, это Аздин Вазар, это аланский историк с чеченскими корнями, который записал. Опять же, среди них есть некоторые тейпы, которые на сегодняшний день сохранились, а некоторые названия которых нет среди чеченских, то есть они вымерли. То, что вымирают чеченские тейпы, это вполне нормально. Это за войн, из-за чумы там, и так далее. Частые войны, и мы знаем сокращение населения. Но проблема в другом. Когда чеченцы начали размножаться, то есть как сейчас, да, нас 1 600 000, и чем больше мы становимся, мы начали называть себя отселением, в котором мы живем. Ну, я не хочу сегодня сейчас называть и вникать в эти подробности, вы поймете сами. Поэтому именно Ахмад Сулейманов зафиксировал те названия, те тейпы, которые имеют горы. Почему? Потому что по чеченским традициям и по чеченским адатам четко указано лам, бау, юрт. Ну, там некоторые потом добавляют кешниш, там и так далее и тому подобное. Вот эти 4 атрибута, которые должны, если это все у тебя есть, ты коренной житель, ты не политическое убежище не получал, там есть другие касты, которых я перечисляю, которыми, опять же, по адатам древним нашего народа, оно было. То есть Стубин-Вош, институт Стубин-Вош. У нас там нужно было убить быка, там у ингушей он называется Уст-Бин-Вош. Там нужно было убить барашку. Здесь нужно было убить быка. Тогда более мелкие тейпы, даже чеченские, которые во время войн умирали, они автоматически сливались более сильным тейпом. Этот тейп становился более могущественным, более обосновательным, больше сел, больше человеческой силы, и тухум становился тем самым сильнее. Поэтому вот таким образом расширялись тухум или области исторические. Чтобы было понятно, что доходчиво, я пытаюсь доходчиво объяснить. Если вы что-то не понимаете, вы лучше спросите. Поэтому, исходя из этого, образовались вот эти, уже в дальнейшем дали название тухумы, тейпы, они принимали. Да, конечно, были политические, вот как сейчас наш брат сказал, а это уже ближе к 18 веку, когда уже начали появляться, произошла реконкиста. Во время реконкисты чеченцы начали освобождать свои земли. Они начали спускаться с Нашки, с Галанчожа, начали освобождать свои плоскостные территории, там, где у них были пастбища, где у них было земледелие и так далее и тому подобное. Начали спускаться, а на эти земли уже заселили эти места, допустим, те же появились терские казаки, нагайцы, кумыки и сюли на наших землях. То есть не в центральной части, в основе своей, по окраинам. Само собой начали спускаться, они начали делать давление на плоскостных территориях, там после Тамерлановщина осталось, там он оставил свои орды, там когда уходили, части оставались где-то, где они обживали. Это обычно кочевые племена. Я не хочу сейчас их назвать, но я думаю, вы сами и так догадываетесь, что к чему, и какие это общества степняковые. Вот. Но факт, они оставались, они жили на чеченских землях, они их завоевали по сути своей. Это завоеватели. Нужно было дальше, они и не уходили, и власти и могущества у них было больше. И соседние, там, допустим, та же Золотая Орда, Ногайская Орда и так далее, и другие кочевые племена между собой, это были одни тюркские племена, они понимали друг друга язык, они помогали друг другу. Ну, грубо говоря, да, хотя некоторые утверждают, что некоторые тюркские племена, что они якобы, как и калмыки, это монголоиды, то есть монголы, но они приняли ислам и стали нагайцами. Ну, в эту теорию я не сильно верю, Аллаху алам, она тоже имеет право быть, конечно. Пускай они сами решают между собой, но не суть. Я говорю про те тюркские племена, которые остались. Эти тюркские племена между собой, само собой, помогали. Реконкиста происходила медленно, чеченцы потихоньку спускали. И до тех пор, пока они не установили сильно, то есть не расширили свой человеческий ресурс, им приходилось приглашать якобы для управления соседних шамхалов, нуцалов или беков.
на этих землях. Само собой, поскольку если бы этого не было, никакого жития не было, поскольку непосредственно на эти земли уже царская Россия имела свои претензии, им нужно было поставить туда людей, которые им подвластны, которые им били челом, а чеченцы от этого отказывались, со своими нравами, со своими традициями. Они над чеченцами поставили кумыкских шамхалов, кабардинских беков и шамхалских нуцалов, в разных местах, я говорю. Само собой, это не дальние горы, это не область, древняя область Дзурзукети и тому. Мы говорим о предгорье, плоскостной территории. Когда чеченцы начали укрепляться, они начали выбивать их. Или убивать, или они уходили. Потому что они говорили, вы не будете над нами. Потом заключались, некоторые уже в дальнейшем начали сами напрямую заключать договора. А договора, которые писали, и чтобы им отдали земли, такие как Чечен-Аул и эти земли, вы видите, вы можете увидеть по документам, архивные документы, они имеются, где один из нуцалов сбежал отсюда, когда его побили терские, сунжинские казаки, проживал там в области Кизляра почти что год, потом бил челом, писал письмо, что вы, наш любимый, уважаемый падишах, мы вас почитаем, просим вас отдать землю и людей, проживающих на этих землях, мне, вашему нежнопокорному рабу и слуге и так далее и тому подобное. Ну, этот документ вы можете увидеть у меня, тоже мы это опубликовали. То есть они просили земли, которые им не принадлежали, но они принадлежали завоевателям. В данной ситуации это уже была царская Россия. Они их ставили наместниками, ну, до поры до времени. Потихоньку чеченцы умножались, их начали прогонять и оттолкнули их до тех границ, которые мы сегодня фактически как таковой имеем. Ну, кроме за Тереком не переходили, потому что, ну, народ не размножался. Война одна, война другая. В Кавказской войне вообще потеряли четверть населения, потеряли свои земли, человеческие ресурсы, и потихоньку нужно было. Только мы возрождаемся, появлялась новая война. Под разными соусами, которые не совпадают с нашей ментальностью, с нашей историей. Вот такого характера варианты. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хотел спросить по поводу, вот там рассказ был чуть ранее, что когда спускались, освобождали пастбища, по поводу ингушей, халгай, да, они у вас было вот это деление на народ халгай, там остальные. Расед, Тиран, свободила. Расед, я не услышал. У вас были, что были именно, ты хотел задать вопрос? Ну, деление вот эти на народы, то есть, или это позже появилось именно халгай? Нет, конечно, в то время не было никаких, конечно, не было. И быть не могло, потому что физически невозможно это было. Физически невозможно это было. А то, что ты говоришь, вот то, что они подпали под влияние кабардинских князей, то бишь тех же адыгов, это произошло в более позднем периоде. Хотя некоторые сейчас нарнийцы пытаются утверждать, что там чуть ли не с 15 века якобы они владели землями Малой Кабарды. Это нет, это неправда. Почему, я поясню. Дело в том, что кабардинцев на то время было намного и больше количество, и силы, то есть тех же просто элементарно без тех стрельцов, которые якобы Иван Грозный дал для подавления некоторых, Башлам, это правда, что Чечня была 1 124 000 квадратных километров? Нет, неправда. Получилось так, что, короче, если сказать коротко, первое появление деления как таковой началось после 17 века, а реконкиста произошла в 15 веке, Расед, чтобы было понятно. Стычки с кабардинскими князьями у них как таковое начались ближе к 19 и 18 века. До этого как таковое они не могли просто-напросто иметь какую-то физическую возможность сопротивляться тем же, допустим, кабардинцам. Поэтому область Назрань в их договоре в 1810 году они говорят, что мы больше не будем там платить дань кабардинцам, там, чеченцам и так далее. Потому что была договоренность, это место было спорное между адыгами, то бишь кабардинцами, черкесами, и чеченцами. За эту местность вели они борьбу.
И они позволили спуститься, там указано в этом документе, с учетом того, что они примут ислам, построят мечети и так далее и тому подобное. А так мы знаем в источниках, в кабардинских, в черкесских источниках, что их земли простирались вплоть до овсов. Об этом говорят и грузинские источники, кстати. Что некоторые осетинские земли, то есть овсы, они подпадали под влияние черкесских князей. Этот документ тоже есть, вы можете прочитать. Это источник в свободном доступе. И они рассказывают об этом. А появление на плоскостной территории ингушей, оно появляется уже именно, грубо говоря, в севере. Влияние над осетинами. Влияние это делилось как раз между кабардинцами и чеченцами, чуть ли там. Над осетином я имею в виду, над осетином. Да, над осетинами. Но это есть, оно... Я думаю, ни для никого не секрет, эти документы есть, поэтому там грузины, конечно же, говорят, что овсы были больше под влиянием грузинов. Картле, под влиянием, вроде бы или картле, то ли кахетинцев, кажется, там было сказано. Вот, под кахетинцами было, то есть больше влияния. И небольшая часть под влиянием, непосредственно черкесов и чеченцев. Но здесь чеченцы, они идут отдельности у них, там было написано черкесов в основе своей. То есть, что были стычки, и что под их влиянием имеется в виду тут земли. Никаких упоминаний там других народов между нами его не было. И до по территориальной единице, если сказать, деление между чеченцами и ингушами, фактически оно началось с 17 века. Второй половины 18 века. До этого ничего нету. Осетины же это вообще такое относительно молодое название для тех людей, которых мы сегодня называем осетинами. Это такой же этногенез, который произошел на этих территориях. А по поводу первого... Собор делаешь? Трафик закончился. Соболя. Ой-ой-ой. Ай-я-моя. Вот так. Собор делаешь? Да чтоб тебя. Дайте мне минуту. Вот так бывает. Надо каждый раз. Геласих. Только на час. Каждый час мне нужно обязательно продлевать его. Если каждый час я это не сделаю, вот такой вот сюрприз. Вот, все. Ага. Теперь присоединиться. Да. Собор дел. Все. Раз. Все, да, я просто... Бях мобила, что у меня каждый час заканчивается трафик, мне нужно опять проводить оплату, только так я могу сразу одновременно вести. Расель, сейчас Тиран, смотри, твой разговор перестали мы слышать с момента, что это такой же народ, который образовался и тут прекратился. Дальше свою мысль сформулируй. Раз. Да. Как осетин. Ага. Осетин, народ, который мы сегодня называем осетинами, это такой народ сформирован, он относительно современный, такой молодой, и это такой этногенез, как раз, я думаю, влияние черкесское и там чеченское, и грузинское там повлияло на это все. А изначально вот вопрос про Галгай, который делится, не делится, то, что я задал вопрос, он у меня из-за того, что я прочитал, говорю, статью, где пишут, как спускались ингуши, попутно громили кабардинских князей и по милости своей отпускали там чуть ли их живыми, короче. Ладно, Расад, ты знаешь, я читаю только исторические документы, я романы, художественной литературой не увлекаюсь. Поэтому... Нет, я понимаю, да, это
Этот вопрос не в том, что я подумал, что это правда, а вообще хотел, насколько это глубокая ложь, этим не делились. Я скажу так, я не могу, Расет, смотри, я не могу тебе сказать, что они там начали после 17 века писать, какая у них отдельная история, но скажу, до 17 века насчет громить нету информации, есть информация о том, что после того, как начали формироваться, да, чеченскими землями плоскостными, очень плодородными предгорными землями, то есть предгорные земли это те, которые до Черных гор, ими до селения Герменчук или селения Гудурмес, вплоть до границы с кумыками, обладали плоскостными территориями, это нынешняя внутренняя Чечня, называется она, владели кабардинские беки. Это до того периода, как началась реконкиста. То есть это после нашествия Тамерлана чеченцы ушли в горы. Это древняя область Дурзукетия, это древняя область, это дальняя горная, самая южная часть, это на границе прямо с Грузией в этой области. Они были сведены до минимума, как, например, сегодня нынешние адыги, которые остались в Адыгее, Черкесии и Кабарде. То есть небольшая часть, большая часть разбросана по всему миру. Так вот, вместо этого большая часть чеченцев была уничтожена. Малая часть сохранилась в Галанчорском и Тумкалинском, в Шаройском районе, в Шатойском районе. Небольшая часть, то, кто смогли скрыться в горах, они скрылись. Потом началось обратно возрождение. Ну, не сразу это, не как вот так пальцем щелкнул, нет, конечно же. На протяжении, там говорится, в принципе, с 14 по 15 века народ начал размножаться, а у нас это дело очень сильно любят. И когда вопрос стоит на грани вымирания, чеченцы начинают создавать большие семьи, когда много детей, и начала происходить реконкиста. Начали спускаться с гор через Шатойское, Аргунское ущелье, начали спускаться через Асиновское ущелье, начали спускаться там уже дальше вниз в сторону Шароя, Чеберлоя, и эти земли обратно освобождать. А кабардинские князья имели владение на часть Большой Чечни и почти всю часть Малой Чечни. То есть это входя в сегодняшняя область Малой Кабарды, где беки черкасские полностью владели землями, и до Герменчука и Гудермеса. Так вот, говорится, что говорится об этом. Когда начала происходить реконкиста, со стороны кабардинских князей были стычки, вне всякого сомнения, но в основе своей простая масса людей, которая должна была воевать за князей, грубо говоря, кабардинских, они отказались и сказали, что не будут воевать против чеченцев, и это произошло мирно, возвращение этих земель. То есть кабардинские князья начали эти земли отдавать чеченцам и уходить. Не везде, опять же повторюсь, есть документы, архивные документы, где кабардинские князья, опять же, бьют челом царю, просят, чтобы эти земли, которые были под их владением, вернули им. То есть они хотели быть над чеченцами, владеть над чеченскими землями и над чеченским народом, владеть этими землями, а сами быть, ну, грубо говоря, сегодня руководителями администрации, за что им царь платил бы там жалования, награды, а они владели бы этими землями. То есть я тебе аналог сегодняшней модели государственного устройства говорю. Само собой, когда было чеченцев мало, сопротивление было слабое, они не могли это организовать. Но только когда чеченцы начали все больше и больше собираться вместе и спускаться, само собой произошло подавление и начали освобождать, произошла реконкиста, начали освобождать чеченские земли. Без исключения, вне всякого сомнения, за этот период, пока кабардинцы, чеченцы, кабардинцы, грубо говоря, адыги, чеченцы жили вместе, какие-то, что было ассимиляция, что растворение, нет, этого не было. Конечно же, те сегодня, если сказать, абреки, которые украли и так далее и тому подобное, такие вопросы были. Мы знаем, что вплоть до 18 века документ, заключенный между кабардинскими князьями и чеченскими старейшинами, где четко оговорено и сказано, что вы не будете принимать у нас беглых своих политических, они называются, в то время кабардинцы называли их подневольными, а для чеченцев они были люди, которых искали свободу и демократию. И чеченцы им давали укрываться у себя и полностью их защищали. Вот этот момент был урегулирован, они договорились, вы не будете нападать, вы не будете воровать наших людей, лошадей, нападать на нас, а чеченцы свою образ сказали, что
вы не будете претендовать на чеченские земли и нападать с любым агрессором, который придет на наши земли. Потихоньку произошла реконкиста. Я тебе говорю за нашу территорию, чтобы тебе было понятно. А наша территория – это вся территория между галашками нынешними, включая Псидах, Малгобек нынешние. Вот эти все новые селения, которые сегодня имеют название, вплоть до Малой Кабарды, то есть Малая Кабарда до определенного времени была заселена адыгами, черкесами или кабардинцами, иными словами говоря, до тех пор, пока Бек-Черкасский после чумы, после того, как кабардинцы многие умерли, начали уезжать с этих земель, некоторые люди считали, что это проклятие и так далее и тому подобное. Он часть земли, то есть селение Псидах, Бека-Черкасского выкупили сами чеченцы, которые там проживали. То есть они собрали со всего Дюэл-Кюрты, он называется на чеченском, а на кабардинском, черкесском, адыгском он называется Псидах. Вот с этого села люди собрали все, что было, и выкупили землю. В то время она была намного больше, они не были ущемлены в своих землях, как сегодня. Сегодня там с одной и с другой стороны земли, и причем зажали их очень большевистски. Он назывался в свое время даже Псидахским районом. После создания Малгобека в 1934 году его начали называть Малгобекским районом. До этого это был Псидах и Псидахский район. Вот. Кабардинцы после этой чумы, болезни, они начали уходить. Чеченцы не оставили эту землю. Они остались на этом месте. Причем они до сегодняшнего дня ухаживают за могилами своих братьев-мусульман и соседей, кабардинцев, черкесов. Эти могильные плиты сохраняют и пытаются показать. Даже вандалы, когда пытались выкрасть эти камни, сломать, они наоборот восстанавливают их, держат, что когда-то это и история, это и память. Бек-Черкасский эти земли продал царской России, Малая Чечня, то есть граница между адыгами, ныне Черкесия, и Чечней не было никого. Не было ни монголов, ни нагайцев, ни осетин, ни ингушей. Граничили четко на этих картах в начале... Да. И тебя не слышно, смарт-смарт. Короче, вопрос. Раз. Хохешу, Ацон. Хешу. Смотрите, у меня вопрос такой. Когда упоминаются наши границы, почему эти границы упоминаются в рамках тех, которые появились, когда появилась Российская империя? До этого, когда вы, как ты сказал, сейчас пошли в горы, чтобы не покориться, когда монголы, не монголы, когда эти земли заселили кабардинцы, когда мы ушли в горы, почему вот это Назран, вот это были спорными? Это были не спорными земли. Нет, ты сейчас перейдешь. Нет, смарт. Возьмем время до того, как мы ушли в горы, и до того, когда они заселили наши земли. Вот эти, почему не берете вы? Смарт, подожди, смотри, ты, во-первых, путаешь период. Ты путаешь года. Период реконкисты ты путаешь с периодом формирования и договора. Это 19 век, а реконкиста это 15-16 века. Это разные периоды. Мы с тобой говорим о разных времени. Во-первых, спорные эти земли были говориться в начале, конце 18-го, и начале 19 века. Это разные периоды. Алло, раз. Раз. И почему-то Телеграм у меня не слышно опять. Что с Телеграмом? И пока наш Телеграм настраивается, надеюсь, он настроится. Так. Мы получили сообщение. Аноним, брат Аноним, сегодня уже второй брат из Ютуба, ютубовские наши братья поддержали наш канал. Аноним задонатил. Аноним, я не знаю, кто ты, дал Сидуал, дал Духуахуэл, Дейресхил, Годарна, ой, канал. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Так, Зубайр, Котто, Шухеш Уйсо, Тиран, Шухеш Уйсо. Короткий вопрос, Хал. Ханнах. Шикарой Эльду, Шикаройский тейп наглядь свой язык, Шикаройский тейп очень древний тейп.
Это исконно чеченский тейп, вне всякого сомнения. Гаплогруппа в основе своей 90% J2. Шикароевцы имели очень огромные большие тейп в пределах количественного соотношения, если я не ошибаюсь, 30-35 тысяч было это, но, смотри, это на 2012 год, Дерис, данные, которые есть. Вот, имели свои башенные комплексы, имеют свою родовую гору, имеют свои жилые башенные комплексы, которые сохранились. Остальные моменты, что у них были великолепные строители, что есть огромное количество петроглифов на шикароевских башенных комплексах, имели мечети, мечети и дома, которые были оставлены во время депортации. Там заселились сюли, которые проживали там, которые пасли баранов. Я непосредственно ездил, расспрашивал у старейшин, разговаривал с ними. Они рассказали очень много интересного, как они приглашали сюли, потому что на тот период, он говорит, мы были еще не настолько сильны. Это история, прошу не обижаться, тут ранние периоды. В исламе они использовали сюли, потому что они хорошо обладали знаниями, арабским языком, и что они выполняли функции ламаздар, даваллар, дакличдар, сюлиш, за счет этого они им позволяли пасти на чеченских землях с мелкий рогатый скот. Что касается башенных комплексов, одни из древнейших комплексов в Шаройском районе, это 13 века, 12 века, там Химуай, Сандхуай, Шикаруай, Хуландуай, Хакмадуай, то есть вот такие шароевские тейпы, они непосредственно, как мы знаем, имели свои башенные комплексы, имели селение. И шикароевцы... Хочу о любом случае шикароет новый тейп доллар, интересно, конечно, на хит доллар, что чувствую. Да. Сам 44 год, это именно шикароет, Арбяхаша 200 семей. На базе на бонус, пригород на Хасмабад Бокс, Ну что, ты حديث حديث Мобила, юхариштаю орлялдер, да сам ты сальмоло, 17 сел Южной Пещерской республики, Цол, Уабехкин, Ашбеш, общий и ингушей территории Тяю. Интерес, он духовный удар, да. Смотрите, дальше, правда, у меня география чуть больше, с Денан Ушикро, с Денан, Денан, то есть Дедауи, Хошбауди, Цюнани, Цюнце, Базук. Она была тоже почти что 2-метрового роста, Детеву он Адам Халайза, Хаки, по рассказам наших старейшин, так сказать, моих родственников, родных, бревно эду гаскамата. И бревно я стадал, это он nic больше. То есть я хочу, о чем я это хочу рассказать. Так вот, шикароевцы на самом деле, кроме 17 у тебя недостоверная информация, они проживают в более 20 чеченских селах, шикароевцы. И плюс в странах СНГ и некоторые европейские страны, куда уехали. То есть география, ареал проживания шикароевцев, я имею в виду. Шикарои проживают сегодня огромным количеством и в Наурском районе, вплоть до, абсолютно верно, да, части проживают. И, да, кстати, чтобы ты знал, точно так же шикарои, если я не ошибаюсь, с 90-х годов проживают и в Панкийском ущелье. По крайней мере, 1 или 2 семьи. Об этом информация у нас тоже есть. Вот. Что касается количества, я плюс-минус, если мы сегодня возьмем, это 35 тысяч, это не маленький тейп, это уже, считай, больше среднего тейпа. То есть маленький тейп у нас насчитывает от 2 до 3 тысяч человек. А это уже 35-40 хальча, уже в пределах док тейпа. Что касается остального, после возвращения к этим людям, конечно, не все эти люди заняли мечети и дома у Иешуа. Куда? Например, через Оргал Диабеш. В основном все Оргал Сиама бой. Диабеш бой, это на бой хайон.
Дела, он бодок дичь. Ди харсия у нас в основе своей ди харсия. Первый человек, который задает такой вопрос, он бодок дичь. Султан. А ди харсия. دحرس تقول ورنا دي عرسي حارشق روي على خاتم سو ايش خاتم سيكا ها och istället Sultan och jag valde samtal som så var såna Теперь по службам нас это любительские положения, переписывающие еще 17 людей на узкие, Сайбакшка, на узкие, там много. И вот оргал, Тобы, да, ايش باخا ورقنا ديا إذا ورقنا ديا هم شارع ماي ورقنا ديا تان شارع كلام ماي ورقنا نيستا باخا هند أسقيت وين حزلا دي حسيحة الشغل حزلا دي حأغور ويشين شاريو شابر واي مواقبو نوش مواقبو أوخ مواقبو إدي حانيسلوشيو ورقنا سيحة يجهونيسلوشيو شيتايو مثلا قلنش واجيو إتون قاليو سيحة أغوريك أشخوي أروس دوسي معشكي سيجا دبقة شاروي مبعو خاصات نو شاروي أتسئتلين دو بو سندر دي عاسي عمسو أغور بون وارجم وعدو خيرا براوي ليو استرنا ديق بون شا أسباق شكرو بو أصلا شيء أبش ستاندرتني هنسا شكرويا تعمو إلدون تا جيم تيب داتي чемани отличаются дука боча шей тейп нахляче шаровый тейп они шипровая и жим тейп ложь дати док тейпа дуиза они славились непосредственно но внутренние связаны он гинхидуя страницы и описание тейпаны уашхилари ишхилари биет эмуашхилари вот эти моменты описаны. Мне было более интересно то, что шикаройцы, когда уходили, посчитав мусульман, оставили все коранические, то есть бусул, дьязин, потништани и джейн чуадитин дабана, когда они вернулись, они застигли полностью сюли чуашбош дабана жбитабитин хакарлари юнач хабяхкин чхена междик цьенуаш попархадола царцилатин ягина пьенч царул цьедел эт орн шахи эцарахи паттерч биецаюша хумша биецаюша и хумхилар и шамялдол хума имаменша чога эцва шикрашен нагвасталден жбитабитин церчога да тишетяш церчабул муахкабитина цар хумадин бола цара ихунду бадик дистига цат меттик шу эншикваини ала يرتش بعينش خلوا حال مسيد غاتا يرش باو خلتي جاهينسا جلو بعينش بيات جاهون ونخو خردوق أما تجعمودو إذا تسوشيك رعوتشون خا الشيكرة يتقولش حال ده ميال خلدو ساعات بالمتش كعدويت سولي حالته مثلا شاروش أوشتوي شاروش حالته باتوش سوليشكا دي حالم تيرا إش عنده تيجا عنده سيحة داقنا تعديش كسالش دي حق أن لق شكرا لق لام بحاليش شو اتيجي حقيوش قهيجتن تعت بولشارة تعك إيد نقطش بولشارة شكرا تارا بالخي بويت إين واش دياش إيش شكرا واش دينا أما تعوقش تقو حالك بقى صون بقى خيتيزا شاش لات بارن بولا ليش Олар царцара хабарны бола нüцқала царк итог бақи чхила хабая даболи чхила бülüç схила элдерсига билна шея вая нохчи боша қолмана и чуа ашлола жилой башниш отсюда жилой боевой башниш яшпер шеш нохчи бар элду хунда ашут айл Петроглевша хорани шишеме андо элла этуна язина меттик бу шарах yola шунхайт басун Ешарвай, Ешикрвай. Кстати, именно на Шикароевских башенных комплексах есть петроглиф, который сегодня официально находится на ингушском флаге, который утверждает, что это якобы чеченцы украли. Но чтобы было понятно, ни Шикрвай, ни Шарой вообще никаким образом не граничит, никаким макаром не находится даже рядом с Ингушетией. Эти башенные комплексы, эти здания сами они периода 13 веков, 14 веков. То есть никак не...
Да, да. Но во времена, честно сказать, неверия и во времена Ичкерии, когда бандиты шествовали, они начали заниматься вандализмом, начали эти петроглифы стрелять, убирать, якобы говорят, что это якобы во времена язычества, языческие символы, ну, безграмотные, что поделаешь. Люди чуть-чуть попортили их, но в основе своей они, да, на этой 5-7-этажной, некоторые говорят, 7 ворх гаттёш, ол ухар пы гаттёш, ол ёк бауши краши хилила, и что цигара хаятся. Тут я петроглиф, там не только на нем петроглиф, там петроглифы почти что на каждой жилой башне, там есть некоторые моменты, где шихароевцы строят, и я клянусь вам, валлахи, биллахи, талай, настолько четко построили они жилые башенные комплексы прямо на краю обрыва, я это просто, я честно сказать... Да, конечно. Первый пятиугольный башенный комплекс, который построен на всей территории, мы находим только в одном месте. Это в Шаройском районе. В других местах пятиугольных башенных комплексов в Чечне я не видел. Эберлай махбу, агара шарвай махбу. Но цара Эберлай галгибу мабахи автоматически. Он цаха, это гайзон. Цара Эберлай галгибу ба, да бяхки цик вахошин. А шарвай пока инца галгибу цик. Ну, Юда, Хуай, абсолютно верно. Да. Сейчас поясню. Я сейчас тебе поясню. Хорошо, я тебе поясню. Мы с тобой говорим о разных периодах. Мы говорим о реконкисте. Раз. Период реконкиста. Яйца свободенства. Ты говоришь мне о древней области. Я тебе говорю о современной области. Древняя область, а есть Волга, вплоть до реки Кума. Хорошо, тогда, до древней, до древний. Вопрос задал Адыг. Нет, бац, я ему сказал, что эти земли, они перешли Терек, и все это происходило, когда мы отступили в горы, ты не услышал, может, когда мы потеряли силу. Раскошин мои, Реберт вашин маяцы. Смарт. Нет, ты не понял, он говорил, вообще вопрос заключался в другом. Там речь идет, смотри, опять же, когда появились кабардинцы на наших землях. Окей, чтобы было тебе понятно, ты можешь назвать ориентировочную дату? Я могу назвать. Ты знаешь, и я знаю, что появление кабардинцев на этих землях начинается экспансия, так сказать, завоевание и расширение их непосредственно земель начинается с 15 века. В 15 веке нас на равнине уже нет, мы не можем быть физически. Нас Тамерлан истребил, и мы ушли в горы остатки. В 15 веке эти земли пустые. Они свободно эти земли забирают, вплоть до Дарьяльского ущелья. Мы начинаем спускаться через Асиновское, Аргунское ущелье, и эти земли выбивать. Я же тебе это периодически рассказываю. Тут речь не идет до нашей эры. Мы выбили, но эти, вот хорошо, тогда поясняю тебе. Поясняю, смотри. Ага, Ваша, Собордял, они их завоевали и захватили. Это разные вещи. Допустим, у кабардинцев была очень мощная рать. У них было войско, у них были поддержки Ивана Грозного. Мы это знаем. Я же сразу сказал, что если вы думаете, что все было мирно, нет. Но ты вещи говоришь совсем другие, смарт. Я тебе поясняю. Во времена Бейбулата Таймиева у нас были сражения и стычки. Во времена Бейбулата Таймиева у нас были стычки и сражения, а Бейбулат Таймиев это был после Ушурмы, не забывай. У нас были стычки с кабардинцами, где мы с ними оспаривали земли, как раз область, Назрановскую область. Ты это? И эметтик спорный ногчи шею бокс,
Гебертла шею Боша. Гебертла считали своим, потому что они свободно завоевали эти земли, когда они были пустыми. А мы претендовали на эти земли, потому что они были изначально нашими. Да. Мазал полши, вайхали. Ну, вайхали ошту, тери мазалкам ша крепости вайхалят, меттигах оштула, мазал меттигах. А мазал, да, территориально, но на эти же территории уже претендовали, опять же я говорю, претендовали те же самые кабардинцы. Область Кабарды, ну сейчас, если так судить, конечно, допустим, смотрите, Хауслер, смотрите, вот прямо у меня сейчас, если вы находитесь в Инстаграме, Хауслер, во-первых, и чуалат уже смарт-смарт. Хаза, свободила, смарт-смарт. Свободила? Йоу, ваша. Свободила. Для начала его нету даже у нас чуалатцы. Сейчас мы объясняем с тобой, только друг другу объясняем. Но, Хазда, выйду что сюда. Инстаграм, Хаусвала, параллельно я показываю книги. Вот книги, которые называются «Навчи вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». На ней четко написаны профессорами, редакционной коллегией, указаны чеченские территории. Так вот, на этой книге, я вам об этом говорил, документально заверено, указываются территории, в котором указана Чечня, территория Навчи-Матьяне, территория Навчи, территория и так далее. Здесь четко описано, в каких веках, в каких годах. И наша территория доходит вплоть до области, дальше даже реки Кума. Вот эти карты. Вот. На этих картах все... Мы говорим, просто я ему рассказывал о периоде, когда они уже пришли, когда они эти земли завоевали и как мы их отвоевывали у них. Ты говоришь, почему ты ему изначально не говоришь, что они были... Нет, я поясню тебе, они даже не оспаривают сейчас вопросы по касаемо Малой Кабарды. То есть эти земли, Малая Кабарда, даже они же назывались когда-то Малой Кабарды на документах. Они их сами продали, у них никто не забирал, их никто не отвоевывал. Они оттуда эти земли продали официально и ушли. Кабардинцы в данной ситуации. Это, чтобы было понятно, это восточные, грубо говоря, адыги. Это не западные адыги, это не натухайцы, не убыхи. Я их не делю, конечно, но речь не об этих адыгах идет речь. Речь идет о адыгах, которые называют ныне кабардинцами, которые живут непосредственно с нами. Которые... По картам 19 века, 18 века это выглядит именно так, что границы с чеченцами были только у непосредственно черкесов или кабардинцев на тот период, после реконкисты. До реконкисты, если мы говорим до 15 века, до нашествия Тамерлана, во время уничтожения Аланского царства, никаких кабардинцев там быть и не могло, потому что Тамерлан, когда у него ставка стояла в Пятигорье, разнес в пух и прах все, что было на его пути. В том числе все княжеские замковые комплексы, которые находились в самой западной части Адыгеи, оттуда уничтожая, поскольку адыги точно так же были непосредственно в союзе с Золотой Ордой. Само собой, как и все остальные черкесы. Они были, потому что от моря Каспийского до моря Черного все это пространство и предгорье было подчинено Золотой Орде, то бишь Тахтамышу. А Тамерлан уничтожил, и всех союзников их, возвращаясь до тех пор, пока он не дошел до Пятигорья, он все уничтожил. Это говорит о чем? Что эти земли, конечно же, по сути, можно сказать, что они были Тамерлановы. Он их завоевал, уничтожил все, что мог. Но после Тамерлана, когда Тамерлан ушел, чеченские земли пустовали. Те земли, этот период, я не хочу вмешиваться, какие там части остались в Кабарде, и как они там, произошел процесс восстановления народа. Это не мое дело. Это
как бы история самих черкесов. Но после этого важного и нужного с точки зрения геополитики брака с Марией Темрюковной, выдал свою сестру Марию Темрюковну за Ивана Грозного. Да, вы можете возразить и сказать, что Иван Грозный, по сути, на тот период не имел сильной власти на Кавказе, и вы будете правы. Тут речь не идет о тотальном доминировании Ивана Грозного. Он не имел такой мощи и силы, как, допустим, во времена Екатерины или Елизаветы или Николая. Само собой, он был слабый, потому что еще это время, когда он еще Астрахань, по сути своей, не взял. Но, однако, кабардинские князья заручились поддержкой стрельцов. И об этом есть четко документы, что они уничтожали и расширяли владения кабардинских князей. То бишь, которые были, само собой, в хороших взаимоотношениях с царской Московской Русью. Вот об этом мы говорим. Это документы есть. Валикум салам. Чтобы было понятно, на этот период земли вот так. Из-за Ив. Ханна. Рюриковичи, да, династия Рюриковичей. Иван Грозный, это есть династия Рюриковичей. Это Рюрик, с 9-го. Нет, на тот период нет. Первый контакт у нас считается с 1568 году. Это когда чеченский полководец Шехмурза Окотский заключил договор с Московской Русью. Это 1550, это во времена Семибоярщины, это во времена Бориса Годунова Халюма Чусой. Вот этот период Халюма, если я не ошибаюсь. Или же сына, ну фактически там сын Ивана Грозного ничем не рулил, это после Ивана Грозного. А по сути Семибоярщина управляла Московской Русью, это в этот период. Они не имели сильного влияния, но они могли на поддержку на тот период. После ослабления, после всех этих войн на Кавказе не было ни одного государства. Не было Аланского государства, не было Хазарского государства, не было Золотой Орды. Все было уничтожено. Все последнее сожег камень на камне, не оставил Тамерлан. Все цивилизованные крупные города были уничтожены. Это руины были. Нас-то всего чеченцев считается, по данным некоторых источников, исследователей, осталось от 15 до 20%. Больше из всего народа осталось, понимаете? И стар, и млад, уничтожены все башни, все сигнальные башни, жилые башни. Стариков, детей сбрасывали скал, забивали их камнями. Это все было во времена нашествия Тамерлана, хромого Тамерлана. Ай. Да. Вот эти еще сами кладки в Останакехе, тут был Омагар, и сама кладка не наша. И проблем дядствуем. Хазамьюшин стайн, сейчас надо, наверное, но иншира, все тут бельшол, все кое-кипер, бельшол, шара, все кипер, бельшол, а тут на скорях койреска и новой шара, Тиран, как макет. Я понял. Тиран, Ажла, во-первых, Кенхи это Нохчичу, это Шаройский район, это не Сюли и не Сюлимов. Раз. Да, собор дела, сам объяснить. Второе, к сожалению, да, в селении Кенхива и Алам-Ол мастера использовали, то есть мастера, которые рубят и очищают камень, покупают у них. Это верно. Использование и строители есть и у чеченцев. Их из-за восстановления и кладки использовали, не везде использовали их, но частично использовали их. Это два. В-третьих, тех, да, чтобы ты знал, и многие, кто был на Хайбовской, Казбек, Волову Ацаасуну, тот, кто был на Хайбовской кладке, когда ложили, Цикенхер сдахтинила, царь Шейдага, Андой Буболшбуш, Сюлибатига, в основном Андой Буболшбуш, когда они сдали ДНК, у них показал чеченский ДНК, но Сюли Матбюш, Сюли Шадатар Бельишбуш. То есть, я не хочу называть сейчас тейп, какой чеченским тейпом они относятся, но самые близкие, там, буквально 100-200 лет тому назад, ценнохчи тейп на шабуш. Но они ассимилировали, стали Сюли. Хайт Баунас. Не все, ну да, Кенхи небольшое село, это чисто исконно чеченская земля и чеченский камень, никакой Сюли камень там нету. Да,
там камень немножко отличается от Чехоройского. Чехоройский камень, он чуть ли не как, сама природа его создала, чуть ли не как кирпич. И он настолько приятно с ним работать, и он просто, сам геологический камень находится просто, это не передать словами, настолько четко он отточен. Поэтому здесь небольшая проблема, что касается мастеров и специалистов. В некоторых местах они сходились со суммой. По этому вопросу мы встречались, точнее, я-то был туда приглашен, я как-то немножко не в тему попал. У нас есть специалисты, у нас есть великолепные специалисты, которые работают в этой области. Но где-то не сходится по цене, где-то не сходятся какие-то варианты. Это немножко тема, которая касается политических нюансов тиранского царя. Критично, деликатный вопрос. Я сам вот хотел на общий говорить, это вообще по ютубу, что Кьячуа, Бошина. Вот нельзя затронуть вопрос, дали насчет Кехи или Анди. Анди, тогда назмус нохчума таду возер. Инси адалаз, ющем бу нохча. Тот сюли боли, ороли. И кенхи скрит на церковь. Ты аварится, жнять я кехи волца. Примерно, тайп волца шей. Сам так, территориально, там, юкло, территорию, шдалу, сюли, бу-олы, дори сюли, бу-олы, сюли, бу-олы. А на самом деле, вот, территорию Чурсмарт, то сторона Ауха, и мостой, и Ерчка, инси нохчумат, бючмо, бусига, беш. Примерно, клад кон Сюрия, в народе Олдер, Сюрия Ола, ближе к границе Бухош, но все равно Амабахар особенности есть. Шигар Ахке, Чуртув Мабая, Сдухалты Айдна, Чуртув Бац, примерно, Эстулга, и не уважа, Шейтулга, ну, со временем был. Тира, Асалам алейкум, Асайк Мадар Даали Вашему, Мадар Даали Шмудар Хам. Войнокчищен инзри дух ашли есть сумнах. То есть, шейна, ашвайк хитам халит баун. Тагана, любой ценош дяшвал, чё мулох. Ханок чуй ашан ценош дуоли цалох. Хлок чайна. Амеленах биллер бар ит уг. Да. Цудер бахаси. Выбирай. Или же ты выбираешь Борох и только бахшвек и бульшвек, или ты выбираешь дороже. Тебе разница отцом. Ой. Хазирхон, 1951 года. Да. Иди Ишвар Хавари. Сагуду Ишвархаем, ваша, эта книга называется «Атлас мира», она напечатана в 1951 году, когда наши предки, твои и мои предки были в депортации. Эта книга «Атлас мира» или «Атлас СССР», на этой книге, когда мы были депортированы, русские ученые, то бишь Министерство обороны СССР, Минобразование СССР, они нарисовали карты, которые называются там «100-летняя война чеченцев с Российской империей» или с персами. И там территория чеченцев находится от Дербента нынешнего и до Дарьяльского ущелья.
И многие Сюли эту карту ненавидят. Многие галгы ее ненавидят. Они говорят, что чеченцы сами нарисовали эту карту, что вот они заплатили. Я многим людям поясняю, чеченцев не было в проекте на этих землях. Мы были депортированы. Мы были врагами народа, вместе причем с ингушами. Что это невозможно, чтобы мы сделали. Я говорил об этой книге. Она называется «Атлас мира» или «Атлас СССР» она называется. Вот такая толстая книга, она 1951 года. И на этой карте четко указаны границы нашей Родины, которые исторически они указывают, что здесь заселяли чеченцы. И многие народы Дагестана, или они были чеченского происхождения, там, допустим, или близко родственные нам, а остальные, которые поселены там, они поселены то персидскими, то другими царскими и третьими, и десятыми во времена разных государств, привезли, разные народы посадили, поэтому они между собой даже не понимают, на каком языке. Но исторически эта родина принадлежала до прихода туда кумыков, до прихода там других национальностей, что якобы эта территория принадлежала нам, якобы. На этой карте она указана. Поэтому, чтобы доказать и показать, что это не наша, и что не мы их, чтобы людям показать. Вот документ, вот книга. Допустим, когда начнут говорить что-то про чеченские тейпы, грубо говоря, там начинают галды, там, ну не галды правильно будет, нордийцы начинают говорить, вот вы смешанные полукровки, вы смешали сюли и так далее. Там, да. Мы берем аккуратно документ, официальный документ, вот книга. Здесь написано происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира. Я открываю, это документ, написано не чеченцам, написано коренным жителям, самим ингушом. Здесь указывается, допустим, если нас упрекают, если нас не оставляют в покое и говорят, что мы полукровки, не чистокровные, я открываю страницу, здесь есть страница, где указано 80 или 70 с лишним фамилий и тейпов, которые считаются пришлыми на этом маленькой территории Ингушетии. Если упрекают нас в том, что... И это нормальный процесс в системе образования народа. Вот эта книга. Таким же образом, Оша, я говорил, этот атлас нам нужен, чтобы мы могли взять эту книгу. Допустим, про башенные комплексы у меня спрашивают. Вот книга, здесь указана четкая карта, где какие могильники, где какие... башенные комплексы, где захоронения, катакомные, солнечные и так далее и тому подобное. Я открываю, зачитываю страницу. Почему? Чтобы никто не говорил нам, ой, пич-бич-бу, ночью сочинять нет. Об этом давно постарались и написали книги. Вместо нас другие представители различных народов, и мы зачитываем документы, которые есть у них, сравнивая с нашими устными документами, то бишь полевым материалом, показываем всему миру, что чеченцы это древний автохтонный народ, то бишь навчи, это древний автохтонный народ, который на этих землях живет и существует 7-10 тысяч лет как минимум. Так говорит Клесов, так говорят многие чеченские ученые, кроме генетиков, так говорит наша история. Вот что мы доказываем. А эта книга называется она называется «Атлас мира». Это книга 1951-53 годов. Это старая советская книга. Если ты живешь за границей, маловероятно, что она есть. Здесь, в России, ее можно найти. Но, как я и говорил, то, что вы отправляете, donation, я собираю их и покупаю нам редкие книги, чтобы вам показать, рассказать то, что вы не найдете в других книгах свободным доступом. Где можно это достать? Я попробовал бы. Проблема в том, что эти книги нужно купить. Если вы в Европе, мне, допустим, мне нужно был двухтомник Ильяса Сигаури, новый двухтомник, который он написал. Здесь он стоит дорого. На самом деле, потому что мне не хватило. У меня было 15, а она была. Это на Авито выложили их. Я попросил 15 халосун сейшун чо уешери. Нет, они раньше стоили 25, теперь меньше 20 я не дам, они ограниченные. Допустим, это великолепный двухтомник Ильяса Сигаури. Он стоит в пределах, сейчас это в евро аяча, это 200 евро хулис, нашими рублями приблизительно, плюс-минус бахасом, приблизительно. Допустим, сейчас я отдал и Конхала Ошу. Есть много книги, которые чтобы я мог ахат-махат, допустим, тирану
Поэтому я прикрепил на Инстаграм-канале ссылку, где можно задонатить. На YouTube-канале есть бегущая строка, где указано, кто в Европе живет, может задонатить через Donation Alerts. Или же, у кого есть криптокошелек, может через USDT отправить. В любом случае, все это доходит до нас. Мы берем и покупаем на него или карты, или книги, редкие. Свободным, вот российские, советские книги не достать. А то, что в Европе есть, насколько я слышал, книги Ильяса Сигаури есть в Европе, сказали. Впервые я услышал, они вначале мне сказали, что стоит 250 евро, но сон керце яри. Так само ахча но инсунди целя из-за хаяча юцарю алас голштуахак. Да-да, этнер. После этого этот человек просто-напросто исчез. Ну, ладно, из-за... Вот такие вот вещи. Для этого мы открыли счет. Мне от этого ничего не нужно. Я сам себе прокормлю спокойно. Мне вот для этой работы, вот то, что вы поддерживаете, поэтому я зачитываю и говорю. Да, вот и гумдон, очки, что я Франция, и книжка, но и ролик и ролик он дает айтарион сюда и хлещу цена. История СССР или хаюли цена чего да гойч. И карташ вот здесь наша территория, огромная территория, больше хагой чуис. Вот 17 века гойч карт 16-17. Да. Атлас. Да. Там много карт. Да, тебя то. Еще кинчку этих карт на что ж. Смарт, окет на сукинчики. Да кто он? Дудер и Бакасоль. Там есть эти карты. Почему? Вот Азлас, того Англия. Он сейчас, вот я жду, пока он приедет. Циг музейшка, Кьечанха, Цацкинчик, Цацурчдер, французский, английский. Чах хады анхинси вой хама кашня цоша распечатки аж годи иду ала распечатать дина ас хама я вой те света я шун полностью аусал хока вой доскала хока хар кихта версиш язин дац газ киш язин дац гал газ киш язин дац пар мал бузи хабола там, допустим, это карты нарисованы, напечатаны, сделаны в Европе, они не заинтересованы, не ангажированы, это не русские, это не другие. Вот написано, Аллах, допустим, точно так же карту нам прислали, есть антикварный какой-то рынок в Австрии, вы помните, оттуда наш брат просто пошел, он даже не купил эти карты, они были дорогие, он не купил, на самом деле карты бывают хорошие карты, они дорогие, он сфотографировал, прислал, по этим картам мы узнали, что в 14 веке у чеченцев был свободный доступ к Каспийскому морю, там четко указано на австрийских картах чеченцы от Дарьяльского ущелья до Каспийского моря, сплошное написано чеченцы с выходом на Каспийское море. Написан век, в каком веке напечатано, кем напечатано. Вот это доказательство, вот это является основой для публикации. Да, ишь не звонь. На самом деле, да. Но Туркия цагасу, но Эндери точно халигасу. Тарки я не смогу сказать. В Тарках мы вели бизнес, у нас это было, я знаю. Но что это была наша территория? Это Нет, бизнес. Да. Думал, связан с документом, после того, как мы заняли левый и правый берег Сулага, это послужило естественной границей между чеченцами и дагестанцами. Да. Значит, да, это Гуду. Да, там говорится речь о Чиркеере, Чиркеере Мацун. Я царь Чириюрт, я ючек. Там селение. Чириюрт, и низ он находится на Гуальхете, на Сулаке. Там эта река, ну просто и река изгиб Маятин. Нет, так-то по этой книге, там вплоть до Дербента, и дать вот, я просто почему говорю, воеел материацали, вайхил сиха вайдар, диха тебяхки нахбу алязин думасран.
и йол доказательств. А опубликовать и на... После того, как мы заняли правый берег Сулака, это послужило естественной границей между чеченцами. Да, он у меня есть на странице, я опубликовал его. Конечно, есть. Да, и смотрите, поселить мобилизации, поселить пящу, занять пящу, в территорию шмаю, шама, бахар, смарт, хелил. Да, и очень исторический город, Реймсбург, город, здесь 17 королей во Франции короновать, именно 8 мая, по идее, капитуляции Германия подписать. Именно в этом городе подписали города. Потом они перенесли, конечно, 9 мая. Ну да, 9 мая это чисто советский вариант, видишь. Это советский вариант. Исторический город, библиотек, это книга Советского Союза, навряд ли. Это, если будет каких-нибудь мигрантов, которые уехали, коллекционные издания, не будет. Это будет здесь, и это должно быть в пределах до Ростова. От Ростова и до Кавказа, это Булгарский будет особенно. Церковь, библиотека, это очень редкая книга, ее надо еще найти. Видео, у кого-то эта книга есть, кто-то записал это видео. А Сундар Алир, поскольку мы ведем этот блог, мало ли кто-нибудь запомнит, запомнит. Если кто-нибудь запомнит, кто-нибудь пришлет, это конкретно будет реально документ у нашего народа. Потому что Сюэк Кача, я его растиражирую, мы вместе с вами, у нас есть, как мы знаем, Рутуб, Ютуб, 2 Инстаграма, Телеграм, Твиттер, ТикТок, Фейсбук. Все социальные сети, кроме Одноклассников, мы санавай дошло. Я, когда нахожу какой-либо документ, во всех этих инстанциях публикую, потому что чтобы оно сохранилось. Кто-либо, кто зайдет, забьет карту Чечня, Нохчичуя, карта, граница, чтобы могли зайти, прочитать и посмотреть, что это ни Башлам написал, ни Абдурахман не написал, ни Смарт не написал, ни Реймс не написал, никто не написал. Это документы существуют до нас, и их написали нормальные, адекватные ученые. Все, вот моя цель. Чтобы они захлебнулись своей желчью и не говорили, что чеченцы это сделали и так далее и тому подобное. Вот это. Очерки истории Чечни он. Ильяса Сигаури. Двухтомник, новый двухтомник. Чтобы он тебе перевод закреплен на мою, да. У меня все, что у нас есть, у нас закреплено на Инстаграм странице или же Телеграм, закрепленный номер карты или мой номер телефона, просто прикрепленный. Просто отметить нужно, обязательно отметьте книга, или хайтайпан, потому что Баркал алита, дерезхил алита, на что мы направляем, чтобы я, как в эфире купил, цатбочан цеяк цаля, цоучан аз дерезхил, а так, Мусаки бошел вышел, цачко важный кинчик, он сам в Америке проживает, Нохчи тайпан уастхову шуйза, он купил книгу Нохчалал, тоже одна из самых дорогих книг нашей, но там записан кодекс чести чеченского, кодекс чести, я знаю 3 народа, по крайней мере, это японцы, это чеченцы, это адыги, у которых есть этот кодекс. То есть зафиксирован. Это очень богатая книга. Я сейчас поддержать. Книга на Алир, но мне в то время не хватило. Я на него купил почти что 8 книг, других исторических книг, которые нам очень... Мне, допустим, присылают вот эту книгу. Анзор, Инстаграм, он гурдарин в прямом эфире, что я за книгу показал. Эту книгу мне показывали и присылают... Смарт, тебя не слышно, ты далеко. Да, в Ютубе тоже можно посмотреть. Башлам.39 лайв, Али.
Да, YouTube. YouTube если вы вдруг сейчас в Телеграме, просто зайдите на bashlam.39 live, и вы там найдете канал, в котором можно увидеть трансляцию. Так вот, вот эта книга, которую мне предлагали купить за 50 тысяч, мне ее прислали бесплатно. В оригинале вот эта книга, она реально очень крутая. Поясню вам почему. Потому что это книга Броневского. Мне ее подарил наш брат Энгелю II и Энгелю IV, вот что подарите нас. Здесь я вот, видите, отметил все важные пункты для нас. Здесь есть закладки. В оригинале этой книги, это книга 1750-1820 годов. В оригинале, а сама книга напечатана 1823 года. Первая половина 19 века. Здесь еще материал на старорусском языке. То есть до изменения. В этой книге в оригинале есть карта. Есть очень много карт, книг, в которых есть карты. Вот эти книги, они реально крутые. Там они раскрываются в формате А4. Там указываются четкие границы, какие селения, как назывались. По этой книге мы узнали достоверно, не через интернет. Мы взяли эту книгу, карту, раскрыли ее, зафиксировали. На нем четко было видно, что некогда чеченский, то бишь андийский хребет, который называют сейчас андийским, он исторически раньше назывался Кистинским хребтом. То есть кистинцы это ногчи. И там указывается, что кистинцы от Дарьяльского ущелья и заканчивая Кистинским хребтом. Сейчас он называется Андийский хребет, а в то время он назывался Кистинским хребтом. Вот. Это как раз таки показывает очень многие моменты, когда начинает идти спорный вопрос, кто такие кистинцы, кому они относятся, там вы не относитесь, мы не относитесь, конечно же, мы прекрасно относимся. И тут наш некий кабардинец, он говорит, что он кабардинец, куда он ушел? Короче, он исчез, я не вижу его. Короче, ладно. Кабардинец, который хотел что-то сказать по поводу территории и всего подобное. Зайди опять в Инстаграм и задай мне вопрос, я тебе отвечу. Не нужно зря воздух гонять. Если мы хорошо относимся к братьям-адыгам, это еще не обозначает, что мы позволим гонять пургу и словесную диарею у нас в эфире. Извините за мой такой язык, потому что нужно вести себя грамотно, культурно. Зайди, задай вопрос культурно и получишь культурный ответ. А эти понты высокопарные не надо. Во-первых, я не уверен, что ты кабардинец, потому что со всех времен, которые я проводил прямые эфиры, никогда еще кабардинцы не заходили и ни словом, ни чем-либо не оскорбляли чеченцев, и тем более не говорили вот такие вот якобы пафосные слова. Да, люди, которые хотят поссорить между собой адыгов и чеченцев, притворяются кабардинцами, пишут 07 регион никнеймы и пытаются вогнать специально, чтобы мы оскорбили кабардинцев, они якобы оскорбляют нас и стравить. Но это сказки далеко не идут, потому что по сути своей сами кабардинцы, они не такой народ. По крайней мере, у них нету этого. Есть, нету. Ладно, да. Какая там разница? G2 и G2? Баула это... G1 и G2. G1 и G2. Это абсолютно никакой разницы нету. J1 и J2, они J1 исходный код, J2. Вообще из гаплогруппы J идет сперва J, потом J1 и J2. Все они относятся к чеченскому кластеру, имеется в виду к нашему. Просто разница там между ними, как говорит Крёсов, там, если я не ошибаюсь, 1500 лет, что ли, или там определенное количество, но это одна и та же гаплогруппа, разница. И наши J1 и J2, они отличаются. Просто есть момент, что в Дагестане есть J1. И некоторые люди хотят показать вот свою исключительность, хотят сказать, что вот именно J2, это вот просто самые крутые. А J1, L3, Q, G2 это так себе. А вот почему? Потому что вот этот стереотип нам навязали наши нарнийские братья, в кавычках. Они утверждают, что только чистокровные имеют J2, а остальные
которые имеют другие гаплогруппы, это полукровки. Ну, это их термином, если сказать. Чистокровность и нечистокровность. Они якобы тем самым хотят отметить. А на самом деле, что J1, что J2, это одна гаплогруппа. А J1 старше, чем J2. J2 появляется чуть позже. Ну, по крайней мере, так говорят генетики. А это одно и то же. Разница в шундацинска. Наоборот, чтобы ты понимал. Балуай, хажал, я тебе поясню. Есть некоторые чеченские тейпы, у которых есть все 4 гаплогруппы. Или же 5. Допустим, возьмем ваш Android. У них есть L3, J1, J2 и G2 у ваш Android. У Дишни есть тоже 4. У них есть L3, Q, J1, J2. И большие тейпы, реально большие тейпы, которые есть, у них бывают разные гаплогруппы и бывает много. То есть не имеется в виду много, вся палитра богдати. Это наоборот говорит, что у них мало кровосмещения. То есть щичуай, мягчуай, балбоч, сахалацар богдуй. То есть они хьечен тейп наш дари, из масла, вай хавлюцуай, энгнои, гвардуаи, мазархуаи, цеси, кюгаплогруппию, эвшбатуай, допустим, кюгаплогруппиошбу. Да? Я это не говорю, что других нету. Цер зуд хаялер, даягитер, ну, имеется хаяит, даягит. Это появляется там, грубо говоря, да? Потом L3, хаюцвой, это шатойский кластер, хайквой, пайптвой, саттвой, эхки, орствой, ну, харачвой, эльстанчвой, чермой, чунгрой, это L3. Любовник, царнюк, эра, уже L3 хульшу автоматически. Ну и так далее, там J1, J2, ну, само собой. Это не говорит, что у эхки не может быть J1, J2. Есть и у эхки, которые есть J. Как бы странно это ни звучало, это не обозначает, что эхки вала, все 100%, только L3 или есть Бог, дайте. Там, возможно, будет и L2, возможно, будет и G2. Это здесь ничего такого нету. Наоборот, цакхельче, это же J1, те же Халухаевы, Галаевы, L3, Белхароевы, Булгучевы, еще очень много других, они тем самым подтверждают, что они не ингуши. Омар Галаев. Ну, Омар, сейчас чуть-чуть про другое говорю, но так да. Вот. Балуай, вообще Балуай, это один из самых известных чеченских тейпов. Они были, считают, что они были законодателями строителей башенных комплексов в Чечне. Балуай, Майствай, Белхи, я говорю, вейк ома беш бьются у нас вейк. Но Балуай относятся, они, как знаем, и Ирвай. Ирвай оцерт, Ирвай. Ну, то есть они являются законодателями, так сказать, башенной архитектуры нашей Родины. Одними из самых лучших, там пофамильно, кто, сколько, я опубликовал это на своей странице в Инстаграм, зайди, посмотри, вроде бы там тоже есть Балуай, может кто-то, они даже тебе и родственники, если ты знаешь, там 7 или 10, нет, 7-10 мало будет, там нужно больше, потому что 100 лет это 4 колена, а они известны с 13-14 веков, то есть тебе много колен нужно знать, но 100 лет это 4 колена, 4 твоих отца, вот и считай. Если башенные комплексы они еще строили буквально в 18 веке, это твой, получается, 12-й прадед был основателем и строителем башенных комплексов. Причем боевых башенных комплексов или сигнальных башенных комплексов. Вот такого формата. Балуай это красавчики, это реально, мой респект, балуевские тигры, они были лучшие из лучших строителей. У Майства просто есть еще другая специализация. Майства считались хорошими строителями башенных комплексов. Точно так же считались одними из лучших лекарей. То есть они были известны во всей республике как хорошие лекари. Были и Майства, а эки были тоже и воинами, и хорошими тоже лекарями. Лам эки бонус бьются. Вот такие вот вещи, короче. Масана. Выстрел. Так. Ага.
Сега и došlo al modo diš adiš. Schneider auch Watson. Schneider. Sve zna je nisam. Ha, Ladušu. Te öznar olsam. Tak, Petersa. Te iza tatarski duel. Dokuska. So gilt es aber, der Tösner Busch steht auch Aschbuch. Du weißt nur Buch. Ich reise ja denke, da jetzt keiner, das haben die reise was seine Hummer durchbeißt. Ich Monis Billetsa, so eine etmetisch Monis Billetsa, so nur denke, da jetzt ein sehr gut Spiel Orama Hunker macht kerbu. Atashneya Bayezid Oshwala Hunker Maka, Zapachachak, some Hazata, some Bayezid Osh. Pachachalay. What's it Bayezid? It's an Ehina Bolshna, Dialo, Denka, Sani, Tadenka. Do Bolt Nasam Delibol Rezla, Tatash, Statash, Sani, Tama, that's Anido. No more the lights and Nispel Bush. Estözün elder human yok ise yok erter Watson dersi yazına masit kinç yuta tatboçer şaşilini uqar milini no asam erdo noxçuğa çayurt edərkin qamni şiliniyat noxçuş waxa xoşina baqoyla waxa etinçult yahibiya tamo çayurta çençalçel Bodo. sondera Вахошит на сацремесленник шала кибешла те бош беш урбелаш хастада шигла так давюш метгирион басла гайтерион депос Генадер. Вот и что вопрос решить стало так давили кастам был дерун деш мали весове буду милду хауш Tamam that's duşun vecri hara Telegram çayu ali har qayla xiyot daxatla ve одновременно Instagram çay YouTube çay şu xeş duşun şu hins ala işe yuhtagoj distxilu chan ala ve tani oşaq yatta distxiletum duşun olish sober dilash oqtam şu TikTok çay da oqtam şu сообщение yatin she tak hausal wayna عيسى بوشل بورز يو جمسير تو وي каналана поддержкина هرا انستغرام чур وشو تحقق سيد احمد ال وشو да это سيد احمد عيسى شون ديريس خيل دا دوق دا دويلا اش لاتستول داقه وي افيرنا شين خزخيتي خايترنا وي حقاتش شون да دوق да دويل богдиснек эзерка соудол тил да сидоэл. Так что 2 человека поддержали с Ютуба и 2 человека с Инстаграма. Цундера красавчики. Поддержки до кадекеш тайва ширкешен чо да начо он TikTok. Хир сон имбадик дич. Это man сал. TikTok лилошвек. Ибраим ой герма ой немцо ой юм лилошвек. Сон хвардой. Так. Я когда начо байрас. Айтқало. Но Айтқало шалец пока даются дать, Айтқало я материал собираю. До тех пор, пока я не напечатаю, не опубликую, заранее ничего не буду говорить. Проверить, посчитать, достоверно рассказать и ой тама до шегер умштующий ногчи коман, е ногчи тейпнашан, зиедир, е сисас дяш, е ямартло камилш и ой лилурдац. Ой шинтай панюк адол доинш дүйцер дац, лам қисар дүйцер дац, татош қисар дүйцер дац, со ногчи коман барт хилет хач, ой ца юйчо маргал история, ой ца юй хаит, ой ца дуй хаит хач, и аушо юсох, дуньяна масана, газ қимата, ногчи мата, до Ибраима немецкий, английский матидак, шин ца цумышли лошту, массу агура, Иштхалдушан сундера везре. Если есть какие-то спорные моменты между тейповыми, или там гору оспаривают, землю оспаривают, эти темы, это не для меня, это не история моего народа. История моего народа заключается в единстве моего народа, и я единственное, что я могу сказать. Ера нохчибу
ера тебяхки нахбу. Ихум сюк алурду. Тебяхнаш асанцла в жизни, хош хинс нохчи бу эрдат, тебяну, телятсау, вой нохчи адачка хилма дизер. Üç van yamart bat, üç dike bu al iş erdu. Nokçi hund alça suyga ter it daxit vela, ter tre it daxit vela, dal hubah, payxman hubah. Şey değiş bita bitin, qiyç değiş bu aş'alaha, şey mettik juzga tehtiyaçı ba. Sovala min wala, asun tsala suyuq iqaj. Yeshuna tsala. Nokçi u Кывегу. Телятсау, латтаду, ашбу, игнаю, яитнаю, войцаду, цердяхду, сомасун нақият. Қобухиц бели, бикбухиц бели, хинз вайбуй, гардуй, ихум шасуд мадиц. Хунд ача сун хеззага, халга олштег. Соба жимала, сенс, уже шост қашақа ачқарч, уже жим холила дат. И шо дукдаца, и тақа ол. Минимум олштол хума, Ворх, да. И то это, чтобы показать, что ты можешь себя вести достойно среди общества. То есть, хадваш лила дож. Он айварги да воза, ты не полукровка, ты можешь сказать свое я. Ты что? Если он айварги да войш ваца, хохук амел дагайшу. Хохук аменен коман бал эбгайшу. Яхук коман нистагайшу. Яху вообще лилу валшу. Это иштхил дизе. А хинц уже вадах. Да, абсолютно. Бузур талан да. Да. Опсо, цуни да. Аллах. Шейку я тебя. Ай. خلص شمر ويوقع غالي نقطي بوشتهم و دايش ديش هذا صونش تايبن am de olş zasun يسوق ما دول هالموخ جوحقينا ساغنا по поводу чего гала тайп нахляти ночи гала тапамду тайпан сатер тайп дишду ал дишду ятaqib дар хазла асам олун нокчи чуа Оман нохчи бош, тайпан галгай бош нахбу. Царах цен нохчи бош, амма тайпан галгай бош. Это то, что было 1000 лет. Это не меняется. На нашей территории. Оман нохчи бош, тухум тайп уарсквай бош. Неизменно. Из-за дольштон. Оман нохчи бош, тайпан цора бош. As derş buh derş büyütsün. Bu der. No uarskay tukumaday tayip mandatsiyasi boldu se. Bu der uarskay. No as boğaş hajal as boğaş nohçi çuah aş bolbu. Tsara xitin bats. Veppi nohçi tayipdu. Qetiyor. Şuanoy nohçi tayipdu. Amma tağana vayxa daqastina 1990 год. Раньше, в 17 веке, после, в другом веке, ушли, отсоединились. Они теперь называют себя Галгай отдельным народом. Естественно. Я с этим тяхнул. Да, кыздады, самогатия. Из-за, чтобы шулха это, с того, что царя изначально Галгай Ингушетии был тайпом, но одним сильным экономическим тайпом. Вайцаам хил душун, цашику ячун сюда. Чисто Галгай царь ДНК, но хагойти, кидак хагойти. Дальше и появились, потом были Галгай тайп сильный, были Цхорвай, были Фаппи, были Джайхвай. И Уарствай, да, отдельно. Потом из-за своей экономической силы и большего влияния, они начали под это название собирать все остальные. И сегодня Галгай называют себя Цхоро и все остальные. Так говорят и кавказоведы, и историки, и картографы, сами ингуши. Название ингуши они получили от селения Ангушт. Их называли ангуштовцы. Потом их начали называть ингуши.
юнгуши, через ю будешь язык. Это появилось уже более поздно. В 1862 году впервые у них появилась территория, закрепленная за этими обществами. В 1862 году. До этого никакого территориального отдельного единицы у них не было. Вот. Что вы делаете? Валикум салам. Мегеду, но, еще раз повторюсь, исторически все мы один народ. Они пошли от названия, уже они взяли название Галгай. Мы оставили за собой свое название, как потомки пророка Нуха, Нохчи. Или точнее, древним языком, если сказать, Нахчи. Они взяли, раньше они назывались, еще Биржек говорит, что они тоже называли или Нахчи, или Ламур, но это у Бирже. Сами они сегодня отрицают, не отрицают, это другое дело. Но название Дзудзуки, название Кисты. Вот это название сегодня могут сказать каждый Нохчи и каждый ингуш. Но никогда в жизни по отдельности шудать Бога из-за пючбу, из-за ярмарцтего, хацтегдючного бедуется, да. Мы исконно один народ были, но искусственно разделили. Кто разделил, может, высоком... Это просто, насчет ассимиляции, коротко. Ассимиляция во время формирования национального нации или этноса, это нормальный процесс, если он не сильная ассимиляция. И среди ингушей, и среди чеченцев есть небольшой процент фамилий, которые влились в чеченский народ или в ингушский народ. Сформировали ингушский сегодня уже этнос и сформировали чеченский этнос. В процентном соотношении они равны. Почему? Потому что для ингушей, которых всего там 350-400 тысяч человек, и сравнить, если с чеченцами, которых почти что 2 миллиона, соотношение, если сравнить, они одинаковые, если даже у ингушей не больше. Но здесь не в обиду. То есть, историю. Но сегодня политические амбиции и высокомерие некоторых политиканов разделили нас окончательно, и сегодня появились те говорящие головы, которые оттуда грязь льют на нас, и с нашей стороны, которые отвечают им. Вот ответ на твой вопрос. Мы сами и поддерживаем его. Инспекция Белаш Шнайдер. Алязин ваша хаттер дел хухат хачфура. Я жду, что мы те подтверждение маркета, клахам датся, швей цандя ходя на ночи. Ночью я уже дождь, мечай хотел сагадион. Каждый второй человек хан хатя, на хуже допас, чи ноги чи, да, медис, чи я уже дождь. Суал это куда там примерно до 17 года, хожу с Андрея ходя на ковен, лавай ночи. Сан дизел один, тунах пехнул дизел, харайсла, цена надо ходить ковен, зарик хужды. Но до 17 года дихан погалгаж ночи ханс хабя божбы, том бечхана, хромой тимур чхана, мангоуш башхана, цул халха иштимаш дечхан, цхан хана пуж, цхан шайли водиш хана пуж, галгай ночи яхан бахтыш. Вопрос я Хажла, це хуйва савош? Вахи? Ваха, Хажла. Я тебе сразу комментажу обтурдал, мек что он? Да, мек что? Хажла, я просто терминологию использую, ваймат бейца халдацию, но я терминологию, чтобы как прочитать, процитировать мне проще. Смотри, исходя из того, что говорит ингушский ДНК проект, я тебе говорю только по вашим научным изданиям, и тебе скажу век, что я говорю. Так вот, по ингушскому ДНК проекту, первый ингуш, первые зародители всего ингушского народа, 2 человека, они говорят, появился в 11 веке. Чтобы ты понимал, это 1100 год, это 11 век.
То есть 1100 год. Все, что начинается с 1101, это уже 12 век ложь. Начало 12 века. Так вот, первый ингуш появился в 1100 году, 1025, 11 веке. По ДНК-проекту. Это ингушский ДНК-проект. Это наука, которая не может ошибаться. То есть это как математика. То они показывают точную дату. По крайней мере, так говорят сами те люди, которые занимаются ДНК-наукой. Первые два полководца, которые появились на Кавказе, монгольские войны периода Чингисхана, это Сюбеде и Джебе, которые появились в 1221 году. То есть, когда появился первый ингуш, через 100 лет, вот сам, чтобы ты понимал, через 100 лет сколько было ингушей? От 2 ингушей даже. Щи ингушо появится Динхач в 11 веке, в 12 или в 13 веке их даже за эти 100 лет, представим себе, что в то время жили 100 лет. Даже Ишмелич, Дебн, Хильча, ты не соберешь там даже и 100 человек. Ладно, пускай будет там 500 человек. 500 так хулит почему. Чтобы ты понимал, о чем я говорю. 500 ингушей. Вот представь себе на данный момент, когда приходит войско Чингисхана. Через 100 лет приходит Тамерлан. Тамерлан приходит в 1383-86 года. Это через 100 лет. Это получается за 300 лет, если ты статистически даже посчитаешь, плюс-минус, пускай будет это, 1000 и женщин, и детей, и стариков, 1000 ингушей. Из них, те, которые смогли воевать, это человек 100 или 200. Грубо говоря, они еще, не забывая, должны строить башни, они должны охранять семейный очаг и так далее. Просто это невозможно гипотетически, исходя из вашего научного ДНК-проекта. А если и участвовал, это были 1-2 человека. Чтобы было понятно. Просто я тебе поясняю это каким языком. Я тебе говорю это языком науки, то есть ДНК-генетики. Мы же, если на самом деле убрать генетику и представим, что ингушам не 1000 лет, как говорит Клёсов или ДНК-проект российский, или как говорит ингушский ДНК-проект, который сдают ДНК в Европе, да, чтобы российский гаска не гнесять. Если они говорят 1000 лет тому назад появился первый ингуш, 1000 лет мы убираем с 23-го, получается это 13 век, грубо говоря. В 13 веке уже было нашествие Чингисхана. Как можно участвовать в войне против Чингисхана или Тамерлана, когда всему твоему роду там может быть 20-30 человек? Конечно, может один человек. Но о каких-то массовых сражениях, чтобы ты знал, Вах, ни чеченцы, ни ингуши никогда в жизни не побеждали ни Чингисхана, ни Тамерлана. Вот эти сказки про быков, про привязывание к хвостам соломы, что подожгли, затоптали из Пичмон. Еще война, она мы не побеждали ни Тамерлана, мы не побеждали ни Чингисхана. Мы против войск Чингисхана могли еще воевать, потому что они не были приспособлены в войне в горах, или в партизанскую войну могли. И то делали небольшими набегами. Это у нас искусственно получалось. И получалось это до 20 века, грубо говоря, 21 даже. Но в горной части, когда уже Тамерлан пришел, Тамерлан уже был обучен, и у него были целые специализированные войска, которые умели воевать в высокогорной части. Они тем самым уничтожили многие грузинские церкви и высокогорные аулы. Против Тамерлана даже это не прокатило. Вот эти сказки, которые рассказывают нам наши некоторые рассказчики, что мы наваляли Чингисхану, Тамерлану, это неправда. Что касается, участвовали сами ингуши, допустим, в войне против Чингисхана и Тамерлана, но я тебе говорю, ты сам можешь проверить, посмотреть элементарно. За 100 лет сколько может появиться от одного человека? Умножи это, грубо говоря. Ответ. Допустим, он 100 лет, в 11 веке он появился, родился, у него было 4 жены. Пускай каждая эти 4 жены там, ладно, пускай он был хорошим горцем, у него было сильное здоровье, каждый год он там рожал, точнее ему рожали по одному ребенку, 4 жены. Это получается, что за 100 лет у него как минимум
плюс-минус они прожить печаль. Ну, пускай это будет 40 детей, ну, или там, не знаю, 400 детей. 400 детей от одного человека за 100 лет, короче, за 200 лет 800 детей дают. Ну, они должны вырасти, они должны готовиться воевать, они строители башен, они воины, они девушки, женщины. Процентное соотношение, если ты разделишь, я почему тебе это говорю? Все научная интеллигенция и ученые говорят, что в 1801 году женщин, детей и стариков всех вместе взятых, ингушей было от 8 до 11 тысяч человек. Все вместе взятые. Это начало 19 века. Что? Да, там начинают, когда ты это статистические данные еще у нас. Если мы исходим из этого, начинают говорить, да, нас было в то время 9 тысяч, мало, потому что мы воевали. Хорошо. Задается вопрос, против кого воевали? Битва Шхилма ездила, да, язин. В Кавказской войне как таковой не воевали. Да, там были единицы, там были цароевцы, были некоторые галгаевцы, которые были там на стороне чеченцев. Ну и само собой все Уастхвай. Но в основе своей остальные-то не воевали. Да и не столько, а кто воевал. Плюс-минус, Багарба Булбича, было 10 тысяч человек, прошло там 40 лет, их же не могло быть 400 тысяч человек. Как сам Султыков Серяждин рассказывает, говорит, нас всего было 20-30 тысяч борцов, больше не было вообще. Когда воевали с имамом Шамилем, Серяждин Султыков говорит, нас было 20-30 тысяч человек. Если во времена Шамиля у вас было 20-30 тысяч человек, каким образом вас могли каким-то образом повлиять на ход событий войны? Это невозможно, физически невозможно. Но нас не было так много. Ладно, если с кем-то объединиться, это понятно. Цундеравах, возвращаясь к нашему с тобой вопросу, во времена Чингисхана и Тамерлана, если участвовали, гипотетически, мы не будем исключать, могли участвовать 5-10 человек. Если и то они были настолько плодовитые, что у них было по 4 жены, что они столько детей нарожали. Почему? Потому что Тамерлан пришел, Чингисхан, войска Чингисхана пришли в 13 веке, Чингисхан пришел в 14 веке, а первый ингуш появился в 11 веке. И сколько могло с 11 по 13 век народить детей, которые могли воевать, это уже остается... Ваха, Ахеш, Ватсон. А? Ваха, Ахеш, Ватсон. Ица дезон ваха. О бести яри? А бести? Es besti чулане цак эй палаш куцалоше бести туй я маари ха я цхада я даяча денка проектион оквей галга махка сатина бахи пахрудин арсунка пахрудин бошон Facebook чувал набрат вичане цунг багдичин цажим езеле $1000 с лишним даем нацунсун и в течение месяца или 3 месяцев анализ дать я хахайо руком ответ Хайнейн агор хайворион, хаде агор хайворион. Суал это футхау. Первый ингуши из ДНК яка вот лет тому назад, именно именно там не нужно, там знаешь как? Вообще гаплогруппа, большинство гей, это этот проект, Ваха, он называется Ингушский ДНК проект. Они опубликовали эту статью. А церковь тези, там походу не нужно всем даже сдавать. Там нужно одному из самых, самый эздидол тейп дуй, считаться дьяштол, самый древний тейп. Галгалош дуй, это галгачу сдать мои няха, становится ясным, что само собой, они считают себя одним из самых старших и древних. Кто-нибудь, если из их рода сдаст ДНК и покажет этот возраст, то остальные, по их же словам, они молодые. То есть, они стали ингушами намного позже, чем те же самые кокалинцы.
Ну, я 99% я уверен в том, что вы нох поймали, техайнах дуа. Сашеку ясно, асун бахаян, да? Хажла. Я поясню тебе. Хасан Бакаев, киберши, вы цухуман я кахюш почер, хаюц вы гюржи, хаюц вы эрмой. Вы цица бацуш, вы комах бацуш, вы лулхо хиларби. Масала гюржи вы лулхо. Цу гюржиш, цу эрмлаш, хинз Азербайджанш, хункермахкер туркш. Масара, вой нох поймали, технина, вдувай придумали, потом что больше, масар дичту. И это лоч, тхо зурзук что, тхо глигву что, тхо чечен что, тхо кистин что, мичикизовч, качкалыковч, сасанч, шашанч, ваговой ты, буртиналш, любое название хаец, ингуш, любое название хаец, ляуайн. А на самом деле, цунцерх, сидяш, цуна хадян, вой, виал хилвал, пойгмар, унуах поймар, алейхиссалам, цуна хадул, дуай, шадиш, вой, цаду ал, ит элегат целуша, любой киназван, вой наш хила, вой резду, чингеч кукш хила, вой резду, а ит элегат целят пой. Он дел рез галил, а уж диктатор, дел рез галил, а вы чейцах будал мола. Это же доктор был, да, могла, иншаллах, да, могла. Ваха, касту целу швегуй, ой, никогда в жизни делает сандей касту вацком. Валлахи, биллахи, талахи касту вацком, ой, каста цела. Он дальше, из-за искусственный дын, хумаду и хуша, на самом деле, вот саду и халей, вот кастур дацун. Хав дылчу курал вястин, суантал вястин, солакару, шулакарду алхеч динаа, тхоч уагду, шуч огдац алхеч динаа, шейт у шебуал бо, раскич у мижгич у шебуал бо, кеч у шебуал бо. Статься, да, це амадырас, там, телеграм, интернет, что там еще был мобиль, бейте, это она со Галгайен, атыязде, 06 регион атыязде, со кычка максабу, со и Галгай, норчигуан был жусу. Ник аде Галгайен, усе бизнес бар ачаз докал норчичок. Таким же вот 5 регионов атыязде, Да. Ама цитишь же, что бизнесу, сам на цитишь, сам лолы бизнес. Вах, хажла, аздука подкаст, телевидение, кичана блогер сани, смысл не тадетит, ладуолаш, вежри. Аса пич буч бол, нахаха, цанца, ягалга цайлашун, я ингушиш цайлашун. Мы этих людей называем нарнийцами. Нарниец может быть и чеченского происхождения, и ингушского происхождения, и осетинского, и кабардинского. Нарниец – это люди, которые врут, сочиняют, рассказывают сказки. Чтобы не обидеть реально наших братьев и по крови, и по духу, мы этих людей не дали им национальный окрас. Но, Ваха, получается так, когда я опровергаю ложь, я не говорю, что это ингуши сделали. Я говорю, нарнийцы это сделали, мне прибегают ингуши и начинают говорить, ты ингушей называешь нарнийцами. Я им поясняю, что аудалдалах, ашент илаца, и ашдинишу, гучдолшду, о, дин даци, о, кергал дадиш даци, ахот яхвала, это тебя не касается. Ни ингушей не касается, вас не касается. Ас даэльча, на варе шапка горит. А даэльча, дючляча, эти люди не понимают. Пич-буч волнах, цера камдац. Цера муахкбат, цера заумадат, яхдат, гылкдат. Он может быть осетином, евреем, кем угодно. Он может быть чеченцем, а может быть ингушом, которых искусственно чем-то недоволен. Это никто не исключает. Поэтому мы не называем национальность, мы называем их, я называю их нарнийцами.
специально отделяя от достойных людей. Но извини, если кто-то, когда я обвиняю лжеца и подлеца, гниду и ублюдка в том, что он называет мой народ, моих братьев, сестер, называет полукровками, от Албинбу, Норахбу, Гункяхбу, Бос, конечно, тогда, когда я его опускаю и показываю ему свое место, называю его норницем, если приходит с той стороны и начинает кукарекать, я вам поясняю, ажал, аш идин даца, шу хаклуштацы, шу тайпна хаклуштат, шу тукма хак, шу шаарш хаклуштат, адвит, суе кастит, ешаш кастит, сна кастит, есуе кастит, ача, Хоголаш он худина, хоголам, дели дуаш, дер он, 13 тысяч постов. Покажите хоть один пост, где я, ажал 13 тысяч постов, хоть один пост, где я оскорбил ингушский народ, ингушскую нацию, ингушский шахар, ингушский тейп, хоть один пост агайтиш вас. И ни один не может показать. Показывают, фейк язина, почему ты на нашей карте указал. Я не вашу карту указал. Я на этой карте показал территории, которые вам не принадлежат. Мне дело нет до пригородного района. Я не влазю в ваши отношения с осетинами. Нету какие-то спорные территории, ни с кабардинцами. Я на карте указываю. Ажал, уашивашвуй, нохчи галашивашвуй, дайстасни, кастин, асубах. Нохчи шилат, нохчи шан аддит, галашилат, галашин аддит. Голшие хартхаду до чат эма яздие. Хунда сут я аш нохчи бу, нохчи тейп на что, нохчи юрчо. А вон хартхаю ача, кана ва хабеш халку эрду со злостью собешанте. С такой злостью они будут говорить: башлам бог шварцер даси башламси, галга латташ лачина. Иш вижри балхарица лач урдацер бош камеш дидо хабеш дидо собеш дидо так цалюк адохр до цурхр бо тайцер беш қидук дуйца до так яри ва гош летер до вайци айнер до ишту цундер ихум цахли та таган вайдин до ча хар площадку Инстаграм есть, Фейсбук, Телеграм есть. Мы должны друг другу сказать: наше, чужое это чужое, войнука, борт без, хат лишек сацувез. Все. Это должно быть и слева, и справа, и алхецу. Поэтому у меня открытый диалог, чтобы Ваха пришел, чтобы Ахмад пришел, Мухаммад Мага пришел, Осетин пришел, Кабардинец пришел. Приходите, отправляйте запрос, задавайте вопросы, я вам отвечу и выскажу свою позицию с точки зрения истории, с точки зрения географии, адатов и культуры. И причем не буду ни материться, ни оскорблять твою мать, твоего отца, умершего дедушку, бабушку. Я не буду говорить про твою лысину, цвет бороды, кривых ног, кривых зубов, черные там шляпы и так далее. Мне это не интересует. Меня интересует то, что есть взаимоотношения между или братьями, или соседями. Но лжеца и подлеца, если мы будем оставлять, это будет размножаться. И люди верят в это. Чтобы не верили... Амин. Таким образом, Амин. Он еще на территориях или еще еще последующие. Уже такой послам смалер, танена, сгулин, специально, искусственно. Впервые это было заложено в 770 году. И договор таким образом и всю жизнь на ногчи их составлены до Кирч. И пункт подпись. А если есть хорез, он хинла алхит роши ишхит и пункт. Тебя. Ну и дукай, нет, тебя мудр, тун твам бацала, тун таймирна дахла, тун ока аля, тхэф тюч экитсала алгалгаш басала бас. Объясню. Так, сигалейшун, ла, харкиев гошун, го, харкиев булаха, хорез дочара,
Истагула, Ворстала, это была крестик, дилцу на подпись, я кушал, Торезду, Цара, Шейгала, Гилейлин, дабана, все. А раз, Ikir Tadilin, Way Dish Dudel, Way Am Dudel, Way Kirsch Dish Madeshna, Tales Dina, Badu Soti Audo. Noktis dua tuan birbu, Raskashan dua tua poserias, Haradas was oh, Mubos, Washful, Mubos, dua tuan, Ole, Hole. Я Мартефоль. Питанафоль. Вот это с древних римских, с древней Римской империи. Разделяй и властвуй. И капитан Тофин. Конечно, конечно. Но самое худшее не то. То, что мы сегодня себя считаем настолько образованными, грамотными людьми. Дахата, ой, умный, ломоносол даже. Менделеев фигня по сравнению с чеченцем и ингушем. Но мы не можем элементарно, грузины, армяне, все вокруг говорят, вы, черные, вы на самом деле один народ, как вы, Бог, аж Бог, Билабюш. Если бы не были одним народом, в одних скотских вагонах 23 февраля не загнали бы, и как свинью, как скотину, не отправили бы нас умирать. Это, они бы нашли бы причину, оставили бы, грубо говоря, там сколько было ингушей? 50-60 тысяч в 20 веке, 44. Там написано 50 тысяч, 40-50 тысяч ингушей. Они могли оставить 40-50 тысяч дома и отправить остальных чеченцев. Почему не оставили? Что Сталин так сильно... Конечно. Любой ученый, который подойдет сегодня, скажет, слушайте, на самом деле это ерунда. Да и даже когда начинаешь, вот я когда устраивался на работу, там было написано, какие языками владеете. И ты пишешь чеченский и ингушский. Автоматически убирает ингушский язык. Почему? Потому что нет такого, я поясню тебе, нет такого языка в понимании русских и балхаиш, это одно и то же, понимаешь? И чеченский, и ингушский, один и тот же язык. Нету такого понятия, как ингушский, нету понятия, как чеченский. Это один язык. Тебе компьютер выдает, тебе искусственный интеллект выдает. А все, что остальное, вот то, что мы придумываем сейчас, интервью, назови нас, что мы были такими красавчиками. Ага. Сам партию, назови нас красавчиками. Вот партию. Но я-то могу понять, там, одна партия, это, хоть, ну ладно, цадуется, сахалхи, это, ну, это... Например, еще создавать такие площадки, например, вас, такой же диаин, чтобы как-то объединить, как-то понимающих. Не надо. Я тебе скажу, что будет с Вахой. Ваху просто-напросто задавят. Он задавит и сделает все, чтобы ему навредить в его жизни. И цунхуармаду и дидуй. Потому что я поясню. Вах санбол вежри венчу ба'ниш. Войца душун, вой вежри душун аль-дa'бана. Второй, третий день связи были. Это Ибряник Хата, YouTube канал вести я шел. Ваша, башлам, хайдейл да, я каравай, тани инел эфир. Ой, хула, вашему, вот дитин, умадат, ой, саду ал, ой, вежриду, ха. Хундуаниан нохчу националист больше. Хари вожи дек, ал, ненек, ал, тахтейпо, системик, ал, что дела, шин, штанок, алхиета, шин, да, слов, динераш, астаяка, это Ибряник, шукон, минимум 10-20 таких разговоров. Просто сейчас такая ситуация, когда ты начинаешь объединяющие умалюбты хавуды, тебя клюют, все начинают. Они подключают всех людей, тебе заливают столько информации, что тебе становится плохо. Фамилия Азиев, Ермина чувствуется, и Малайзия, доктор исламских наук лучше, который опроверг бред Идриса Абадиева. Азиева, я лично фамилия. Азиев, Ермина Азиев, Ермина чувствуется фамилия. Он опроверг бред Идриса Абадиева. Сделал как там, Цунтинчик. Он все сделал с точки зрения ислама. Никакой поддержки от чеченцев. Он просто своим о том, что
исламе это все ложь. Что произошло? Через 3 дня он попросил прощения, сказал, ну, грубо говоря, попросил, ширкой, я не хочу в этом больше участвовать. Ушел человек. Ролики пропали. Его настолько просто психологически этот аппарат просто задавил. Почему? Потому что есть люди, которые занимаются этим, которые говорят тебе, ну кто, и Бог швиг, и швиг, камер швиг. Хотя швиг маалах, допустим, вахиг маалах, хавали, сочи, эфир, асон, доказать, а сайки гачкой, а хайки гачкой. Давай поговорим. Просто мирно, хорошо, красиво. И пускай все услышат правду. Если я не прав, если ты не прав, ты скажешь. Давай. Не надо называть националистом Баслама. Он больше Басла, Дукуя, Рези, Дубабо, Або, до первой войны, Духов, Краин Духов, например, Эрдо, Станаркес, Угли, Эрдо, приказал решить на фиол, все лишь Духбарком, это на сегодняшний день общаться, дружить, и тем, а вообще Бача собери. А примерно в народе севере какие-то слушают, кто тогда, ну, управляемый аппарат, Тиран, Азан, Инсарвах, Мавара, Муса, Албагачиев, Бошук, Энсей, Совет. Он пытается максимально, юки бърт багашуи, максимально, его просто-напросто настолько сильно загнобили. Не то, что цуньел сайт YouTube чуа, жалоб, хисин заблокировать. Галга он еще. Ну, Берт не зарбанях, и Бертон Тегерчуа в банях, его заклевали, обливали, все что угодно делает. Хотя он, я, если он платит Дина, я просто-напросто вижу его деятельность. Он пытается заниматься своими внутренними проблемами, своей республики. И все. Да. Ногти погибнут, сума, хотя дух, да, хотя дух кой. Ну, 99%. Да, и дух, даю концепт. По записан дуем, два, мог дуой, хада ложь дуистом. Понял, гуш модель мечаву душу, да. Все, по того же, и эстом пил бада, Абеш, вау, шри, телевизорки, видишь, аж без пол, масала, теп, видишь, ну что такое. Юга, и там глупая, Симон. Там все стоит сама дальше. Пошла, югта, а ты дальше, и честно, будет бюджет. Вот, если больше, если не больше, ну, баску, надо их. Ой, с песнями молчи. Пецу, а сам он, Снайдер, ну не все так гладко, честно сказать тебе. Во-первых, просто мы не обвиняем весь народ, а так, начало Кавказской войны, они неплохо нашу кровь пролили. И в двух сейчас последних чеченской войне тоже посодействовали. Ну и мы не остались тоже в долгу. Наши тоже нет. И во время абхазского конфликта, и во время осетинского конфликта. Уайчара очень соответственно. Ну и они тоже. Ну, давай возьмем с того. Багратионе – грузин. Гвишани – грузин. Берия – грузин. Сегодня хотят приписать к осетинам, но Сталин себя считал грузином. Так, сколько тебе еще? Если ты зайдешь во время Кавказской войны, через Грузию очень многие войска царской России заходили и вырезали
коренных чеченцев. Но у нас просто что? Они наши соседи, и по сути сам народ, он не злой, не вредный. То есть нету такого, что на национальном уровне, что они все нас ненавидят и хотят убить или делают что-то. Понимаешь? И плюс ко всему этому я скажу тебе так. На самом деле среди них очень много растворились от нас. Вот потомки этих вот Зурзуку. Допустим, все старейшины чеченские говорят, и сегодня ДНК показывают, что Тушины, Хевсуры, Бацбийцы, Пшавы, Сваны имеют ту же ДНК, что и все остальные горные чеченцы. Один в один. Но они стали христианами и стали грузинами. Мы их потеряли. Сегодня мы их не можем назвать чеченцами. Ну, кровь-то у нас одна, пройдет 1000 лет, ничего не изменится. Они просто христианство приняли, огрузились, и сегодня они себя считают полноценными грузинами. Ну, Пшавы, те же Пешвайбо, одна кровь, одно ДНК. Тушины еще, Шарвай, Тайпна, Шукира, Ишбо, Тушинш. Инсуай доздух, Гюрджистане, Шарвай, Махканиш, Сейр Бахшум. Мы же, шароевцы же граничат с грузинами. То же самое. Вот. Вот, Сундербаш. Хифсуры. Ой, Мелхиш Сани, Дюхал, Мелхиш Сахич Кейш, Церц, Лам Ахиш, Сатам, Майство, Сатам Бельмон, Хифсуш. На самом деле, одни предки показывают, кровь ДНК показывает. Царь Царь не то, что там в 19 веке я много раз публиковал у себя на странице, показывают, что они говорили на кистинском диалекте. Они говорили даже на нашем языке свободно. Возникает вопрос, если ты не относишься к нам, то каким образом, зачем тебе учить наш язык? Тем более, как сегодня показывают многие, и русские ученые показывают, что мы были друг другу врагами, и мы всегда убивали Хевсур, и Хевсуры убивали нас. Скажи мне, тогда зачем ты учишь язык врага своего? Допустим, мне нету надобности, если я тебя убиваю, учить язык врага, грубо говоря. Для чего? Сегодня вот, да, Ну да, сегодня они просто-напросто, ко мне пришел грузин там, ты знаешь, я грузин. Я говорю, окей, давай я тебе покажу, давай поговорим о генетике. Он говорит, не хочу я о генетике. Я говорю, почему? Я говорю, ты же знаешь, что да, у нас одна генетика, Басу. Все это у нас одинаково, но я сегодня себя чувствую грузином, я христианин, Басу. Я говорю, я знаю, какие проблемы, я знаю это. Но я тебе говорю о корнях. Книга, тот, кто сейчас в эфире, книга сейчас... Вай Гюксер, J1, J2 Гюксер, Вай Гюк в основном. Они автохтонные, если ты хочешь спросить, они автохтонный народ. Но с Грузией тоже не все так просто, Лоша. Чтобы вы понимали, это сегодня они все называют себя грузины. Ну там сборная Хапар-Чупар, там 4 языка. Языка 4 официальных, 4 алфавита. Есть? Да, там есть и мусульмане, есть и другие, третьи, десятые, жюпти, буцанюка. Но они все, у них что хорошо, они все под одним лозунгом грузины себя называют. У нас ингушами один язык, одна культура, одна кровь, мы отдельно друг от друга, Бог. Проблема есть. Культура, Гюрджишиба, ну, еще во времена Блюменбаха, в 19 веке, он определил 5 народов, которые на Кавказе являются автохтонными. То есть они вообще не пришли. То есть когда они здесь появились, других людей здесь не существовало. То есть он антропологически это доказал. Да, само собой, да. То есть отсюда уже пошли, остальные зародились и европейские народы и так далее. Я вот сейчас буквально загрузил ролик, посмотрите, немецкий ученый говорит, что вся Европа заселена именно с Кавказа. Все народы европейские появились с Кавказа. То есть имеется в виду... Да. Так вот, что я хочу этим подчеркнуть. Ладно, это не я говорю, это не чеченцы говорят, это сами немецкие ученые говорят. Так вот, что я хочу сказать. Блюменбах говорит о 5 народах. Первое – Нохчи, второе – Гюржи, третье – Адыги, четвертое – Лезгины. Но Нохчи, когда я говорю, само собой, автоматически там и Гала. Там нету Нохчи, отдельно Гала, отдельно нету. И
пятый там народ, я честно сказать, я не знаю, к кому относить это. Но они, в принципе, тоже дагестанцы. Будет еще разница там. Потомки Лекоса, потомки Кавказаса, адыги, грузины и ну ладно, не суть. Вот эти народы являются автохтонными. Карачаевцы и балкарцы. Вот. Они потеряли язык под влиянием тюркского нашествия. Они начали говорить на тюркском языке. Карачаевцы и балкарцы. Но они являются автохтонным народом Кавказа. Родной язык утеряли они. Просто-напросто уничтожен. Тюркский язык. И сегодня они думают, что они тюркские. А гаплогруппы у них показывают вообще не тюркские, чисто кавказские. И многие историки говорят без исключения, что балкарцы и карачаевцы являются на самом деле и входили в состав Аланского царства, что они не пришли, что они потеряли язык. Язык просто-напросто полностью. Мы потеряли письменность, а они потеряли и язык, и письменность. Вот так вот. Это как-то мы сегодня в основном не о нашей истории, больше о соседних историях, что, конечно, не радует. Так, вот сейчас, освободение Олон. Вот. Один брат, это Мулкуа Буарзю Зубайр Котто задонатил. Зубайр, ДРС, Хейл, Дадухуахвал. Это ютубер. Так, 3-2 побеждает у нас YouTube. Третий Зубайр задонатил через YouTube канал. Зубайр, Будистенг, Эзашка, Солдо, Летил, Дадухуахвал. Да, Сидуэл. Так. Вошу я тынша. Ага. Задонатил Хачароевский волк Байайль. Хачро Байайль. Донатил. Байайль, да, Сидуэл, да, Духуахуэл. ДРС Хил. Хачароевские волки сегодня поддержали нас через то ли Инстаграм, то ли ТикТок. Брат Гирихан Тейп он не написал, и Гирихан задонатил, дал дуэл. Так, у нас теперь 4-3 побеждают инстаграмные наши подписчики, которые задонатили. Ну, у нас вот немного на одну книгу уже почти собрали. 3 часа ночи. Сейчас уже 2 час ночи. Если у вас есть вопросы, задавайте. Пока у нас не закончился трафик. С Телеграма у нас уже 2 раза закончился. Так что, Ибраим, скажи мне количество людей, сколько у тебя людей в ТикТоке и в Ютубе? Я вижу 30 человек в Инстаграме, 32 человека в Телеграме. 60 человек слушает во 2 часу ночи о своей истории, культуре, традициях. Это уже хороший результат. Да. Мы в 4 социальных сетях. Это вот аудио вопросы и свою версию рассказать можно в Телеграме. Видео запрос, если отправляют, я принял, правда, почему он прервал запрос, я не знаю. Идет трансляция в Телеграме онлайне, Инстаграме онлайне, в Ютубе онлайне и в ТикТоке онлайн. 4 социальные сети у нас одновременно ведет на всех платформах прямой эфир. И сохраняется, само собой. Так, в ТикТоке 20, это я понял. Ну, ТикТок мы только, я даже только сейчас открыли ТикТок у нас, мы буквально Сони Ибраим, и как всегда, ютубовские волки, конечно, пора. 136 человек в Ютубе. Ну, у нас почти 200 человек собралось. В 2 часа ночи 200 человек, которые любят, ценят свою историю, культуру, адаты, традиции. Вы задавайте вопросы, да, а мы будем отвечать на них, или же могу зачитать, но обычно, когда что-то зачитываешь, людям это надоедает. Да. Хайсу психоделика.
Вот потерять наш. Мельша? Тоже такое тюркское, ну, тюркский Кумыки? язык. Кумык бая? Да. Бацун. Чтоб ты знал, они, их, кумыкские националисты, они, когда им даже говорят, что у вас тюркский язык, они говорят, нет. На самом деле, это тонкости. Мы называем его как общий тюркский диалект, язык, а они отличаются. У них 40/60, 50/50. Туркш дюйца киеч бацуш. Совпадать. Лишние штуки, общий мухарду грамматик. Если у нас с ингушами там 95-99% мы понимаем, а 5 не понимаем. Но, по крайней мере, это для людей, которые специализируются в дусе. А вот что моем царс был ночи, ауха бэш бистрельча, панкиса бэш бистрельча, яч эберло шарва бистрельча тясполе. Гумак ва бьючбек бог, била бьюш. А что? Потому что, ну, шейт Сахары тер. Поэтому телеграм-канал как найти? Телеграм-канал bašlam.39. Карачаевцы и балкарцы. Кабардинцы это адыги. Карачаевцы, балкарцы, тюркский язык, да, я не знаю, они, ну, у них, мы по ГПЛ-группе общаться, но то, что они были, как и мы, в Аланском царстве, да. И на самом деле карачаевцы, балкарцы не могу сказать, но карачаевцы во многих войнах участвовали с чеченцами на чеченской стороне. Это раз. Во-вторых, карачаевцы были депортированы, и балкарцы были депортированы, как и чеченцы, хотя это малые народы, их не так уж много. Вот речь ситуации. Дегорцы было это отношение. Да, дегорцы это непосредственно Ахкаш Сани. Царь Хаберлушбу. У нас территория была чуть-чуть больше, ну, по крайней мере, наша наука так говорит. Дегорку дейсен шедас. Сейчас что монголш бяшчара нам что халдamba. Сейчас нойзен это нахский бог. Сейчас ты дюрста нахский бог. Это отношения сейчас он дети сейчас отбор, бейсбол, Ой, ну, извини меня, но ой, массарга цаама далуш даци, ой, адбикалу сабитна, ой, выжри галгат сабитна, я еще сабитна. Ну, так получилось, время, отношения, география разделяет. ويمسنا خلص مدي على استوات نوح مرة تفورد ده شيء يقول دقة نيتا خلص أنا ياخد ده потом все алхаз дахет шанс алхаз ви يقول дахет шанс خنخيت шанс خنت يخي الله خداس هو لا خداس لا كردوسة دعاء بيندو يستوى كي حاجات هو يفتا يفير اشتا قوكي سو ده قوكو يستوى كيني ну гадя да да гайни да шузла хиксап шуз таким же образом кузла хиксап кузла листок кини багли гая шагинтус просто было танц бомбита всегда тылым я хазат сунузы қоққаянсы да вот это он ваха это он назвал плурдасон он дальше из-за дукайл سؤال это قدر вопрос есть но что ты уважаешь на раз на хайлит ходу харка посмотрим я что طبيعي سوزام تلاتي عن خزات что ويديش كحضور أنا أظن قرأت يا زميل no do حقنا لا تدوها да тут дош рекой спейс попая
повесточки, потом сберда какие-то илома какие-то сберд скину соцачут знах да может быть такое, что цена пеймара хабян божу процент дизел би да, 87 ветеран о Кавказе базы. Все, 5 Я знаю, что ты говоришь. موضوع أسخاتن بوصل علم دوسنا خاتن وي تاروباخ نوح بيخ مري تحوي سنول سيم خام إيفيت أوشو إقاك أنت بيه دال خنا خادنا أدوش ديابن باتس إقوك أنتوي تسونخ تعدر عندوش خادل نوخ قام قيتيو قيد عبيش ديابنا باتس بيش خلا داتسير قيد عبيل لقش просто شيخانت إيه قاتش داودو عطابونا سيرت إيه حيتسخل لا أدو إتقاك أنتخ تعباندو إيفيت أوشو شنخا وكفكازي عشتل قامنشدو سيم أوشنخا سيميتكي عربوي عج نيجرشي إشبو خام أوشبو شار سارة خميكيش حبل شبوط إباركش بيشبوي يكوش خبيش سؤال بش إشبو إشتقاك أنتخ حدادو أوج وسيم سيمي سارة ساعات إحي خلايات إيش دي يصير قصير دنيا إيش تلاصق Сколько тысяч лет примерно это он и потоп, после потопа? Ой, да, он будет дисла. Бусул, да, больше гудон. А че, если говорить с исламской точки зрения, они говорят, что существование Земли не может быть больше 50 тысяч лет, баца. Потому что больше, да, миллионы лет, 100 тысяч лет, уже их оборчу. Они говорят, 40 тысяч, 50 тысяч лет максимум, все. Кияц, баца, хан. И что ты учишь? Мы будем исходить из мнения исламских ученых тут в этом вопросе, нежели чем там других. И что, ну? Вопрос. Ваха Галгай, в Галгаву Вах. Получается, мы все братья Башлам. Да, мы братья. Негры, якуты. Ну, так там все появились от Адама и Евы, если так говорить. В Нальчике, в больнице, один человек, взрослый, еще в 90-х годах говорил, что балкарцы, чеченцы в прошлом один народ. Я не могу сказать, что один народ, но что они были в одном государстве, я могу. А если были бы один народ, сегодня бы ДНК-проект показал бы это, Тимур. К сожалению, это не подтверждается. И балкарцы, и карачаевцы нам близки как автохтонный народ, но это не наш народ. Не нужно прикрепить. Карачаевцев тоже выселяли, да? Да, балкарцев и карачаевцев выселяли. 8 марта. Да. 8 марта калмыков выселяли. А карачаевцев, кажется, выселяли в ноябре. 8 марта. 8 марта, кажется, калмыков выселяли, если я не ошибаюсь. И балкарцев. В ноябре там как раз таки посты были, когда... Балкарцы? 8 марта? Алейкум салам. Я говорил, я в ноябре, кажется, карачаевцев. 8 марта, если я не ошибаюсь, калмыков. 23 февраля, они по праздничным датам выселяли народы. А вот балкарцев я не помню. Возможно, какая дата у них, не помню. Я пишу, конечно, всегда, но в эти дни. Карачаевцев 8 марта, ба Мухаммад. Знаешь, я... Наверное, значит, карачаевцы. Значит, я путаю. Я знаю... Алейкум салам, хартот. Гурку, ну? Хорошо. Получается, у меня вот вопрос касательно Вайветере Галга. Как ты думаешь, понятно, что мы имеется в виду, мы сформировались как отдельный народ, но вот этот момент у адыгов нет никакой проблемы касательно черкесы, кабардинцы, адыги, они прекрасно знают свои
исконные корни, что они происходят от адыгов. И они это воспринимают как доброе утро, при том, что на сегодняшний день они сформировались как народы. Кабардинцы, черкесы, и все они говорят, мы все адыги, да? Если бы этот момент, то же самое, ногчи никогда не претендовали и не пытались ни присоединить, ни растворить ингушей ни в каком виде, но исторические факты, которые нельзя отрицать, наоборот бы нас объединяли бы, что исторически, да, действительно, Галга понимает, что исконный корень, ногчу будет, все. И тогда этот момент бы нас больше объединял бы, нежели чем разъединял. Проблема, вот это как решить? Ну, я понял вопрос твой. Для начала. Хорошо. Да, я понял твой вопрос. Смотри, я отвечаю на твой вопрос. Во-первых, никогда с точки зрения ни нашей истории, ни нашего народа нету ни одного места, чтобы мы пытались кого-то растворить в себе. Это однозначно, потому что, почему, я тебе поясню. Нету таких исторических материалов, где бы чеченцы пытались бы растворить. Единственное, что чеченцы говорят, что мы один народ, что вы не отдельный народ. Что, конечно, очень сильно огорчает и Абадиева, и некоторых людей, которые говорят. Но другие, опять же, тут политиканство, тут политика, которая заложена в 18 веке. Что бы повлияло? Ну, допустим, ко мне в эфир заходили сюда некоторые представители, ребята, которые занимались Аланией. И они говорили, чтобы объединиться чеченцам и ингушам, давайте мы не будем себя называть ни чеченцами, ни ингушами, а назовем, как в древности, Элинах Аливайвайх. То есть, давай за это. Почему? Потому что войнах это не то, на самом деле, это тоже евреи Яковлев и Мальсагов придумали. До этого не было никогда этого термина, имеется в виду, тем более объединяющего. Как два народа, и три народа, ладно, чеченцы, ингуши и бацбийцы. Ни Мелхи, ни Эхка туда не входят. Мелхи и Эхка это части нашего народа, ногчи народа. А именно чеченцы, ингуши и бацбийцы. Все. Вот их назвали эти три, как говорится, части называли. Ну, объединяющим фактором, ладно, окей, нас разъединили. Царская Россия разъединила. Я согласен. Это было несправедливо, это было... Но, к сожалению, опять же, человеческая философия и психология показала нам так, что эти люди за это время приобрели определенную политическую, финансовую выгоду. Люди, которые заключали эти договора и на работу, когда устраивались и так далее и тому подобное. Несмотря на это, Сталин до этого насильственно, по словам тех же ингушских источников, насильственно объединил чеченцев и ингушей в 1929 году. Это исторический процесс, он зафиксирован. И никогда чеченцы не пытались ингушей никаким образом ассимилировать. А то, что была интернационализация, то есть русским было наплевать, ты мог жениться на армянке, на грузинке, на кого угодно. Интернационализация была в то время вот идея фикс советского политического истеблишмента. То есть нужно было растворить максимально, чтобы не было никаких национальностей, мы должны были быть простые советские люди. И поэтому максимум, когда ты бодяжил кровь, для них было нормально. Ну и само собой, тут и медицину они подключали. На самом деле медицина так и говорит, что это хорошо. Но с другой точки зрения, потерять национальную идентичность могли. Это они не рассказывали. Но факт остается фактом, в то время это было нормально. И поэтому все, без исключений, все, кто проживает в ЧССР, могут вам рассказать, что после возвращения с депортации, когда они вернули пригородный район осетины, когда не разрешали заселяться в горные части, чеченцы и ингуши должны были расселиться, когда выделили, обратно вернули земли из Грозненской области, а то бишь Наурский, Шилковской, частично Карагалинский район нам, попросили переселиться. Ингуши отказались категорически селиться из-за того, что это географически далеко от их родины исторической, климатически она им не интересна, да и вообще эти земли, кто согласится на это. Несмотря на это, шароевцы, чеберлоевцы согласились поселиться в Наурском районе в основе своей, ну и в остальных районах.
А Шелковской район согласились поселиться с Веденского, с Нажиртовского района, тем, кому не позволяли селиться в горной части Сетунгалинского, Галанчевского. Горная часть, 5 районов было запрещено селиться после возвращения с депортации, как мы все знаем. Так вот, после этого ингуши все согласились на одно. Мы соглашаемся, они поселились в городе Грозном, и, то есть в промышленном центре, и близлежащем селениях. Все, что находится в пределах Грозного, рядом все. Они согласились. И самые зачетные, самые четкие места, то есть денежные, прибыльные, виноводочные, коньячные заводы, промышленность, нефтепереработка, университеты, все шоколадные места во главе был или еврей, или русский, или ингуш. И чеченцы, являясь национальным большинством на своей же земле, в своей же столице, никогда не возмущались и не делали митинги, и не говорили, почему наши братья-ингуши, директора и начальники, а мы вот всего лишь среднее звено и так далее. Вам может миллион человек, который проживал здесь, в городе Грозном, подтвердить эти слова, и любой человек вам скажет, что это так. И здесь не было никаких проблем. Наоборот, этого не было. Но проблема в другом. Когда началась вот эта бодяга, 88, это началось, зачатки этого начались еще в 70-х годах, потом мы знаем о путч в Грозном, это январский, когда подавили митинг с водометов, многие студенты, а я говорил с этими студентами, которые были исключены из-за того, что вышли в митинг еще в 80-х годах, в январский холодный зимний день, когда тот, кто заготовил вот этот митинг, быстро убежали, а парни, студенты митинговали до конца. Ну да ладно, суть не в этом, сейчас я хочу углубляться в это детально. И никогда не было возмущения, и чеченцы никогда ничего не говорили. Почему, допустим, почему вы хотите отсоединиться, или почему вы это говорите, таких разговоров не было. В 90-х годах люди, которые, 89-90-е годы, первые, кто заговорил о том, что они хотят создать отдельную Так, раз, два, три, что, время закончилось, что ли? Трафик, я-моё, Кагович, мою сей. В 90-х годах Хэшвейс. Это телеграм, я зря, Саука Хагович, полностью вроде работает он. Надо тогда перейти. YouTube чудовлиш, YouTube ищу, YouTube чудовлиш, суча. Я Instagram. До TikTok чуя, YouTube чудовли, ладвоиш, возри. Йо, мет моя, не хочу до душу, знаю реакцию. А в 90-х годах, когда, 89-е годы, когда они начали впервые собираться, а есть люди живые, которые были на этом собрании в Грозном поселке Кирова, Червленое, кажется, они провели первое заседание. И люди, которые там участвовали, когда зашли, там были душегубцы. Повесили портреты Ермолова там и так далее, и таких людей. Когда чеченец пришел и спросил, почему на вашем сборище, собрании висят люди, которые убивали чеченцев, Игорь мой, политик мои, Игорь туда-сюда сказали. То есть мне человек рассказал. Ну, грубо говоря, ситуации, то есть, чтобы заигрывать, чтобы им выделили автономную область, чтобы они отсоединились добровольно. Не чеченцы их выгнали и не говорили отсоединяться. Любим мы или нет, Джахар Дудаев Руслана Аушева просил, говорил, не отсоединяйтесь, мы один воевали дукидегду. Но они изъявили желание, сказали, нет, мы хотим свое. Если, причем они преподносили это так, если мы не отсоединимся от Чечни или независимой Чеченской Республики, но Чечня, изначально она называлась, а потом уже Ичкерия, тогда нам не вернут наши пригородные земли. Мы специально отсоединяемся, чтобы нам вернули пригородный район. Под такой оболочкой были разговоры между... Там Дудаев так объяснял. Он сказал, хорошо, отсоединяйтесь.
И чеченцы, самое мирное разделение двух регионов, это была независимая республика Ичкерия с Джохаром Дудаевым и республика Ингушетия, которая в 1993 году стала субъектом Российской Федерации. Опять же, конфликт между осетинами и ингушами. Опять же, сам Аушев об этом говорит в своем интервью. Было сделано специально для того, чтобы втянуть Чечню в эту военную кампанию и авантюру. В то время Джохар Дудаев это понял, не согласился, но опять же было соглашение. И было сказано военным, по словам того же интервью и Мухаммада Хамбиева, и участников, которые участвовали, они говорили, нам сказали, чтобы мы не одевали военную форму, кто хочет добровольцам поехать и помочь братьям-ингушам, никого держать не будем. Итак, мы знаем, мы вам рассказывали о Уралах, которые поехали туда, которые приехали на поддержку, причем сами ингуши рассказывали, что на Черменском посту стояли Уралы с чеченскими парнями, которые добровольцами приехали помогать братьям-ингушам. Дальнейшее я уже дальше продолжать не буду. Я о чем? Эти люди, когда они почувствовали, что они не владеют реальной политической властью, а ситуация менялась в 90-х годах на глазах, и к политической власти, само собой, пришли бы не ингуши, а национальное движение поднималось, чеченцы, само собой, хотели реваншизма. Столько лет угнетали, столько тех лет прогоняли. Ну, я вам говорю об новейшей истории, да, то депортация, то вернулись их в город свой родной, не запускали, то не разрешали говорить на своем родном языке, говорили, говорите на русском. То есть вот эти моменты все, они как не укрепляли взаимоотношения, как это нормально происходит. Вот этот мультикультурализм в России, то бишь в Советском Союзе, он был какой-то однообразный. И опять же чеченцы ущемлялись. И плюс, само собой, депортация недавно прошло. И эти моменты, конечно, усугубляли ситуацию. И чеченцы, само собой, хотели реваншизма. То есть они хотели определить, ну не чеченцы все, конечно, политическая элита предоставила именно таким образом, что резко начало подниматься национальное самосознание, все, что было, припомнили, все рассказали красочно, детально, но, к сожалению, не пояснила наша научная интеллигенция, каковы будут последствия. Потому что верить пьянице и алкашу Борису Ельцину не стоило никогда. Но, как мы говорим, чем это обернулось для нас, какой трагедией мы знаем. Дай Аллах, чтобы нас уберечь от этого, мы постараемся быть умнее, будем учиться, будем размножаться, будем восстанавливать. Остальное все получится. И все у нас будет великолепно. Поэтому процесс объединения, когда мне говорят об объединении, я не вижу ее, что этому должны каким-то образом способствовать чеченцы. Чеченцы не были инициаторами, чтобы разошлись со своими братьями. И чеченцы не должны быть инициаторами, чтобы и объединились. Как ушли, понятие у ингушей должно быть у себя заложено и в сердце, и в голове то понимание, что мы один народ, и только вместе мы можем сделать какие-то хорошие результаты. По отдельности, конечно же, Чечня намного мощнее. И экономически, и физически, и политически, это понятное дело, потому что, само собой, тут и население, тут и ментальность, и характер. Это не в обиду нашим братьям. На самом деле вы должны сами это понимать. Ну, какой экономический, военный, и политический потенциал у чеченцев, а какой, там, допустим, у тех же ингушей. Тут и народонаселением, если по всему миру собрать чеченцев, будет приблизительно 3 миллиона. Насколько я знаю, я публикую огромное количество чеченцев сегодня учатся в американских, в английских, французских, итальянских, то есть в ведущих, самых лучших вузах, а пускай их будет даже 1000 человек всего лишь. Мы знаем, что почти 500 000 проживают в Европе. Даже из них, если 10% получат великолепное европейское образование, если они вернутся, иншаллах, мы верим в это,
если процесс будет такой, и экономика, и туризм, и все остальное. Ну, те, кто дома остался, вы знаете, мы восстанавливаем свою столицу, свою родину. У нас 2 новых города, Наур и Серноводская будет строиться. То есть, где жить будет, великолепные условия создадут. Остальное время уже, как говорится, поставить на свои места. И нам, в принципе, мы не против братства. Мы говорим о гипотетических вещах. Но мы не просили их уходить. И мы не должны просить их возвращаться. Захотят вернуться. Но я знаю одно. Те люди, которые говорят, ногчи чунг цейлет, асгаска чунгио, тарюхири чунгио, тарюсаиш мари, может, амиадеш полнаха, они очень сильно от этого пожалеют об этом. Потому что от этого будет? Нужны ли вы всем остальным тем, кого вы перечисляете, лучше я за него выдам свою дочку замуж, Бог получает. Нужны ли вы этим народам? Нет, не нужны. Вы нужны будете только своим братьям, чеченцам. И только они реальностью могут как-то сопереживать вам. А остальные, вы думаете, что они реально, а на самом деле нет. Поэтому я на этот вопрос отвечу так. Рассоединились? Кто был инициатором того, что расстались? Наши братья. Они же должны быть инициаторами, что мы хотим быть вместе, что мы одно единое целое. Говорит, что это хипсулетие. А? Те, которые вот так говорят за чеченцев, чем отдам за русского, за осетина, вот эти люди вообще должны уходить с наших территорий. Это наши территории. Ну, Оша, они живут сегодня не на нашей территории. Не, ну, вай. Да, бяхмобилаш. Они должны вообще с этой территории уходить. Обычно мухуль стоит, Ассаламу алейкум. Это правда, что территории Чечни в конце 18 века англичане занимались нефтепромыслом? И наши какие-то точки, и весь этот замутит, мутнет. А на самом деле национальность. Проблем. Да, согласен. Да. Короче, Адлан, валейкум салам, брат, фактор 2, собор дел всегда есть фактор, 5 секунд. Дал си долг санхоми бусул ногчи элла, задонатил брат Адлан, дал са, дал духва, хуэл булдиснак, эзачка, соуду улетел, вежри, валай, сумха, махашун. Если я понимаю, что вайга, адук ашниш, доци хашун, мы военные, как говорится, вы غوشتوا كبيكا ويكينشكي تكارتي اشتاكين من زومشي بوجيزة ورات كياك поступление شوي يشتغل شيء شوي نوقع مليونيش باتسيا كذاك دات صندرة سجتياش يحكي تري صنع قيدا تري يومش ما يزدي أسعنجي وما بوش دات кто хочет поддержать чеда я think аж да саду да доктаду все что прислали мы отправим во благо нашей истории и нашего канала а мне от этого ничего санис дала та дала дать да я думаю вам самим смешно будет если вы просто-напросто посмотрите эти как говорится, donation. Ну, чтобы никого не обидеть, возьму Бог штат. А того, что было, я сейчас, там 4 человека прислали, 4 из Инстаграма и 4 из Ютуба. Опа, все, бордел. Кажется, Ютуб еще один человек задонатил. Аноним, да. Аноним из Ютуба. Ассаламу алейкум. Это правда, что территория Чечни в конце 18 века англичане занимались нефтепромыслом. Конечно, абсолютно верно. Да, 18 неправда. В 19 веке, это во времена Топа Чермоева, были заключены контракты с английскими и норвежскими компаниями, такими как Shell, Nobel и Ротшильды, если я не ошибаюсь. Они имели патенты на добычу нефти, на добычу, переработку нефти на протяжении 100 лет. Но, к сожалению или к радости, произошла революция, власть от белых перешла, само собой, к красногвардейцам, коммунистам. Эти договора были нарушены. И в 2017 году эти патенты
потеряли свою силу, поскольку прошло 100 лет. И не имели никакой, само собой, под собой власти. Говорилось в устных кругах, говорили, что англичане предъявили СССР, поскольку она наследница бывшей Российской империи, что они должны за то, что не выполнили эти договора, якобы неустойку, но это, я так думаю, что это на уровне разговоров с предприятием. Так что да, англичане строили, и дома строили англичане, ну, английской версии. Англичане, некоторые места, где были поставлены первые вышки, говорят, что их в Грозном, именно в Чечне поставили англичане. Ну и, само собой, вот это заведение, которое мы называем в стиле английского, сейчас это музей, да, английский якобы замок, это по стилю английскому он сделал, на самом деле его не англичане сделали. Это тоже является одним из доказывающих факторов, что они имели, конечно же, здесь патенты, имели Shell, Нобель и Ротшильд. То есть Ротшильды это династия, я не знаю, какие компании вы можете посмотреть, им принадлежат нефтяные, но Нобель вы и так знаете, да, и Shell компания тоже, да, вот эти три компании. Это 19 век. Конец, не вру, это начало 20 века. Это во времена Топа Чермоева. Это после окончания Кавказской войны. Не Арцу Чермоева, а Топа Чермоева. Абсолютно верно. До Горской республики и после Горской республики. Но Горская республика там год-два, кажется, больше не длилась. АМГ, АМГ. Валикум салам, дякую. Там. Мы пытаемся постоянно превзойти кого-либо, даже гипотетически, теоретически, физически. Так. Превзойти, да. Цанна поман. Ван халуштаца. Амела гильдал кам вы превзойти, да Аллах ван бурдалда цавай галурдас. Так. Аллаха, у нас есть в Ингушетии, наверное, большинство, которое абсолютно не имеет никакого отношения к чеченцам. Так. Генетически. Да, есть. Да. Говорит завет народ Ингушетии, ингуши, которым называется этот народ, то есть братья, которые должны понимание иметь, что генетически среди них там 60-65% не имеют никакого отношения к чеченскому народу, к войнавскому народу, какое-либо отношение к нам, братским народам. Тук много вообще غايبو قوية هذا لا بويس لكن تمتي وحول برا يعبد Dela AMG, alles doda качола. Такой лук, вала массоза. Ну, всегда олоци два им ждится, что его сделал. لكن قاوي براتكي народы братские народы мичер хадалати язалха. Братские народы с кем молодцы? Ну смотри, я, во-первых, когда я говорил, я сказал Галга, ты, может, не слышал? Я именно назвал Галга, я не сказал ингуши. Я сказал Галга. Это разные вещи. Понимаешь? Ингуши это совсем другое, а Галга это Галга. Я говорил за Галга. Ингуши это уже как чеченцы, понимаешь? Сегодня можно ли назвать всех чеченцев ногчи? Нет, нельзя. Нельзя. Ты знаешь это, я знаю это. И другие знают это. Есть ногчи, а есть чеченцы. Вот так вот. Есть ингуши, есть Галга. Ну и чтобы не сказать, чечены говорят, сока ушун, если что, сока. Наладите вечер, интернет, ваш ушун, эрцеве ушун. И
тундук. Ага. А так я не говорил никогда. Как и у любого народа, я еще раз повторюсь, и среди ингушей есть другие, и среди чеченцев есть другие. Но тут уже вейс ту бин вошел, царь уст бин вошел, уст Бога, устал бин вошел царь. А вейс ту бин вошел. То есть у нас нужно было быка убить, у них нужно было убить барашку, чтобы войти в ту или иную фамилию. Это исторический факт, это не я говорю. Так что, как-то так. Да, факт дальше. Настраивать я, чтобы я антенн не сирать ваш усо. Ва алейкум салам. Başlayalım. 96 года, tad ir zem tutko zadēkā. Sonra vēlreiz dalša teipu boša inersa, vai nākči boša inersa. Tagad olš, metā bolha binās. Algai šot ēta, nākči olš sahez person. Dēmna vainie puiha ēlar. Amma nākči bātār olk dēmna galgai holi. Ну, это есть, да. Но понимаешь, здесь проблема в чем? Термин именно непосредственно и в войнах с этим термином есть небольшая проблема. У нас не все считают, что этот термин используется во благо. То есть вейк хача из-за мухл знача. Я чуть-чуть подправлю. Да. Место это. Войне ты будешь войне. Да. Войне. Смешанный дух. Ты начнешь будет война. Головная часть. Но чуть-чуть. Сундер. Получается, из хочу так хочу на через ну а больше войны будет вот. Но и Hauslаш, это аухая ситуация, и болезнь, да, я пчу уже царь, митинг шахти чанал, и хинс войнах, оштатсига, духовночай, ночи элдудел. Это на самом деле, это термин, и термин, этот термин придуман специально, чтобы убить наше самоназвание, реальное самоназвание. Момент, да, на сегодняшний день. И его создали уже в то время, чтобы якобы это спровоцировать, это будет фактором того, что мы являемся одним народом, войне хуйха, мас'ади, что если ты, допустим, поехал в Сургут, и тебе по дороге... Да, где-то там, за пределами, ты можешь говорить, да büyük olmak, da büyük olmak, tuğa büyük olmak, تسحمات بمثلا سهوك ده حوالين يقول أسئلته حتى منه غوغا وها جيف وها يا أس وها أس إيش عايزه هيس مثلا رابي ألازمه أسون هيس تاسبو شارع أس أوش هنا يتيب أس حتى مش ديوت لات سونا بوخ لا سو называешь ты? Я знаю, ты мой или не мой. А век ты ухой? Да, что век ты вала, век ты ух. Харачу вала, харачу, хачру вала, хачру. Я же не оскорбляю никого. Наоборот, ты кто есть? Это идентифицирует. Да, это идентифицирует твой генетический код. Я, по крайней мере, знаю, что я... А? Чертой, чистокровный, те ногти бук чертой. Но, к сожалению, чертой слишком много воевали с грузинами и потеряли свою родовую гору, и свое селение осталось в Грузии. Оттуда они ушли к своим братьям, остальным ногти, и здесь основали многие селения, и Чуртова, и Ла, и Гюнси, и Ла, Кег, и Ла. Но здесь они воевали мало. Из-за этого на них взяли, приклеили ярлык, что якобы чертова являются евреями. Это все чепуха и чушь. Почему? Я вам поясню. На чем основывается логика людей? Я говорю, а на чем основываются вот эти разговоры? Почему говорили, что чертова являются евреями?
Ну, чертва, саат 15 бацар гуттар масанюк и маслаат яши дик до дадья зубаршлиш бол. Асбат ахшун идиоты, что ли, бас? Если человек не воюет, то он обязательно должен быть евреем, что ли, во-первых. Во-вторых, кто говорит, что чертва не воевали? Один из наибов, приближенных имаму Шамилю, был черту. Уверсенце. Догорел он каждый раз. Не договорю, а но на протяжении... А? Умал, черту вас. Да. Ну, а следующим, естественно, ну, вообще, это неправда был Дусе. Конечно же, чертва является, чертва не просто тейп. В свое время был это один из больших тейпов, таких же, как Пешхвай. Допустим, Пешхвай поделились на две части. Пешхвай ночи остались со своим народом, а те, которые ушли грузинам, остались грузинами, а их называют пшавами. Они пшавы. Чертва, которые воевали против там эмеретийских князей, они воевали против грузинских князей, объединившись с чеченскими, другими дзурзукскими тайпами, они сражались, но проиграли. Проиграв Мадина, они отступили в Чечню. И вот так гора и село остались. Село называется Чартали, и гора находится в Грузии. А так чертва чистокровный J2 в основе своей. Ценных чуш. И причем это не маленький тейп, это очень большой тейп. И живут по всей территории, начиная от Ауфа и заканчивая Дюэлкю в Псидах. И шалдук чертва шляется. Антен, да не слушай. Ай! Шикер хан харюса ойла дуол санчак чувенира. Траза сайкай по эшпомхачи дала ночи убуса вол стейпанс пяхте линтон ват интересоваться дина да. Да, есть. Что интересно, да, ладья волохинс, пока авек чайок шаш. Хоркой до тейпан бош, лел бу со хорку убош айм. На самом деле, пяхте моволвена хорку тейп да. Ну, ладно, я не буду говорить дудаться, это... ДНК, сразу уходит. Выдуманное название предка Гары некой уходит. У тебя остается генетика чистая. Потому что тебе показывают 150, 100 лет тому назад, 200 лет тому назад. Чертвай, масла, бас. Чертвай, хагой-то, а все. Какой ты хурквай, я хункрвай, я харачвай. Тебе показывают, что ты чертвай, масла, бас. Все, ты можешь, конечно, ты можешь и дальше врать сам себе, называть себя якобы мним. Зачем? Когда у тебя древний код, чертово, у тебя большой на самом деле, если вас примерно баланс, он сам, имел бы цасу, примерно, ну, назовем их там, не знаю, Хамсби always, Хамсби тейпиду. Ты говоришь, что Хамсби тейпиду, Хамади тейпанду, или это Хамсби, да, Хамади тейпанду больше лишь. Нету такого тейпа. Хамади ламабац, Хамади юртият, Хамади бауят. Так любой нормальный цен ногти буй абош, куяч вот шухат, халам буй, бац, хаюртуй, яц, хакош ваштуй дат, хабауй яц, хамиру, амишер вэлу адак, ханогти мухл олар. Так вэлу дейла сутевяну, если один буй, если залейву, если цахилцевиза, цабохилцевиза. Само собой ты элементарно сдаешь, грубо говоря, ДНК. Может быть, твой род полностью погиб. Да, бакриш балабел, и ты каким-то образом примкнул к какому-то тейпу, а такое было очень часто. Я не хваш халкино, я де дуаттахчу халкино, а с тейпом поменялось 3-4 поколения. Ты называешь их тейп, а на самом деле тебе это никакого отношения. Да. Но ты сдаешь ДНК, тебе чахал, выскакивает. Ты называешь себя тейпом там, да, Хамади тейп, пошли, что там 2-3 тысячи человек. У тебя выскакивает примерно бас, гендерный, 100 тысяч тейп. Беной, до 300 тысяч тейп. Цуантрой, 150-170 тысяч тейп. Масала бахасам. Чертвой, 35-40 тысяч человек. Эсбатой или Энгной, 60-70 тысяч человек. Тогда тебе возникает вопрос, зачем тебе быть каким-то маленьким самым, когда у тебя на самом деле хатейп ду хохпал нандок. Хай тейпан сани хла, хай чертва гилум шгулила, хай чертва сани
Ханк Оман и Кабош, отдельно Хамду Мацабай. Ходи, все. Зачем тебе гар быть, некой быть? Я понимаю, что смысл некой Бога, ты лет переселился с одного места на другое, и некой есть такие тейпы, я не хочу их называть. Поэтому Ашук Ар-Мейлер на сегодняшний день официально чеченская этнография зафиксировала 300 с лишним чеченских тейпов. У меня возникает вопрос, я вас спрашиваю. Мичерделла и тейпнеш ишхилцель. Их нету у Мамакаева, их нету у Ахмадова, их нету у Вачигаева, там, допустим. Ну, Вачигаева, ладно, это нонсенс. У других, у Бирже нету этих тейпов. Откуда они появились? Ака и Мак Элдитниш Дюча, Доцек Дюч Волшнаха. Ногчелик, штелять, стерсти, казач, нагач, магач. Оли, да, было. Нет, на самом деле это тупость. Тупость нашего, но опять же, внутренний сепаратизм. Он сунал. Почему? Санхайна, я чил ёж, я долгар ходавана, а хайде, некий, я гарт, эляца, и ты с тех пор, вы размножаетесь, и вы называете своего праотца и говорите, или село в этом, в котором вы прожили, вы называете. А тебе, тот, кто знает историю реальной, ночью тебе скажет, чувак, подожди, свободы. Ты не можешь быть французом от того, что ты поехал туда 10 поколений во Франции, прошло. Топа Чермоев, хоть он прожил 200-300 лет во Франции, он не становится французом. Шудук даже. Вы остаетесь, вы получили политическое убежище, но этнически ваши корни, ваш дом, ваши предки, все ваше находится там, в Чечне, там, где родились твой дедушка, прадедушка, прапрадедушка. Мы по отцовской линии, у нас патриархальная система. Мы не по-матерински, мы не евреи. И дождик, бог. Поэтому вот эту систему, конечно же, знать свои тейпы, свои фамилии, это нужно. Не для того, чтобы разделить, нет, а как раз таки сохранить свою историю. И это понимание должно, что это часть твоей истории. Если ты не будешь соблюдать свою историю, хранить ее, то, извини меня, любой прекрасно использует его во благо свое. Вот так вот. Горная часть тела, я вижу, что самый старый мяжник Мишаги, он, в принципе, да. Да. Самая древняя мечеть это Магажой. 9 век. На который на ролике он, Да, это вся достоверная информация, которая есть. Это 9 век. Ролик. Да. 9 век? Да. Это сколько получается? Да, это уже во время табиинов получается. В 7 веке появился пророк, саллаху алейхи вассалям, через 200 лет. Через 200 лет ислам уже был здесь, да? Да, проникает, не везде. Окончательно последний тейп, я знаю его название, но называть не буду, чтобы людей не обидеть. Последний тейп, который принял ислам и окончательно уже полностью стали мусульманами, это 1823 год. В Дагестане ислам проник в 7 веке и окончательно закончился в 15 веке. Они 800 лет принимали, хотя Дагестан намного больше, и чеченцы приняли тоже. 100% доказательство, что 100% дегидухой. Документально заверенный Харду, однозначно Хайлаг. И между 900, Соборди, 9 яцун, Пичхулун. Астафра. Там говорится 962, это получается не 9, 10 холон век. Пичмахился. Да, 9 век это было бы, если бы он был 862, а там 950 или 960 года, что это 10 век. Проникновение это проникновение в восточную часть. Первые, само собой, приняли ислам ауховцы. Ауховцы приняли первый ислам. До них в Дагестане первые приняли лезгины. У них тоже все было
было не так легко. Я не буду сейчас вникать туда, но об этом четко написано. Войско Умар бин Хаттаба, асхабы не смогли заставить, чтобы плавно, точнее, насаждать ислам они не смогли, горным представителям горцев. Потом они завезли 10 тысяч арабов, заселили мастеров населения, заселили их в Дербент и рядом с Дербентом, и уже через рынки, через их традиции, вот так плавный переход, добровольный переход, что приняли, вот так распространили ислам. Вот. Само собой, первые школы, учебные заведения мусульманские были в Ахтах, и имеется в виду, это западный, восточный Дагестан, население Ахты и так далее и тому подобное. Иштхамду. Ай. Ассаляму. Дерес шунху. Ай. Мулкуай Тайпа Бадыгрича. Мулкуай Тайп это мои братья, получается. Мулкуай. Ну, по легенде, одной из легенды, Мулкуа, Эшбет, Цеси, Ковашхилу, Алязинду. Мулкуаша, из-за Духабола, Тхадейша, Бахкачар, Оштар, еще буквально в 19 веках Мулкуай, Эшбет, Цадик, Сагу, Цандош, Надирзинда, Соли, Зудиалерда, Ла, Тезерта, Ла, Оши, Тезешлюша. Эти ситуации. И у Ахмада, записана одна из легенд, и еще в одной книге археологические, исторические памятники Алцакинчики, сюда тоже записано, что Мулкуай тоже сегодня, к сожалению, разделились на много частей. Сегодня те люди, которые проживают в разных селениях, говорят, что это тейп. На самом деле они те же самые Мулкуай. Мулкуай один из древних тейпов. Я про него не написал, поэтому я не хотел бы сейчас это рассказывать, но поскольку сейчас время уже позднее, уже нам не так много осталось, у меня трафик уже заканчивается, я постараюсь вкратце рассказать по этому поводу. Впервые упоминается в 15-16 веках в источниках. 100% Аллах их приписывают к себе. Это недостоверно, само собой. Сам Мулкуай Тайп намного старше, чем ингуши. То есть по даже публикации, то есть в 15-16 веке есть название мулкуевцы, а название ингуши или галгаевцы их нет. Не в оскорблении, ну, я про исторические факты говорю. То есть Мулкуай название намного древнее Болгудусе. Они в истории зафиксированы как одни из тех, кто первый начал делать и массово выпускать порох. Не знаю почему, но они считались лучшими мастерами, которые готовили порох. Вот. Мулкуай. Большой тейп, по разным данным, ну, такой же, как и Энгной, в пределах до 70 тысяч аду, проживают в разных местах. Башенные комплексы были, к сожалению, сейчас не реставрировали, не реконструировали, пока боевой башни у мулкуевцев нету. Само собой, исторически и географически они находятся полностью в Чечне. Вот. Ну, про легенду, что были три брата, старший Мулкуа, средний Эшбет и младший Цеси. Они жили в этой области, в Галанчурской, в этой котловине. И Цеси был одним из них, Харцах вечно. Ну, то, что в легенде, если вкратце рассказать. Лечишься. Один раз, два раза, лет цадот, эдетна, вирвах карвоша. Говорят, старший брат Мулкуа предупредил Цеси ног читает душу шунхает башу. Предупредил его и сказал, если ахайгер кисауз эдер лоялити, ша валруха, тагастулуа. И один раз, говорят, три брата пошли, ну это по легенде, пошли они на синокос элдуксига, буцок, ел мангал туша, и двое братьев втроем сели во время обеда под деревом. В долине Цеси заметил, что кто-то
что-то нужно было принести. То ли материал, которым они работали, хабат, в этот момент там был кто-то, кто хотел украсть их рабочий инструмент. Ну и в любом случае в стычке Цеси убил этого человека. В этот момент, само собой, в гневе, старший брат Муко сказал: я же тебе предупреждал, вечно масарах лечо, масан балевело, ну, поскольку он был младшим, тут в этой легенде Эрхсбату это один человек. Эрхсбет Цехелабас. Он сказал, что и вот так получилось, что Мулпа живут в одном месте, потом Цеси нашли прямо самое красивое отдаленное месте. Цеси посадил, и Эрхсбет ушел и сел там в Веденском районе, в Ичкере, Нохшмахкаха, рядом с Эрхсбату и Ламбу, Эрхсбет уж. Сега Эрхсбет, Цеси, Шелам, Дахи, Шелам, Цеси, Бу, Шелам, Эрхсбет, Бу, Шелам, Мулпойбу. Школа школали, учишь легенду. Мулпоевцы в основном J2, есть у него J1. Насчет других я не знаю, там есть ли L3 или другие, я не знаю. Может есть, потому что мы массово еще не сдавали ДНК, ну в основном своей. А географически они проживают по всей территории Чечни в основном. Не слышал. Да, есть в Ингушетии, Дюэлкюрта. Это фамилия Куаттой. Катоевых Ошхазишу, они те же самые Мулпай, не в обиду, надеюсь, если Катоеву послушают, но я говорю факт. Вот, и была стычка, вы знаете, да, Царалвыш, Катоев, Еви, ночи, вот как раз таки Мулпохи ушились. Вот такая вот ситуация в Мулпоевцах, я не знаю, что еще можно. Мастера великолепные, большой тег, географию, количество. Остальное вы найдете на нашем материале. Асияз Майняха, когда был Боха, Гурбукшун. И штаб мог пошлять. Массар нахил. Есть вопросы? Хатта жди. Так, тараш, слушаем, шагаш. Меня совсем не слышно, да? Пока у нас есть еще чуть-чуть времени, задавайте быстро вопрос. Да. Так. Хадейш Балараха, Деши Чуабела, Шабеш. Да, Деши Чуабела, Чуабела, Да, я знаю, как самое, тут сплошная математика. Если они не знают имена своих предков, тут, конечно, это ничего смешного в этом нет у вас, я не в этом плане, это ирония, чтобы не заплакать. Да, очень большие проблемы с этим вопросом. Конечно, ты можешь узнать генетически. Анализы ты можешь узнать там буквально 500-300 лет тому назад ты появился от этого тейпа, или этот тейп был Аллах, он тейпан гергел, вот, но это, конечно же, узнать имена отцов, это очень сложно будет тебе, к сожалению. Нет, там есть... Там, да, слушай, я тебе поясню. Очень сложно бывает, когда, во-первых, во-вторых, 4 колена, если он даже 3 колена знает, это как минимум, пускай будет плюс-минус 100 лет. 100 лет тому назад это будет очень сложно доказать, что это его предок. Фактически невозможно. Если старшее поколение вымерло, а другое старшее поколение может забыть и не помнить, хотя я сомневаюсь. Я думаю, что этому парню просто-напросто от него отвязаться. Да. Почему? Потому что в любом случае
Шичвала, чтобы ты понимал. Буквально, если ты уберешь 3 своих отцов, у вас общий предок должен быть. Понимаешь? Вот фишка. Я сперва очень шик бил отцом Карина. Ничего не мог найти. Старшие тоже умерли. Сейчас, особенно в последнее время, как мы знаем, дух Баха Цабех больше в основе своей, если 60-70 проживут, и то хорошо больше. А тем более у нас порода такая, мы такие обычно дохки дома, что у нас дух Цабех, доча, по крайней мере, огромные, когда тела, ну, мы такие, не маленькие, так сказать. И мы... Буде? Ага, Гастер, Ваша. Хунда знаем, особенно когда ты большой, охалду и доктор тейп, масала и тунха, мел доктор тейп, что представь, дышни, нан доктор тейп, ченти, жим тейп, да, ну ладно, зумсуаем док махалита, там, когда чин хуай, за 100 тысяч тейп, бекцен чин хуай, могу 100 тысяч с лишним, ну 100 плюс-минус. Ченти дух тейп, дышни дух тейп, мелхи дух тукум, и айсбергер бавура, они все с этим Калинского района, и там черт ногу сломит. Какой баслер, может, они в селе где-то жили. Да, из-за Ирхарчин, если все была, я из гар, я никай, сам дольше, дальше он не пойдет. А Саксундер Маба, Денка, Дамаэля, ему покажет самое близкое родство, там 10, 15 отцов, 20 отцов, Алхилаг. Он может показать. Но имена он не сможет узнать. Имена он может узнать только одним образом. Сюнбифин было, шичуай будет, я шич зучин ауэла. Иногда женщины какие-то имена помнят. Он по крупицам вот так может собрать, а другого не. Науский район будешь. Комсомольский, название. Комсомольский будешь? Комсомольский. Сега будешь. Ну, я тебе пример привожу. Этой части большинство все заселенные там. Там и Гунуа есть. Там и Эрсбатуа есть. И Дацас больше. Но там заселены именно Шаройский, Чеберловский. Ты не ждуй? Ишь будь сега, бечь расселенные. Но не считая терских казаков. Большинство, привилегированное большинство. А вот в Шилковском районе Аларвай, Бильтвай, Битрой, Маслабах Асам. Вот такие тайпы. А сия теркал сия мовяльна кейбу инс кенюртук олсуна, гални олсуна. Цун уля чентюрту олсуна. Основатель чентюрту. Ну и вот так дальше адавют. Лахнори, сига наш хуайбу, сига чермуайбу, сига бейнуайбу. Шиквай Да, Шиквай, само собой, Шиквай, я только Наурский район, еще ряхту Алубу, Шиквай. Да, абсолютно верно. Им просто опять,
100%. Голландский. 100% запрет. Не-не-не. И Тумкалинский частичное заселение. Шатойский частичное заселение. А вот дальше на Жиртовке и Ичкери областью, но там уже из-за войн переселили насильственно. Беной переселить, Бенасигер, Чермой переселить, Бенасигер, Айлюрту, Зантхуай переселить, Бенасигер, Айлюрт, Ломаз юрт, Чургюрт. Вот, и Мехтик. Да, и Мехтик уже... Это 60-е годы худоба, Чигра, Штютер, Халдой, Газ 66, Имашин, Шец, это Бауна, Шкурчо, Турбатуси, Трости, Юо, Да, конечно. Не то, что их взрывали, Кешниш, двухходящ, Тигинах, Кешниште. Цара, Хакарчи Колшо, Свинарнич, ой, Коровнич, вот це просочились тяга и на Абарыкшбе. Почему? Потому что горная часть всегда бунтовала, всегда Томбеш, Резбоч, они были всегда неподконтрольны, и поэтому они не хотели обратно, чтобы происходили... И я да, он гингрук, мечу ашур, и все находится с тех времен. Ишь, халдук сега, дегоша. Балдык дейче, и Замбях пилю, да, там же не только горы. В Грозном был бунт, вышли армяне и русские вышли против того, чтобы заселяли Грозные чеченцы. В основном чеченцы, Абдусига, ингуши, халендат чеченцы, чтобы они против были того, чтобы туда заселяли на своей земле, в своей столице запрещали. И у КГБшник, Вевиш, бунт эбен, Цашигаска, Чувуш, еле, единицы поселялись в Грозном, единицы, Чуцабах кишсад, Меттикцевуш, Диешсабович, хоть Треншлевуш. Потому что Грозный был фактически, там самый пик 300 тысяч было население города Грозного. Из них 288 тысяч были разные национальности, но не ногчи. Представьте, и то и 12 тысяч аж годов окраина, Городовский, Яхей, Старопромысловский, Собачок, Яхей, и что, есть шери. Даже конец 80-х башлам, это богатый дом, чувак, квартирцы в архитектор, дом управший, будешь, они даже в то время были. Конкретно, да. Но они же в то время считали, что Ищорская, Советская Россия, Алпатово, вплоть до Черленного и Лукой, ну да, там равнину. Ленин поселок, Николаевская. Они считали, что это их поселение, казачьи поселения. Они не могли тебе сказать, что оттуда были сожжены чеченские аулы гуноевцев, варандоевцев, орстхоевцев, других ногчетепов. Их пригнали, им сказали, сжигайте, забирайте на село. Живите, да, вся кордонная линия вдоль Терека, начиная от крепости Моздок, заканчивая Кизляром, были построены хутора против чеченцев. Вот так переименовали Эрзенгал Черленное, стало вместо Эрзенгал Черленное стало. Потом там, когда Уютига, узловая Черленное, это лица, Иштже, Чуртугой переименовали в Петропавловку, когда они уже перешли. На Сунже они построили Назрань, построили Грозную крепость, построили Петропавловку и Линовку. Ну, дальше Брагуны и Гумшутига. Это уже была кордонная линия по Сунже. А по Тереку от Моздока до Кизляра и первый Владикавказ, второй Моздок, третий Кизляр. Все против чеченцев. Потом Назрань, Грозная, Петропавловка и Линовка опять против чеченцев. Да, кордонная линия. Чехкари, внезапно, Шатой, крепость Шатой, внезапно, я написал, Чехкари, Ищина, царь Аргунтия.
Но это тоже, как говорится, это уже была третья линия внутри. Они хотели загнать чеченцев глубоко в горы, чтобы они от голода умерли или подчинились, то есть стали делать все, что... Но это была атака Ермолова. Мадугдиеш хылок самое, всю жизнь. Ну, горцы всегда были с тяжелым нравом, они не хотели подчиняться. Бенуай, Зан-Хуай, Чермой, Вахун Бяхир, они изначально очень были против, чтобы Уашун Мелду Куахтлур Духайшун, Шудеш, Ишт, Айрен, Дабигин, Теркисти, Ваховшин, назвали их мирными чеченцами, а потом сказали, хотите жить, чтобы землю все было ваше, да, нужно разоружаться, нужно вступать в мирную милицию. Да, и мирную милицию очень нужно наказать. А потом вас назвали Терквай, боя обошла. Цаба. А Терквай назвали, кстати, сами чеченцы. Не русские назвали. Их не русские, правильно. Русский шанс. Абидалайкшер. Царская Россия их назвала мирными чеченцами. Но сам Ермолов в своих записках пишет, что в этой твари не было надобности. То есть он не считал нас, даже мирных не считал за людьми. Но говорит, за кордоны халга бахтуй, халга киса юкрепитан да ищет. На самом деле, четко описывает Яшбуй, духом был арабский генерал. Днем они, говорит, с нами ходили, говорит, наводить порядок, ночью переходили к чеченцам и грабили нас. Терские чеченцы, алла, самду боши, заксон. Те терские чеченцы, которые, стоят здесь в низине, они будут нам всегда полезны. Ну, Бадыгдич, полезны. Именно терские чеченцы, алла, в низине легче было, инсалюк бихабахкан был, до'иха, бинсалюк бахкан был, и нахчи бы, матаип наш вой токмуш. Царах аллубой, теркой, Да, ой, уля, терикнул, теркал, диа, ишти, алла. Да, кончане, швайн пейди, хербу, алла, записки айтен бог. Сунеш твой бахтачар, дичь хазду. Хазал из Астана, к сожалению, все время вдалбливали, я вам рассказывал, нет, не знаю, я в 2003 году проводил социальное исследование, точнее, я был интервьюером в университете. Интервьюеры — это люди, которые должны проводить социологические опросы. Там выдается определенное квотирование. Левада-центр ушса. Социологический опрос, центр мнение людей записывать. То есть анонимно. Ни фамилии, ни имени, просто должен был возраст подходить. Там, допустим, 35 шедов, 5 мужчин нужно, 35 шедов, 5 женщин опросить. 18 шедов, 5 девушек, примерно 5 или 2. И бакканиш. Там нужно было молодежь, средний и старший. Так вот, мне достались селения Беноюрт, Ломазюрт, Чургюрт, и Братская, Гвардейская, Знаменская, Ласкома, да, все штука. Бедная. И Юртнисельесун. А эта страна считалась одной из самых мирных. Там чуть посложнее было, потому что он бьет ламбу, 2003 год, а там были такие вопросы. За кого бы вы проголосовали, если бы сегодня были выборы? За Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Кадырова. И что просто? Листовки. Ты представь, ты с таким листком приходишь, студент, опрос, я шел, и что, кто знает, не знаешь. Но мне досталось эта страна. Я поехал, из-за Пухалюха, Знаменский, Ахтирахти, нет, административное здание, 5-этажное здание. ФСБ ехать, Да, здание яхтен, ходил. И здесь, по идее, самый мирный метигюй, так как сейчас был полдня добирался, ладно, в то время, и посты щадыги. От университета документы у меня есть, что я студент, провожу социологическое исследование, никаких имен, ничего. Объясняешь ты полчаса и записываешь там проблемные вопросы. Да, лучше, первый же зачем? Да, я шулам рашен. И да, шулам рашит. Со страшной может, царь дух, что всегда.
Синц айоли. Шалам рохал, алё. Ладва. Адух сэдма суду. اشتغل اش قدرت سدوش بقرة توقعت بش سقيت شاس عشر شو صلوبة وعبحكي اش طوامة ويت سأوج سديتي تو دوالا سو غحشو با إذن ده بقول صوتي يش شابو طوام بحكي الله إيش تقول ده دعوة نص تعيز تعفكسير وتي ما يزدق يازي إيش يات ليش تروح كده عياز دوح أصبح آيات знал в то время я не углублялся хотя я учился на историческом факультете эти бас дел да бог да и у всех я спрашиваю Хамил Штепан Собено юба. Упын бас. Хамил Штепану. Ша зантко юба. Упын ба Хамил Штепану. Ша чермо юба. Укому ченте юба. Бас ба дел даш бас. Лабро мишку алиш. Бурком прокидываюсь. Лабро мишку ба. Чтобы вы понимали, тот, кто знает, это истервочу. Ходук. Знаменский опрос. Яшкера ладуа. Знаменский аят. Из подряд хавовшая. Миршку ламрой бас. Вы понимали, Миршку, кто такие ламрой бас? Они назвались. Да, это Городорского. Где хамел вечер ламрой ушла? А Городорск вечер дальше. Знаете, на границе. Да. Представь, где? Из Городорска, где хамел просто, я чему вам говорю? Асхак наш бакина ушел. Я понимаю, что там погибли родственники, Герганик, там Бяхбек, Буцик, я это все знаю. Он ночью, Дина, Балишка, ситуация. Мы там вины или да, или нет, но эти люди в их возрасте не понимали сути то, что они являются чистейшими ламрой. Но прошло 200 лет, как Ермолов переселил их на Терек, отдал им большие земли, они живут богато, а теперь сега, он почти хакбер бацер. Вообще. Там не было, ничего не было разрушено. Люди жили, как жили, у них столица была Моздок. А Моздок это был военный подпост. Оттуда самолеты, колонны шли на Грозный. С одной стороны. Фронт, западный фронт, западный через Ингушетию, а северо-западный фронт, Моздок его. Восточный фронт, Гюмсю, Южного фронта не было, потому что Грузия не дала добро, чтобы через Грузию прошли с 4 сторон Чубак, беш Баркуш. У них было 4 стороны. Северная это Наур был, северо-западная это Моздок был, Теркал-Сьяха. Западная это Ингушетия была, и восточная это Гудермес был. И направление. Южное это направление. Щубовшил, Каун, Щуянил, Неткюцис. Я вообще-то обещал, что я не буду вообще новейшую историю рассказывать. Вы меня заставили. Все, сосуд езерва. Генда, жди грать. Хазрет час сосуд езерва. Шеганин, Терек, Мушмех, Югуа. Да, что я хотел сказать. Просто-напросто, ой, я духа был, Бахкачана, Кегичана, история, Сахар. Ой, любой чу. Вот, как если, а ты понимаешь, шалам, рухло. Ла, по идее, бедно, ла, лабру, вот, шесть лабру, шесть ют, что бубой. А ты спрашиваешь, я говорю, Городорский, ты обещаешь лабру, буба. Ну и, само собой, у нас отношения, штярка, ой, твой бар бьет штярки, да, он стегал озер. Ну, вот такие вот, и бях бюльштации, это просто может быть... Башлам, ой, хакету дезер, теркой борг, тейп, ويدوتي تقوم ويدوتي دخلت يش حلوي. Не, я 100% Масяр гадал, что это конечно. Сул тупой умдаст, терква не тейп, терква не пам, терква не тухум. Нет, это обычные чеченцы. Просто географически, если инструмент муаш, гумюка ашбер свой, гумюка ногчи аш мухердар. Масала баасам. Лямнишка ашбер ламар. Да, и это все шабеш ногчи был. تعال وين دو قيس قوات تقاتشوس عينا وينو حدا خبر رفوق الاسفالي насчет чуртаху Петропавловский чуртаху шунали акцент чуртаху يو سوچورتورا قيانون جنان سوچورتورا нет Чуртуа, аж Эберлайбу, Масларик, Хуайбу, Китай, что. Но основателем, отцом-основателем из-за Чертуайбу Абдусика. Именно Чертуайбу Абду. Да, Чертуайбу Абду. Но сегодня там
большинство проживает, если я не ошибаюсь, Чеберлой будет есть. Чеберлой будет сигар. Сиги, вождем. Илинов, я вот Илинов, я ночимата холор, харсун ца, вах, ца, ерсун. Из дегер да лаксун, ночимата цу, Илинов кит эйусун. Ши, но хинз дегер я лаксун це. Что-то запомните нас. А вот Илинов кит. Hvala što ću. Tako je. Am života ale. AMG, hvala ću Roša. Istek barhminu atiusunoj. Devres guldi ketirse reopana tawdi ketirse. Turtu ya albarasam tigi hinti nain koy Chebерлой bu. Bas koy bu. Da o charto dakle, čuto ja Petropavlovskog na Laskima. Ina zig sen yakşol Cemal Khan nahti gahklamus. Tigi в данный момент хинц халат чдется лукой 80% бокса на Чеберлой был. Чеберлой шукидош. Мел тейп на что хочешь дуэль. إذا وين حنا تيبا تشارتوش ينرياتري تشارتوش اسكول يعني تشارتوه خلوس تشارتوه خلوس يعني أو هاتشو يخشبل يعني جيمز غالا يقوي تا يرتش تايلاند تشارتوه يرتشوش Да. تخيني كنت تشارتوش أو شمالو دقابوشا جيمس شاشي لني أولي نو سبورد وريان تسيجا يوم إذا يربح عندات يرم تهنا حتعيرت اللي نسوق عدوت غال حالي يشفلج تقبلش ديشفلج قيديشفلج حال يخشلج دقم ير أي حيني على دقيق ويشو شوقا جمسي غال تخن من حال يخش خيني تخين تتنشار تويخيل بوتيجي غال يخش قيديش أتناقشينش حيو صار ستيريوتيب أوليز هذا يوم هيك لوكس نو حلقة دين غال حلقة مثلا وين باولای مو ол باولай автоматически чисто бауяш беш это само собой подразумевает под собой. Смотри, вот такого же макара чертуаша яша основатель шук ахилла и там ничего такого. Для меня ничего такого нету, потому что для меня вся история – это история моего народа. А вот люди, которые немножко замыкают на тейповых темах, а такие есть, начинают, ну там чуть ли не предъявлять там отцовские, материнские доказательства, что он является основателем всего. Это неправильно, конечно же. Ночи заметить, цединеш, она балаука, например, стройки, та школе яши, та медучреждение яши. Тех вош, алых вокшо. هذا здание осенью, вора осенью, Оли. Если он просто участвовал, байсом. Да. هذا осенью, Оли. وانا حقوق المودن تبغى جمود شوي مصر أول شوي دودي على سيارة إنسان بيرد كلي بيرك تورتي ولا اشتدية سيا وعيه كنيس بصغى علي تلستويرتين دوكر لي قوم يلبخ كانوا يرتشات هورمو ونخش تعمين ميز سام يولي نيوكي ها سام يولي نيوكي قارمو إنسان تان دوكر لالجي تشرتوغي الجبرلوش تان الجبرلوش يا يولين بسن چرچق كان لم تديش أوخين يور الجي ها تا إزدات نوينا تخنو دقة وتيب نشي تقمشي ونوقع أحسن بغيرش ده توقع حلوش تقنح بيخلصون وانا قاعد السونك وغوشخ سعش Из Судака AMG внутренний сепаратизм, Оле. Это умно, что Олар дал действу. И доква, غوشي مرجويات إيتيش И умна низ сакиетер доны, просто низ сакиетер, низ оэльцер, ду эту
Раздох, штука шадриги. وقري حلق وينوق يقولش لك ويتيب نشخ استنبضي ويتيب نشخ استأذن وين يقع شاشة لقروا يقي والله غيرتشل إتاتزاد ديشكي لقوي أنا تان شو أنا أفيري حال مصر ده دوا شمو عالشون ده تان أفيري أنا كنا وصلوا باسيوجا أفيري حال شو عوات ساسون هيز первый ночь тейпить эяха вот тупой вопрос тупее некуда другой заходит говорит самый док ночи тейпить эяха ну назову я это и что это изменит у нас должна быть ненависть к ним если я назову получается да, асбог и питерма, да, и конкретно. Инц аситунц эма яхн айда лидвах прюкшвон. Цундер элерцо и. سأل عدوقوال. تغن اتقتيبا ناخ عيد لعبلا. كان قيش عيد لعخلتر وميز. كان عيش كنيش خلتر وش. صنديرة مثلا حاويتوي ويا تصير حدا يحكي شوينا حق كازاخستانية تصير يحكي شوينا حلوة لقى حلوة لقى تانيش بيرو هتصير يحكي شوينا حلوة لقى غير بيك مسلم غير بيك مسلم غير بيك مسلم ميل خلا أكي خلا لام أكي خلا وغير بيك مسلم سأقلنش وش حياة تيز سموحك بيبات بوشليا ديل وان سليلا غير بيك مسلم نجا يفتقاتشز أو في قاتشز دحوياش ما بيتلاش تحسويلي نوخشي تينو شاوين بالي بيربوشونش أرباخش سين سيل أرباخش ما بيتبوش قمي عدنا غير بيك مسلم سدال ديل والد أجاش والد نوخشي شيادحكت كعمل خير قيقا بناتو خوند بياش خلاتو يتسون خوش خلا وقنا بالخير بويوني أتغنى تنا تعطي اللوسيو ويقوم من يقيرات وجديل غية تمثاني واقع شين مسلم سعيل لا يريون مسلم سعيل ديل دوش ديل وان سيلا يا نوخشينيك سيلا يا غلغانيك سيلا أتغن يلا موش ليه شاش يخش ليه لير بيقون خليات سيرجع يتو يحدو على اتمير بيكي تحينا بيسنشر يحدو على أربع بوش باتش تندر ويباخ أهم جس بوش تقدر إمتو يويت علوش بوش باش دي على تريتوري شيء دعوة بيه شيء بوش يولاتش تدرنش أوه ديك ده خيل دلة ويش ده دي عاسية عبش ده ديمقراطيشنة أوه ديمقراطيشنة بتلدوخ ونوخشي بما أن نوخشي شا إمدلر ذات شين هوقع عاتسة لا شا دوقع جوعاوي دي ديناني وقتريتوري دعالو يا دعي عينولي إيش ده دي الصالير شايفوتش إذا تريتوري دعوة إتساعي عين علو شواسا طبعا بروبليم ما ده إز إلو خوان بروبليم طبعا ده يلغيت شقاتشا تنمتو أصنيمتو شو شين خزريح انتشتا نيت أميل نيستاتنز توخشي اشتولا الشي تقول شتيق شين خزريح اتكف كازح وقري حلق ينتقزع أولقوي وبيجش أولي أزول أولي قولي وقري حلق شين خزل أزول شين خزدل اشتغناق وستل خومخ قودي درالج نخشي قامو ديش درال دقناخ إخن بوخوينها دوزتا يليت شلوقتن تخن لا أتستقو بوخشك ويتليشن انزليه أوصلش اسنيم توشسا نسام ديلي ويقام اشتا عادة شسا هنس استريشكي دوية دوش دول هم هدو ميرال يري غوزال يري تنساني بولا قامنشتا تعطي ثاني دوش دوي мы подчеркиваем родство на подсознательном уровне в дух безвойнш. Точно так же хинца гукмадати дух немецкий цершишон Германии боша немцоши цер мейрал цертван бардри ждюхал берлер дюниян дюхал тван бяш ушхилана цер мейрал хаяца дух шей беш немецкий церштех километр кишон. На самом деле, серьезно, башу немецкий. Ну, конечно, чук Герман, ну, он, и же, хаяца, допустим, شقروا يابون تسأكلن سوديت واحدة يابون يسخلا سلختلن يابون شبير شيء
Японцы восхищаются, яши, уж дюна больше, жим кандош, я, царь Китай, Корея, чамел больше, уж он карбер толбяче, это свал жимел Японии, но наказательный, холощал азиатский стран. Это кибаш ёкяц Германии, по сути, шал Европа, шал больше хаять. Мял больше 80 миллионов будешь, согелся вела 80 миллионов. Да, 86. Да, но бодги, тажим ин трагическую ситуацию, он дальше Германия, немцы, лохаин, схалводу, Тони второй, блин, от эвианда, и мультикультурализме, шей хамнеш, вырождаться дяшка, вырождаться дяша, чисто немецкий рухалоду, басанену, что в основном до лакабу, больше Баварии, да. Богатые земли, Западной Европы, у тебя аж будешь духобол, немче, инца восточный ништан, мелла полукровшки. Там хитят ханс пошло. Именно и Бавария царь настолько отличается от всех земель, и царь коммун сейчас до того докастаны из Мосарах. Бахтирик тюрик тигажимهم дешах. Инс хопа ондам шотухча, тига итчо притчо хантуш. До того царь вообще помел дойч дать. Шейлахта. Ой, сюег, АМГ, сюег на ослоди цирк. Представь, где цанемицы, элиту, из-за цапахарон бюро юкаука компаният. Сюег эфири валири, эфири цавалир, сюег дючуку связи, башламба. Хо жизни тишер вас ба. Сейчас, короче, цациру, цалебиц, вола, вела, цициру, бельчук, айдан перетети, чухтер, духтун, бизнес-ледника, вола, цанисте лапсиге. Харш, набал, кегу, Идзри, чё, ла? Чё? Представь, нет. Это скинул динацу. Чё, дали немецкий танк, я цди немецкий танк. Гитлеровский, Германию. Это танкер гон хат скинул динацу. Шейн цучуа криндо герзи, немецкий байракши, тюепши, каде дубар, соши царь керит. Цалла кепар ария килдат бар, до идзри представь, нет, танк чё дала чинул. Немец мял, что диес сумчи, он. Танк. Танк, сейчас разбирать яши, пол яц, и не лект ину дуба, и пол разбирать яши, и штат ремонт яши, и вельчу, дауатен. Мосбарцу, и винтовка немецкий, майсер ши, уери, маузер ши, идри доп немецкий, ускорено ба. И короче, сразу первый тогда не модель, он сейчас ног чисто герз дал отчет. Грекбол, башлам, грекбол, халхочок, кюкюб, шорон. Ола, аспринят, биношул, везре. Хаятник, сунгушек, аспринят, биношул. Но основной, хамбо, духовно, нравственно, конечно, немцы, без сомнения, являются народом, воинствующим народом. А иначе, две мировые войны, и царь Бяхтен, хотя сторонником царь Бях больше бацарибом, я не защитник, конечно, Гитлера, но и все-таки и лат нашбали Амаду Дализ, на самом деле. Инзин задала, инз бодик бич, АМГ, дадал Рбахан Алиасу, саавстрий терпуди яни, войнохчи вочи вой. Тейпо, нож вочи. Холсова я, двери, Австрия, нохчичу. Холсова я, аншкайнах, а войнif мабайт, азим садабет, мабайт, хоквар хабяхки, что Гитлер, красавчик, немцы, красавчик, умчитель. Представь, где? الهوس با باشلام يولخ جاي زربا он يولخ надо ты можешь баргер вахёв как вот такое можете говорить он же такая то есть у них на подсознательном уровне настолько обвинить бенеш массума бяхтибен в холокосте ой массума сани инзри просто юлев стасоч ой заборет аял хаиз вашу он столько людей поубивал как вы можете ему восхищаться он конченый мразь был, что шубаны, а ой, не шубат это, а из-за того не своится, он добавил сканы, Гитлер мял красавчик ухари он был, ой, не шубина, индейч, шубой, и штят яхны ба. Ушкер барон на калткал. Будер, асаба. АМГ, цана у вас тоже цеха коряться, каюртер.
دعكت يرت دعبان دق نحو Германия. Ой, лисаш холдо, Беларусь еще там были, Украина там были, ой, тикс, вохол дعкت شبه. دعكت مو خدوا برلين قاتشي أزول حق если دو فانتان شو يوحى خيتوخ молодой без семьи دعوان وبالي. شيء واجد ساعتها يتولى ولا بيعمل حبوش بول полицейский بس تعال على إيه شيء خزخيا دراش نقرأ كيك على ابن خاي هتلر اللي باكل حبوش полицейский على وكارس رازم على الديبورت يتنسوا قوام أول تيز دعوة لك خير لا بيدس رازم دعوة يا لا ودي برديرات من 7 ساعات Бача, понятно, боятся, ну, кому что. Ему, ну, сейчас дага хагас, ты сейчас советский, царь визгу, а чувак, да, какой-то. Хай Гитлера, немецкий полиция, على كيك على يدي ما هو قرعوه له خزير. Сразу, واحد باشي там ابن. Без права на возвращение, да, жена. Последний акчет, вахки чайк, вахки навана, убаронсики. إيش خزنا أخوك ونوش. والله أنا بروك بخان بشلام أحد إيش إنسان وشلات كورتيش يحكنا تيو يحكنا بدت ودو قبه كان إنزل وزري بوي وقا إنزل بوي وقا إنزل دعوة بوي غايو إدو كشادرك دك هدو خايشن مدر ديتشي هورمو اشتاوي مدر وحدلج هورمو شاسوازي والشي أو سيش هقع سين تيو هقع تعدد وقع حلوش شنو هذا سسال دو وقع مشابه جبش بوش ديوي بخح بولشار عبخن جار وحبه كان شاري سو قزا وحبه كان شاري ويتصح بولشار ويوجرش شيتشوش ماخشوش يقر خوش قيتشارج وينجح سن اسقيق تدحار درج مدر ويدعى الحاري وهو غير ترباتر من غير ترباتر ويتخن وعخوشي خزنيغنك سن دقيق ليز مسارجي دعوال عومت تاع ستال يوش عش نقط ستال حين لوشتل ستال مينيمال ندوت ولا تخن قزر يورا أخشى допустим لوشتو قونو سمنا شنقا بيت خلا سقو إزر أخشى لقون لوش 300 000 أولي от دقيق دويز ما تيجي ساعات دور سنة قزع دمدات يا أخي قزع كورتيري عدل ديز حنلوج عدل ديز حنلوج على شيء ده كم لوج عدل ديز إدعداق دولي شيء عون يؤكن خل أتش أخش مدوز إزهور مو قيق ومديز دقيق وشل شيء تغن لو وجري قلب البول باتر Хинцам уже европейнеш даделонец трафик и гаем даёшь. Сейчас прямо Мексика, Америка. Все. Хинцам да, милую. Король всех королей, авиан, золото голда. حاول أنت ويسيا. Эруйте. نزل حاول أنت ويس دعوة عوديس. حاول أنت ونوخش ديك تلوس با شيني بو. Urgence da azamel vek diamel vek az Mexico chumel vienek Panamel chumel vienek zobio adma minutiga. Да, ну бодик дичи. Кейниш бац. Это более менее фодлаш кубац وكيشان. Солнце ген смелость я дабанаш شيء ديدش يا دابانش بوسيك شاب الشيخ بولتين. يا بشفهم يا تون تيجا وينوخي صبرات ور نقل يلوش. Зин последнее время абсолютно сама стаг диах чувена элксуш мадая Мексика. Мексика дала Панама дала большая Латинской Америки, а элкш дал метки, вот метки сразу юхажу шубох. Юхажу альш сам из долчтой доктории в данный момент. Герой хаш вин чултя. Sürekli değilsin. Kanada olbağına, severinin частях, тикш olbağına bağır, çaşaş.
وقصة через Канаду бана барса أصبح Канада وتقاتشم Канада يوحجوشم вообще проблемы هذا تان إباق بس Канада دعوان خدشم أمريكي وده بيشوف لوش كندا أساس الولايات ده يسيقوا يشوف لوش نو وش عن أمريكا إيش عن تواش مودي سويف ديجا مايم ريتي وطاق لبوهم كروتشي وادنا история дагудуется. Ну, в любом случае... История дахчит войнбор, куду войнбуха берш буй, отцара хазала цадеш, садикал цадеш, воймырзу цаеш, цуна хазнеонаксан, ердегер хал иш душун, бушти душун, альчи, долгар шай цин ош дух, шай квартир шук, шай дейлач дух, нах хай ухорбац воз. Да. شيء ده شيء تعب проблема تيك وخلق شوية تعب проблем يا مغوط سبوخوي نو اما انستخن واشي ما عوشي شيش شو اسحوك بان بشلام دعوة لا حودي تخان بشلام بوش اسحون اخز ديتشي لو грейп сой легко дать обязательно под контроль все СМИ я с любого народа сделаю стадо свиней Да. أصعون إخذ دول والش هور دين تليفونية تشوق عجام ما تدي يشتغل أخشنش بوش أخشنش أصحوية جيف ربل أخديت да это там 2500 евро это 250 000 рублей на сегодня если я тебе говорю в рублях وين طبعا 250 000 рублей خزنيونكسن он да أخشмудут Ну, элементарно, AMG, ins Ibrahim трэш выстхуш хэна, элэквас. Телефон иецэнсун, балхана, телефон уеш положение, телефон иецезер. Тига yorах нискуряцер тиша. Кегу волвел трэши. Да кегу волвел, че? 1000 мелкая трэши, на? 1200, 1300 евро, дуя, 1400 евро, хлеб. Yok разрешение уже. Сухая на запрос. Запрос стоят на свет. 1300, 1400, 1400 евро дюхели. По идее, хауали улиш 1400 эсгду олахета, ну ты переводишь на рубли, эс Европе, а Берлине, а кечер, а юхчил телефона, о гала, из махбошуха. Иду-ка шадрик. Куза 146 хулерс, у нас 146 000 рублей. Сега, доллар, махала ихтал. Сега 1400 евро дари, иш дари. 1400 аджвайни, уэльцы, о, мы кез бьёхоли. Не, 1400 евро, это, извини меня, те же самые 140 с лишним тысяч рублей. Заря, я великий ты. Это Дубай, а евро, мы отсюда еще. Я أنا نتيجة شورو. أكيد شو دخسر يا من. Разницу سير ستاندرت يقصي مخبوي سير ستاندرت أس أمريكا سويسرا وعلير تعوش أمريكا خدوا خارج كنا أمريكا 512 جيجا بايت ونيادر يعني سوي قرينا выходило 1300 долларов электроэнергии. 1300 долларов оста перевести деньшана не стоится 114 халих кыркайца дуканыч. Тогда говоришь, из же дорогой куза. Это меха куза и iPhone из Warpack. 512 гигабайтов iPhone Pro Max. То же самое. Нахан буалбеш мабацию, еще компания буалбеш будешь. Им наплевать, кому продавать. Шай гор махка, шай мешит, буалбеш будешь. Они видят, где сколько, какой рубль стоит, сколько стоит по отношению к доллару. Любой iPhone, что ли, по отношению к доллару, там за 50 долларов, за Россия, 50 долларов в Луксембурге. أعم إباق по отношению. Хокшин день на лоде на гала, войцах. Инзри хаз лоде на войн махка. Села стомара лодали соваче на ханки махат цербин чуна 500 рублей. Бутан васа. 1000 рублей дошь. Ты тайешь, я. Лоде на 1000 рублей бош. Просто ханк бан там нет. Погодные условия Швеция, да, пошла.
زمتغن أعلودي أنا شندي ناج ديلا هو شندي إنشام أمريك زولي تنونا بو مشهور تصدق عاكي ما تشرب له شتو يبقى باخو ولا هو قال دلا هو ديستل أشبع بالعام قالش كعبوش ويتس لاتش سند شيلوش أرح ساعة شيت سحبنا بات شو تربو تربه ودي نشيل ويبقى يا بدوار هذا ويلي شي تسبو ماخ حانكي داز ايفون تسبو قيل قرام على باقي ما ايفون مسيوكي كيس عماقلاتي وعبال ربوي ديل دعبا حانكي ما وعبال سيلو اقصر حانكي ما خلبو يشفوت تاعي نوخش عاش نغديش عنده واخوشي حيل مش تبو واخوش وبارتيات يحصفيه شون شيء دين يعطيتش مرخبات مرخبات ككراس تبوش بو مرخبات تاع مخت موتور بوجيجن كوني عاد موني عاد كان بوت ريجولاتر سنوي بوليتيكي واخوش هنا هينس سو زشتك واخين правительство شو واخوش هنا هينس صار ما حلبقلش مرخبات تبلص قميش ديش دور سر عشبو هايز بازر واش ما بيش تيبيش شابش نوقشي بو تعال وستي تسويزن بات إيش قد عبد الخبيتي جورس كير خاصة يتقيت عقل يحبو شش ميخش إدي أتشبو عيدل وما وعباق بيزر تبيزر حبوسول بولا أحوى وعباق كمان خبات تعوداق از موالد عيدل وحد إتلو صباق إدعباق صباق إيش لو بوستك أبينيتو شاء أبينيتو لو بوستك شيل ما يزر وين زند العلبة ورسال إن شاء الله لوين جمع باقر بس شيل تعجم بلا بوكس مو بتاع أبوش لوما دقني حق أبوش تحانك شو حيق ما حيقي ديك بوقة خلي ديك حلق وارتي دونش يعشان كزيك بيت سبولة لو دقن لو دش دولي شو تبول حانك نو خوش عن خطه أوي هوقي بيتر باف كيري هنسي شوتو أخي بيركلني سو بيركل روسو بيركل تيورتا إتسايو يقع الحون يحتو بيتر سو يقع إنزي دو حانكبو تعبهم تواتا شيت واتا وش حانك باك نعوض وشتات قوشر ورون بيلا ور بيحسي كونا قوشر فاتي بيتر باف شوتو أنا كل هو حانك تبوشو ميت كيري نسي تأي دات بيتر باف كير واحدك يزون سي أموالنا يلحون يات إتبلسا شوق أخولي حانك إنزي دو جين واويش واتسون نواسن بوغم هدو يا حانك لازم إنزي لو دش دوغلا يو إنزي حاول تربو حانك أخذي يدتي شوفها أكثر عام لا قوش إفير وتن أبسلوتنا ملش وعوش تبقى شو إيه تعال دنا يا شريعة تعال منا يا شريعة تعال ونا صاحبك ما بعض قصر بوجه ويا الوجه نبوه Точно боксер а Грузию чую. ده لا ده جاو حول بوطة والله تعود شوش جنيه بس لما او انزري عدل تعود له ويقوم بعد يصير على الصراع حاجة تقول شوش ما تقول يعالدي له عدل ده خزنان وإذا يبعثت اير توريست دعورتي سيجي خيش يوروبي رحمه بورتري ويدحل بوليش مش يلا مش دعيش ولا عواتسا دحل بوليتها دي سووليش غرش بوليك الصوبنا ويمختلش نس نوختش شو هقار تان مرة بيحكوش واش ودات على بوزبو غلغيت سبوليتها دي سولي مهتي ويتي بيش не объясняй ничего даже могу сказать специально просто щит например двух шухца юкар вакчан галма доли так аккуратно без объяснений Цыганlar ayşan doşuğdalar Gürcü paçalkadı. И Турция ашу уже понял, что паспорт حدا دوسنا Москва حدا دوسنا что подписан вас. Лей нагвасти со севера и ну Сургуте. Тайса лилшбул и наксамах чуть прописк холя и Гюржи сразу кочу шпул. И чекаться более там
Хайнексон паспорт, прописка там с Россией, Новгород, Москва без разницы, Тюмень, Екатеринбург без разницы. Все, они пропускают там Ноколоца, Целелю. Вы ночью берешь через Грузию, Батуми, Трабзон, Турцахавяш, они проблем не создают. Все, у кого чеченская прописка, дагестанская прописка, вот тут начинаются все проблемы. Оттуда. Вот. بشلان عندها شوف لا بشلان صدعار والوش давай وش تلموني شو الله دار عاوش الله دار وش مدوخيل وين الله دار بوخ شو من دي قلده ولا برم وين الله هو حين دو نوش دو ميتشر دو خ نيش نوم عليه لا او شيء دوزة او شيء ديز برم وين الله او شيء لرد برم وين شندل رئيس الله والله دار عاوش الله دار لسنا عاوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. زلم تعال ويفير دعالي سير شيلا شوما ويت شيلا دعال بول دق بيزدش إزري أخدوخ تشور عم ياتسعون سير مخكا إنزري Однозначно, я Башлам вышел отца, да, очень много. Я знаю, да, я что, учу Джабраил Богуш. Он вообще много лет там прожил, он это самое вин халкин вы кистинец вы ночи тайпан милори тайпан за хайцела хачру вы и получается у него там много бизнеса в Грузии, потом Абхазии, да и там набережные, не набережные, это Инзари, ладно что, Шверсигор. Вот. И он мне многие вещи рассказывал про ситуацию разную, ну и дэгдоца, кадек и штумш. Вот. К чему я это все? Это искусственно созданная политика, мы сами прекрасно понимаем в той части, да, что против нас, потому что мы крепчаем, а это мешает на политическом уровне. И чтобы вот это по принципу разделяя власть, все время пламя полыхало. Чуть только оно затихает, опять начинают подливать масло в огонь. И все. Я вот где-то 2 года за тобой наблюдал, смотрел, слушал и в Ютубе, и в интернете. Сейчас я недавно в ТикТоке появился. Я особо интернетом активно не пользуюсь, но так потихоньку осваиваю. Вот. И да, бэш был, Инзари был, насколько у тебя хватает нервов, терпения, это просто не передать. Аллах рейс фолон, а бэш был. Да, вахуэл дал шварт мокшал вел, а пелваш был нефть, дохком. رجلي اتسومان احاك كراسة ويا سي مخلر عيسو بخي ساعت ايوه افير ووجم ساعت حاض عيلي وانستغرام ست هرتات بيلش технически بيلش за трафик يتسا يوتشا независимых خليتا يوقي ساياتيتا في المخان راهن شاي ازيوشا ويريز اول закрытые VPN, под санкциями уже не приходится цацдол хитрый хумшлил уже и это юсихан саю оларса цундера я и хайл лага донатия исхак юкцумат эхазу ويجري يقول او يا حارة اسم يا حارة اما تاع политикери وي цаишса и донейшн сани она остал и хума وي нохчиши приветствовать я стат мой да и эльче تعتبر вообще ويقعدوا штат я рисохиетсун والله عجيمات не Башлам он продвижение целый вариант моя теперь хочу ок зелем смалер со Инзари духканы истории хуй интересоваться да что сайтай по назюхол хиш غوش بيتشاني واخذوا احسن اول ريسورس حصل عليه مثلا دعم الزقي الله استني اول
ما ده اسمه развить до кое обер вон да что дайте что как бы بعض عصب بولي يشطح قال صعد كنيج هما отдельно تخشاش يتسع ونعيلوا وين فضلك دي شيء تيران وهي يهمش دري إساقيتسو إستخلرام духа бешговские тер хотя бы репост лайки и хум е оле оласа танеш дина ха ауслаш вое мокчу хинца цаста гуе вы кедука ватсой по сути хинц бакста гровская та ин телеграм ча чо халлахло подписчик шун чакия чанал инстаграм ча 55 тысяч ас и халвакш хал хагул беш ю вабокш ишта ситуацию вое асма алара Инс YouTube хайлен баш дукханя свой просмотр 7 миллионов. Ой, история, ой, всего кама да свой. Клиниш хауш, значит, клиниш хауш была, ой, вухум да свой YouTube чуакьечана. Мы только объединяющие показываем свою культуру, историю, географию. Если столько есть продвижение, это сумма транслируется, и 6 миллион бияца суни духду. Да, почему? Потому что у меня не политический паблик, раз соцауахин, цан лиш валари, я цан политика, я туан бич валари. Понятное дело, духка хате будурбар. А для исторического канала, чтобы были такие просмотры или география, или культура аютча, и просмотр, для народа, который 6 миллиардов, 7 миллиардов биваться, 8 миллиардов биваться. Если есть такие, у меня надежда на что? Ой, дух мел доузу, ой, интерес, ой, гмел хулу, ой, нкицаят вам цабалит, ой, нукабарт халит, ой, это... Да, а дагайт есть. Растащин, ой, цадиш, любой кинчик цадиш, ой, карта цадиш, ой, мандардичем, читающий, я совет айда дочкайна, бакка хилашам царам, юшер, хотя бы кинчиком, но халку уж был кигер хой, абсолютно царь бат, ролик каусер бариш, каприхоч каусер бариш, там спортсмен каусиш, кечер каус, но дишта дюш, а раски и хаус бершин схабер кинсу раски, дух раски шер, о телеграм чуа, чеш ладу, что адикс бувай хазнеса ладу, что деш бу, когда мы им рассказываем свою историю, рассказываем ее в таком формате, как мы это делаем. Правду, как есть, фактами, и приводим хаусов. Вот книга, написал доктор исторических наук, профессор, кандидат. Вот это полевой материал, вот это большое. Дагойте, цер эл хумцахул, аж пичват эла ишсахул, аж выдумывают да эла ишсахул, потому что все эти дипломы, книги выдавали они сами, подтверждали они сами, публиковали они сами. А сами себя, как мы знаем, никто не любит обвинять. Хочешь, не хочешь, им приходится признавать эти факты. А и факт, что тем более сейчас огромное количество наших братьев с Европы, с Америки, с 500 000 изгнав, дабан ищет хорошо модель, на многие вещи забывают. Так, чей тейп на хладуахче, чей кречем гладуахче, это, конечно же, для меня большой плюс, потому что чей ормаш дискурдация. Немцы шалга, француз, итальян шалга, чей кварт халайбин бисткалиш верюце. Царь устно дейца дучтек. Поэтому и цацил момент, технический момент черри, который мы непосредственно приводим, который предоставляем, они нужны и важны для нас, как для будущего народа. Обязательно. Вот сейчас искусственный интеллект полностью использует материалы, которые загружаются в интернет. Владош, мы примерно... Да, зафиксировать исторические моменты и восстановить то, что было утеряно. Да, абсолютно верно. Если у нас из 13 тысяч тадокпой вода, убираем воду, повторы, 10 тысяч постов про чеченскую историю, хочешь не хочешь, с тегами Чечня, Нохчичу, башня, Кыдек, хочешь не хочешь, искусственный интеллект будет выбирать теги, где будут зафиксированы эти слова. Иш вой сайт тенесло, цукер информация, черпать, этот искусственный интеллект официально обогащается и сохраняет эту информацию. Ролик, кино, любой человек, когда будет задавать вопросы GPT или в искусственном интеллекте касаемо чеченцев, они будут показывать нас как автохтонный народ, наше количество, наши тейпы,
Ой язина гойтер дуцар. Хетишу? Ой нис язя, ой дик язя. И юлвай алшку. Просто нам нужно быть умнее. Ой, а их дайте еще штат свой. Ой, прихалок дайте еще штат. Сундера, шагиштаун, эльче ногомада. Хала махит. Ну, садох, дикий хит, делреза, дикий о, юшумаду. А tas блогерш, мама двойзон ястанов. Или ваш ксержайлар, Асланбек. As الشغل ما في شاخش الشغل مسيتوز على بيجين رئيسة شيء تلفزيون تي عليها سجع سينمات تاش بعد بيت объектов يقش روسيا يستريون يعني تسع новостановление лиржи бодик дисла асма бахар иста коррупция и ребром итог был целую уж так тем более ala возможность очень моя арока заул однако все равно отшигар чук охшаш води дар и албах если примерно какое-нибудь восстановление ла сигам шай гирмаяц и шай восстановление try on enough лох чук عدد وسيجادك سام دون تيران الشقرة خلاص تتعلم проблем شون السيد صنخاي تباخهم и проблем حنا دويا زهايم и شو внутренний тейповую систему цыгаха тхей тхабауей непонятно тема что цыга но ой хамхай тхиту да я знаю понимаешь есть некоторые чиновники которые لقب شقدك دو شهر تخيري وجهري идут споры. Сега, Анне ума досок осали, сега шег восстановитель ряд и пятиэтажный ла, и семиэтажный бог шел, и бауи, и земельдик, да, слахчу. И чаны, его слэры, как архитектурный, культурный памятник, адит чаны, это один бог чан, от элхат, эва, мет бичан, ты шума, да, асмосаги, ава. Асвова, и пятиэтажный, приготовил шуэлла, и бау пьянчество гуш моей, там было все видно. Асьян опубликовал. Ну, смотрите, чиновник, который занимается, в то время занимался реконструкцией, я цони ба, царь пичбят, но он хилли я цони, аспаму яци, он гуш да, это цугер баккич наха хамаба, ишта маду. Ну, просто есть люди, которым абсолютно не хочется, да. Ну да, понимаешь, так, там есть, видать, какие-то свои нюансы. Я не стал глубоко и сюк да кайхан вот аш дуйц бахцо сюк аш ол нохчи хабал бе бахцо нохчи шбилети тог шалиешу хабал бен специалист шалиешу шакойк бог бахцо. Ну потом я начал узнавать, оказывается, на самом деле наши бадыгдичи запросили сумму в разы. Ну, наши просят, да, больше да. Просят и халву бывает чай, да. Да. Почти что лам ахкаши диндо наждик дарится лямничка диндо они полностью реконструировали восстановили его в первозданном типе и камень и чувствуешь был не артук будет трол больше был арочный лахалех и бог тук бабиан они его чуть ли не месяц выбивали по старой технологии еле ца яка их козогалцевала шоуник бабин полностью улицал сейчас восстановить на царе. Но это очень сложный процесс, там это емкий процесс и финансово, стабильных инвестиций. Конечно, иду. Лакама, да, зинс 24 на 12, один рагу геней, он сигай, один рагу сигай, совместно, массара, цани, ну, чтобы цацл, садох, шалил, да, гулам, бал, шалил, дух мощный рагу, маду, инзели мощный, дома, лох, чаш. И между еще о примерно даже трогать, да, еще очень модельс, она говорит, как бы, да. Если культурный объект, да, мы же не можем трогать, они говорят, мы бы как бы хечерсен, бертаду сахаз нормально дут, хомос суют, айн группщу, подгруппщу, представитель, бу эрипис, охшаш, бу юрчка, ейтин, полностью я духом дух валбинах сардох 19 года ахилага 44 года вообще 547 машин иронцев даенных шахматном порядке дайтетен скорыш пожарныш мелелмш айдл цан язудеских
2500 где-то адам халдел, которые регистрировали Шикар Чудовш. Он был борется, а дальше ресурсов нету. Абсолютно, هم ليلو أقام بوقت تعصم شو البقت كان أنا عاصي توريزم غير شوي أو لا اتمنى تيران إردوس ميل بقيش إبرلوان شخينا ترسوني يحكي الباني كات ويش بات نيش ده ويش بات كوزي بوش بول توريز شوي вот такая же картина, да, стой. إيش العودوق إيش القبلة خرط بقر تحقق ماستر چون گیتی شیات وای میتیش تان نبع إيش هاليلر بوتان موسش إيش بنياتيو но старый если не ويدو عش شقتك بتقولون إذا دالجيش داك صعد على لطغة ينزيبوية كده تيجي عادية عصا وإزلق شو محمد وشو إيش يلعبوا لعبوا بشيء آخر وقت بس إنوش دينا после того как мы там движение навели сам шим хамт إنوش дина сега но факт что все равно как привлечь побачить чтобы вот Wi-Fi есть Wi-Fi или мосома или сау чтобы там суд дакли но надо все равно развивать молодежь, санаур, альпийский, лугач, мыч, эбер, лагу, цигаю, это вообще... Дийца жмял самук нехул гоуши, эбер, лагу, шарваши, гоуши, запаши. Да. И, ну, сега, ламчу, цан, везат, сегес. صحابي يعني سيوم شياش كانت وقت قرتيجا تشوح عشين زوي وقتاس ودين وقتاس ونا سماما ديتان حلوان تو وي اس اشتدين سديدين ان شقرو يوعشنا هاي ديل دا حلو حينتينو دي حلوة حار دعوة اللي خيام عبيت وقت سيد عمل يبل ديق الوالد دا جاشتو يحكي يحسون أسم سوچ او ديكت إلي تيرتو بقدك ديش إي شقرو عشاء شو قايقن شيء دا أرقصان شيء دا أريد وي دهتي وي دوال شو سموني در نو سم تيجي يوا ويشو هندا إذا سان حلوة ويشو محمد ملما بكى محمد محمد إنسو ويجون دوش لون تديك محمد ثاني دانيس نو سم وام سو والله راسي تاقشي شي روخلش يلا ديك ما سو غير شو بس هي يلا حلوه ويشو صوتي تتران ويا давай واخر само свяжемся محمد ثاني ده مش مدوتي هما شي زفيكسيروت يا شي يو سيجي توش شي قريب يسقوا باخيش سال شي قرا محمد دعسقيتي عرجيو سعيد خد اقيد عاوزت انا تصور قاشي ده لقى عمبق اوزر بو او شوز دام بيناتن اوش ديتن اخشنا شي دعسه بغيت دات اوزر بو اوزر بو سيجا يو نيست قد عدو يشلو تشن شيات ايش يوديش ايش يودا ايش تايم ماشان حلقه واجي غايون تبيلت بيشن ووش نيس حلقه سو شي بيلت تعديش الريزا يغواش بيشن ويون دوم على на скорости ووش واجي صام تو مش على دايدي يوتيا واكش يا نسيغا تشن شحال بينوكل سي ديال امباتش صاو شي دقيق ديال استيخلر ونش ديال خينا اريالري صعبه اسخنجاز يقول انزياش Ну, ищинцы запрещены мои, да, единственный сам дутига и дехни ковш бешбори, цар и зиедяш сахил чане, эту малахлар والويز, но точно эпиат ю الحمد. Я зиеден меткмят пока. Башлан, сам фактор дался в касательности туристических вот этих моментов. То, что это развитие в республике, это очень хорошо, но бывают там такие ситуации, они каждую ситуацию надо индивидуально рассматривать. Вот Чинху Боцашкатейк да. Чинха ах юрт и халах Чинах шалах что дехду дехду ама дох был Чинхуш вабисен Бежен Республик массана да сдохтек и баш дохаться бисен. Ну если ах юрт
شو مقدات глава района Шунигу Мадисра. Свет сани дяш садна курстик вон из-за. Ибрахим Уйсига. سون ساعات سونا أو شنا ألبرت أولر سونا هينسا عبد الرحمن خيستم ياسون سوتة ربوي وفضيلة وشوق جين خو. Глава администрации какого района? Да, и Тумкалинского района. Тумкалинского, да? Да, он глава района. Что хочешь, метр гисуцийся. нет, борится обол, нет, борится га. Сиги асвак билетин, инзваб шеч о дик вани синаун су. إتوان تعليم دودي نيرس أوقع وبس هون دي أصعدس يخبر يقن هور باين هور كشن دقيقة لكاتسيوش وشاكرو تشني سوديا بول بيشوش هينس 3D يوحوشش представить سؤال чьи беца инаксон ялюха объектач сан итум калинский районе 475 культурных объектов наследия чеченского народа в одном итум-калинском районе. Шарам Ялич. Да. Да, Фериде, ну, утумкала Дэна, Нюса, Ченти, утумкала. Цун ваш директор школы был, утумкала Цун Ющ, глава администрации, утумкали была совет Адел Душхайна. Вот. Да. А Ченха, Юрт Хайберш, вот фамилию. К чему я все хотел, ну, как бы к сути подойти. Вот бывает ситуация, видите, вот такая ситуация, как быть, если, например, Хинченха Асадарду, я хочу там, сейчас у меня, например, нет возможности что-то построить, что-то сделать, вот, дом какой-то. И тут, получается, начинаются какие-то туристические проекты реализовывать, и тут у меня не выкупают, у меня во благо там туризма или еще что-то. У тебя документы есть? Да, есть, конечно, оформлено официально. Не так, что там Вариде, Дюн, да, и тому подобное. Участок 10 соток в селе Хульшук. Да. Сейчас я подведу. У меня 3 образования. Так. Исторического нету, но 2 юридического и 1 экономическое. И стаж у меня 17 лет по экономическим преступлениям. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Я в России работал. И все, что связано с экономикой и дела и тому подобное, я знаю очень хорошо. Вот. Огромный опыт. Я поэтому как бы вас прервал, чтобы у вас понимание было ситуации, что я очень хорошо владею юридическую сторону. И получается, да. Тут, получается, все документы имеются у меня на земельный участок. Все официально юридически оформлено. Права собственности. И тут, получается, например, взяли там что-то, решили сделать. Построили, сделали и тому подобное. Вот. Ну, это практикуется и прочее. Это понятно. Вот. Ввиду таких обстоятельств, там, мне объяснили на словах, сказали, как быть в этой ситуации, но оставим, ладно, развивается и тому подобное до поры до времени. Но с юридической точки зрения я знаю, что со временем я могу в судебном порядке опротестовать и тому подобное. Все это не проблема. Но сам факт, что от этого люди пострадали, и подобные ситуации не исключение по всей территории республики, где могут иметь подобные прецеденты. Вот о каких моментах я говорю. Понял, поясняю тебе. Я закончил. Ага, поясняю тебе. Смотри, какая ситуация. Есть федеральные власти, есть региональные власти. Если на региональном уровне, и я тебе говорю с точки зрения юриспруденции, поскольку ты юрист, если есть внутренние законы региональные, они, конечно, не должны расходиться с федеральными, само собой, но на уровне регионального развития есть законы, которые гласят, если в течение, там, раньше было 3 лет, сейчас, если я не ошибаюсь, 7 лет, если ты на своем участке не построил ни фундамент, ничего, то они имеют на законном основании, с точки зрения вот, внутренних региональных, изъять, аннулировать и сделать для регионального развития.
Однако здесь есть другой нюанс, исходя из твоего. Если я тебе скажу, что касается даже самого города Грозного. Здесь решаются некоторые вопросы таким образом. Глава района, который непосредственно, если ты пострадал, если этот участок и земельные наделы твои официальные на документах, и в течение 3 лет ты все-таки построил там, не знаю, квотам бунный на Катига и так далее. Ну, поставил свой там, не знаю, гараж какой-нибудь. Если происходит, он тебе должен возмещать в эквиваленте этого земельного участка или дать взамен такой же земельный участок в этой области, или же как-то финансово. Но финансово это маловероятно, поскольку во всем Итум-Калинском районе проживает всего лишь 6 тысяч человек. То есть все население Итум-Калинского 6 тысяч человек. В основе они находят спорный вариант. Взаимообмен лоя, но смотри, насколько я знаю, проекты, если у тебя туристические опыт, туристические проекты, которые есть, они в основном находятся вдоль дороги федеральной, которая может в дальнейшем вести ведут на Ведучий или же ведет на Грузию. Эта дорога будет в любом случае. Они сейчас на законодательном уровне решают с Грузией этот вопрос, чтобы напрямую в Грузию можно было ездить через Итум-Калинский район. Если это не касается вот этих земель, а касается где-то в глубине, в основе своей, там туристическое ничего строить не собираются. Но есть один момент, чтобы ты знал. Когда этот вопрос поднимался по Галанчевскому району, речь была об одном, что в Чечне собираются делать для туристов кольцевую дорогу. То есть вся республика, начиная от Галанчежа, должны пройти через Итум-Кали, через Шарой, Чеберлой, Шилковской, Наурский район, дальше идет Натеречный район, дальше идет непосредственно Суджинский район, замыкать опять до Галанчевского района. То есть кольцевая дорога по Чеченской республике, чтобы все районы были, можно было проехать на машине, туристический класс. И это туристический проект. Другие туристические проекты, которые там построить экотуризм, построить там, поставить будки, дома какие-то для туристов, и глава района. И ищет ситуацию. Но насколько я знаю, в Итум-Калинском районе очень серьезная ситуация в плане, но по закону гор, как говорится, рано или поздно иметь тяга придется возвращать, если но если ты купил участок, я тебе сразу говорю, что в течение 3 лет, если ты этот участок не сделал на него ничего, там без разницы, без разницы. Региональные власти имеют право изъять его и отдать или же главе района, или же продать другому человеку. И закон должен. Да, там сейчас дополнение к тому, что ты сказал, и отсдаться варида да, садейш цар дайс пляка шейбейшем цербейшем уже доз харжен горни хархадон хавукондон юридически уже и дадулич на дола дехкан латтуи адо что и лат не цани до халдош чинах иш узкий мехтик мои эдия моя чин авор дехарою ушкалою атарю иштаю чупы. Я понял, вдоль дороги, я правильно тебя понял? Да. Это, конечно, уже сложно будет, потому что это... Да, это сложно будет. Это там единственное, как ты говоришь... Да, там федеральная трасса будет. Зелемхан, возьмите Рюхон сега, участку Рюхон, это меня как бы не первично, это вторично. То есть возникшая ситуация, да, это федеральная уже будет трасса, скажем так, и она из территориальной субъекта, это будет федеральная трасса. Да. На региональном уровне ищет взаимообменные вариант. Через с этого года, вот с 25 года на федеральном уровне в течение 3 лет от постройки, фундаментации власти могут аннулировать. Просто так. Уже закон. 10 раз. Да, это я тоже в курсе. Тут это тоже не проблема. Но тут
Зелем, Ой. Адешу предала, у тебя немножко сложная ситуация. С точки зрения, как бы, если бы ты смог что-нибудь построить там, и цадр, но то, что находится на землях федерального обеспечения, а это федеральный трасса, а там немножко сложновато будет вся эта ситуация. А там спорить никто не сможет. Да, конечно, им желание, все это, как полагается. Там, знаешь, единственное спасение, это в той части... Да, выписка есть, все сделано, Шехен Абинду. Это просто там, знаешь, как говорит Башлам, фундамент ты залил, но ты можешь строить и 5, и 10, и 20 лет, без разницы. Ты, главное, в год по кирпичику клади, то есть ты уже к чему-то идешь. А там уже государство проведет экспертизу свою, оценит и оценочную стоимость, либо она, как ты говоришь, в другом месте даст тебе. Вот сейчас расширили улицу Асланбека Шарипова, многие там высказывали, делали, но, насколько я знаю, все, кто каким-либо образом потерял там, допустим, из-за этого жилье и так далее, им компенсировали, выдали земельные участки, кому-то квартиры, кому-то деньги. То есть это... Башлам, да везде дают теперь, везде. Идем что ли? Хум душуны, просто сухума цами. Садим проблем, украшать я штат. Ю проблем, щеку я. Но не без этого. Да, если хотите красиво жить, нужно чем-то... Нужно быть просто грамотным и стараться юридически себя обезопасить. Я тоже государство понимаю, есть земельные участки, это цену на луче. И получается там соседние, скажем так, земельные участки, у них построены хорошие добротные дома, но у них земельный участок находится в аренде на 49 лет. Они в свое время не приватизировали, ничего не сделали абсолютно. И тут им государство отказывает в продлении аренды, либо в межевании и приватизации земельного участка. То есть они же сами виноваты. Кто их просил строить эти дома? Потому что то есть юридическую сторону не соблюли, и они уже попадают под снос. В моем случае это невозможно, потому что я собственник своего земельного участка, юридически оформлен. Понимаешь, со мной им придется судиться. То есть варианты либо компенсировать. И вейбях будет умшталил. Есть очень хорошая пословица. Не пословица, а закон, который нужно знать каждому. Незнание закона не освобождает от ответственности. Да, от ответственности. От того, что ты своевременно не зафиксировал свое домовладение, не приватизировал его, когда была прекрасная возможность. Это проблемы лени, это проблемы юридической неграмотности отражается на твоих потомках или на тебе самом. Сундера, эти вопросы, конечно же, нужно, эти тонкости нужно решать. На сегодняшний день, когда есть законное право, допустим, о том же банкротстве, многие люди считают, что банкротство это нечто такое, преступный элемент. Нет, тебе законное... Официально я шпион. Я просто место работы сейчас не хочу называть. Но именно Аютчел и по документам, по этим банкротствам, Шадыги, я шпион официально. Ну вот, тиран, они не то, что телевизор, что, есть официальная реклама, есть у вас банкротство, бесплатное консультирование. До миллиона, я шпион, до миллиона. Вот сюда, и хум что самая большая проблема и бич нашего народа, это то, что мы очень сильная безграмотность высокая. Мы просто любим очень хорошо заниматься спортом, драться, воевать. А вот что касается... Мы любим отдавать 30-50 тысяч кому-то, отдавать, и чтобы он занимался этим. Да. Привыкли вот так. Если на самом деле, если подумать, по идее, по статистике, Чеченская республика на первом месте, и в некоторых местах на втором месте по телефонам iPhone. То есть в России. Это лидерство мы держим. И по сути, по статистике, самое большее количество юристов, экономистов в Чеченской республике. Однако, на элементарных простых вещах мы видим, что как мы на самом деле учились, и что... Ну, не мы, я имею в виду, как бы более такое понятие. Чтобы... В целом, в процентном соотношении, да. Залимхан,
дом на Луче был, он блокаду есть до батальона. Нет, оазис, торговый центр Мичаю, Хайон, луч тюфел. Вот, он налево Чумавирзан по Узуеву, вот между Узуевым и Лучом переулок. С левой стороны, получается, идут пятиэтажки, а с правой стороны идет частный сектор. Вот, Суюка, дух. Да, там сейчас, насколько я знаю, застройка идет плотно, потихоньку. Застройка идет плотная, и некоторых людей за 35, за 40 миллионов выкупили частные дома. Поэтому раз на раз не приходится, как говорится. Но это красная линия. Сейчас, я думаю, все это заморожено временно, пока проспект Путина не закончится. Все силы сейчас направлены на быструю постройку именно этого района. Время покажет, как говорится, главное. Для начала, всем, кто поддержал мой канал ДРС Хил, Таланбарх Стагуева, поддержать Инстаграм, Ютуб, все. И завершение. Со мной в потоке училось 70 человек на историческом факультете, 78. Из них, кто остался на историческом факультете, кто занимается историей, кто закончил этот факультет. Насколько я знаю, 2 человека. Остальные никто ничем не занимается. И когда меня сейчас однокурсники, пошла, историю учил, один глава района, другой там, другой третий бизнесмен. И когда они встречают, меня как дурака встречают. Ну, вот так бывает. По-любому, Хирион, активизация, Хирион. Главное, подписчик, Да, не только подписчики. Номер, как связаться с тобой? Номер, лички чудо, хаязиш, номер, просто скайп садо, История, юриспруденция. Да, шоз кузда, саяхкума мятарец карты дир ахшля чваши та цаюшо телефонш дир номер ашиятичи тауншли лцари ум цаглет асагато лички шудол чани да ашукса номер луришно проблемы WhatsApp номер. Да, эхто бойл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Biz de geliyor şu Так. Расул, следующая эфира, Дудой. На следующий, алло, ассаламу алейкум. Ушел Дерецкого. Амир. Алейкум салам Дерецкого. TikTok şuna Deriz